Marshall Дума Сергей Маршдойл. Да, Маршал Масяги. Да, не очень. Играю Маршал современного. Она вот в личку, высота Куревич, Германия. Короче, Куревич, Арбат, Бьемш, короче, союз Хамсейка. Так, короче говоря, Ибраим, Юхош, Ибраим, Итусу Ибраим, Виндет, Кибарш, Ибраим, حكر ده الله أسوأت ميت في ذون تيجا ترولي كم شو يخن تحر دك. هو Итусу زيها короче, لا كوسات شو دبايل. короче, много лазаю قريون هرزات короче, إيش حكر ده الله. Ja, что я каньон, стигать, я вижу голос свой, что он, я а потом уже, короче, небольшой ролик, короче, еще дай вас каньон, что, а когда вхожаться. Tiem daivoleleit Ibrahim Wawuch tasich تعمير درس زميتي ديني تغاصنا شو تيك توك جا تا سبيرو взгляда да что ларда был ночи бать муэрдерис отбудулачены бош та шей ларда я дугар долш внешне виделш büyükçüler de amat bol şey sayesinde o koş çeşiyor işte salar da nokçi işte geç та постоянно хулкцер ну у всех вот я замечал тенденцию у них есть видео где они сидят и оправдываются что они мусульмане что у них там короче пока иман не настолько креп чтобы там не знаю бороду отрастить чтобы там хиджаб одеть и постоянно ах нет они здесь оправдываться здесь она они как будто они кому-то чем-то должны дать. Со бусал бу, со изал бу, со има шума хияжиш, со хуяра бусал дин со суни сун Аллах не юкаба дать, вот и са вахуешь оправдываться. И тем не что вот зачем вы это делаете? Чтобы что? Сом это ويردوج عايرشن خيجوادوج عايرشن ما خايش بوصل شتايا بوصل دي абсолютно белбулш доте просто вот из-за вашего страха аж или лешал я оправдание еще из-за этого долг ташу бокал ждётся к хомду мяч аж киги беш мадуё приложение чё аж бусал до бош пичит Чер бабел бокал шу с вас как бы пример эти бокал и бусал шаша бусал до бош дальерш сейчас шутят абсолютно хуйцовуш. Какую как бы они пятно, как бы какой грязью они себя как бы обливают, называя себя мусульманами. Скажем, ойляш, ляляш, последствия. Что кирар, это же как бы вас не от ответственности как бы дамата до, что кир эл, что дать, эл не зашу эл. شو بوصلوا تأويش قيرش شو حينا قيرشتو تاتوي صبلي ديني قيتو татуировщин, уахующин, дает абсолютно никакого отношения к там, ни к исламу, абсолютно, это бел больше, поэтому уахующин, все бусер бдинсуни Аллах, не утабадать саламаш, så vel sakas du så tjuvis i tapid boch камилаш дать абсолютно плюс там абсолютно плюс бел был что там дать по бусал буевайте почему ты боишься вот сказать что даже вот эту тему не затрагивать мои эти темы вообще затрагивать не пудри мозги молодежи Венский с обо гудуё лицемерие малия бусал вайцау просто тана кир велдать чисто ради того чтобы оправдаться чисто ради того чтобы от тебя отстали
وبوصل بو ال короче يبوصل дин дать эти у нас هم дин и как бы эти у нас ярлыки лил малил бо что бусал дать просто промолчите что هم хер дать. Я не говорю там выйдите открыто ГСК, не говорите, что вы все как бы, что бусал дать цавишь, но и не надо там сидеть хочу айришан кишбол кишел что бусал дать. Не надо сидеть и как бы попудрить детям мозги, сейчас бусоп дубовш. Кир абсолютно он даст всегда, абсолютно сам даст кир. Маршал, Вася, маршал. Маршал, бра. Маршал. Долг сейчас комментарий что там бисел даст, бисел бвать, кварт боккар ба та диван шариатчик юли. Тюна кир лой там сразу же даст. Монотонный там часовое видео даязе وما خوشو شو بوسال الله بوسال دين سوني الله يخنيوك عبايدات شو вообще بالخل تبيسو بوسال أصلاً مش دو إيسا تادت нитё yok постоянно уавяхш каждый чунга с первого взгляда дахаешь вроде лар да нохчи будет внешний видео у нас мобиль та имеет чё шатин кош хиджаб шати арабский одеяние шати сюнта знаешь, ну, потом, знаешь, там постоянно, как у каждого вот, видео, хулк, где час не те просто оправдания. Перед кем оправдываться, для что меж почал хрен. Германия, душу, Франция, душу. Кто вас обязывает сидеть и оправдываться, что бусал дуйдайте? قطعني قامش كواتش خذيت يا قام مارشال بشر مساجا يقطعني قيل كومبو ناهج الشو اوغان شي تاثيري شي ترازني البوي تانا بوكور تاع خوش قيل وقتا ابوسو بوي واتي بو سام شواتش جينيشن تاعني ما دبيتي هو بوصل واتس او فرانسوز واتس بوش بويا ابو كيريل да إذا يوتاك يسولي يا غلاي يا تا جينيشن هم اوكي كبردينش يا ستينش لا تبوسل بوي اوكيست بوي واتا وكورت باخ بيزيبو تاتا بوسل يبو خدوتها это табеш дама меш бат вообще просто бу чани тшду просто я жоп просто тани сақиқам ниш хадойзиш ниш назборг шуа Do Afghanistan je šera dočer, bo da bo, daš mogo na iš dodur modušo dohtiču. Intos dohtiču od vas kšugulda, kšu dodur tu doš modat, hajšo nena. Kšu dodur tu dačun Evrope ta najdu sa tu čugulda. Şu kol diye şu basım diye şu mu diye şarap diyor kaça ta ne diyor çıkıp doç kok doç visuriyor şu mu первый Marshall думаю, сега юре печ, те целяться худи дертице. Шба мет кёч бисур бак, шо шин фош сахли азбай. Пошух чу без бат ких раз ких крада раз кедо дуа до га бошла пер шара датse си таво чу мала. Пошто чуар бой турбош моба. Исрах кадрам. البودا بود هز كيد مانجي تدعكش مرسيدس بين وخوك شتاس كروتشي اشتاشا ما واقع ذات ما دي اشتبات تقاني ايه مثل دونا دوش بانك شو بنزين شو خلات تريشو ايه تعالوا عطيه بچي بزيوچي жестко дуйно дек душуме мадархи шон царайшон не уду Лаваш просто хаус моваш Афганистан такие вот бахваш дел дишва просто эш юхту я шера багр дахта азбиту гваш да это лучше нис бут бахваш из Афганистана хаусиш Лаваш хаус хаус يهودو تاخذوا دو شنو يهودو ما تاخذ اوكي
Еще халбу лишь кубошку. На, дейлах таня цяла, на ворша. И видео, честно, белки, он что классы нас, да? ЛД. А я да, что выступить, какие, надо, машалла, брат, как ты выступил, Бог. А что, трах, короче, заблокировать видео, значит, далее, однако, что нахер, вообще, гумах, речь моя, белокуру, ханина, бичайна, толщурум. Ночью вам представлять, для что было. Что не ахитаться это. Что вы ебали. Абу Кирилл Маршвелл, что Балхауэр, я, оказывается, многое пропустил из Хаджвезеру опять из видеошек. Блоки он делает, он худо тига. Ой, давай. Ой, тему. Холодное февральское утро или Пономарева в исламском государстве, или... Я хаузу вала, ведущий, что вала, я просто... Я ведь награду видео, она генца, его жим, чего хаузу дует, нага мекшда, да, цагай чиом датсон. Мекшила гайд. Хинзам, скажем, Короче, представь, это Руден Хайоне, вот сейчас, конференция, народный депутат, короче, подозрение, ДНА голубошевяк, есть какой-то родорастущий. Цель сайта, ну что, народный депутат, цель, ну цель, что я, какая 6 саат, час чем-то. Короче, قاعدين ناخذ ساعة 8 ساعات يعني وش قاع ساعات يعني وش دي короче قوي أقصد أكيد وش 8 ساعات يعني وش وصل هذول كي выступление нам реально да короче раз вопрос ну лучше что отделиться да что гупа чах короче шариатский говорю или демократический вопрос представь все, и момент дойдет, и заставьте. Давай полностью хачаться, да, и Памперс это вообще я хуйца уж, Эрик Хонакер, Такор, Юко, вопрос, так это начин, ба. Сега шиби ответ даст, или шариат, или демократия. Та Жоухар, та Эрик Горбачев, короче, я не готов ответить, бах, представь. Оля! Вообще, вот Кирилл, вот Кирилл. Это белки, хотя бы там накладной борода ел. А я, да, худина, да, хакар худина. Ночью одол мабай, хакар, это и даяка. И вы результаты, ой, машалла, мы что выступить дыраш, бо, стоял шок. Две не кайвич, школу, не дух кайвич, это. Ах, я, атомный бомб что-то ухо, да. Парни шахаш. Это канал Чуайон. Это звук пропадает, ничего не слышно. Перегружусь. Полностью этих, да, этих. Сейчас вы тут, нахер вообще бодердиза. Как технично Абу Кирилл пытался он военный команд навязать, да, и он как будто поехал в Щедолстон. Куда синход дагион, это не я, это чеченцы был. И ночью он тиалич, да, кахнеш. Короче, ночью он мощь. И раз к биче сейчас алкаш. Лишь галстук ширкин, ах как демократичему. От раз к хизин был ночью бац, эльдишон, вот ноудем, и он дел дадусун, ноудем. И ночью хизин был, и ночью, то бой депутат, первый там бош, второй там бош, российский Госдуме, резолюции на войну в Чечне принимать, а и нах будешь, это вот что. Лишь бой депутат. Вот что там бахкает наш, вели наш будешь.
Це демократія, ну хочеш там угля, раз, каме тяжеш, гочу, табак дақойм тацюлі, цанин цоусо, дилатюрові. Та вообще там що хамож ваші, та угля, та дагулем, тіат, я хуюцо, та бельх сюда, сразу. Полная дискредитация. Полная дискредитация. Полная, жертвует, террористы. Вот террористы, dünya terörist. Bak, sen demokratçı bu. Ver. Böyle ya. Kiyetiş bak şu da tavsiye etti da. Da yok, da noch şu autos mobil. Tavuyu tanina çalışıyor. 4 kilos. Şuraya rahat diyor, şeyler tur. Aga ben haço koşuyor, bakar tuğabo. Yazık şu bu adam. Ингушетия у меня электрооборудование. Сейчас я где Ингушетия, а я Сергон. А вообще без будет. Его просто сдали. Ари, а все дешу или бусом дешу. А мы говорит, аккорд в округу. Что ты что я добавишь? Бери, его просто сдали. А лаской что делать? Полностью. Хочу бажок. Видите? Нахят. Эфир, Сажим майское матта, тая, ешуэ, что минцам разогрев ешуэ вообще как бы русскую шпреху перейти надо, чтобы понятно было, да, что здесь происходит. Вот одни и те же люди нас подают по нескольку раз. Vai tur mudu научили. И умшат, и бетошишь, но несколько раз дадут. И звонящий контрольный еще нет. Хивой обчуаду, да, конец чакела. Вы знаете, что был? Тем более, если мы в составе Российской Республики, то мы должны говорить... Добровольно еще, добровольно. На русском языке, хамел да дьезвой. Раз мы в составе этой. Ну, русский язык, он вообще-то нам нахрен не нужен, да? Просто по Конституции, пока мы не полностью закрепим свой язык в государстве, у нас допускалось оставаться на русском языке, но вот если меня спросить, я бы вообще бы на нем не оставался. Говорил бы сейчас здесь с людьми на английском языке. Просто проблема в том, что вот еще не успел изучить его. Короче, единственное, на какой язык можно там действительно переходить с пользой какой-то, да, это вот международный английский язык. Но ввиду того, что вот, к сожалению, наши вот друзья здесь, соотечественники, не обладают, кроме, за исключением некоторых, нам приходится на вот этом русском, но тем не менее, все равно это какой-то охват публики делает, да, и если вот эти чуваки сидят и на русском языке обманывают своего слушателя, там, зрителя, то на этом же языке придется разоблачать всю эту деятельность. Фарго, ты можешь, у вас есть вот возможность у тебя, например, зачитать там текст? Я просто как бы в движении и хотелось бы... Ирю, сейчас я тоже вот пару минут подготовлюсь, Сажим. Короче, будет лучше аудиоформат сделать из этого текста, чтобы его любой мог крутить, там, ускорять. Но тем не менее, вот сейчас по теме, да, вот то, что сейчас там русские какие-то депутаты встречаются за границу, дай бог им наконец-то стать людьми, там, желаем им всех благ в своей русской республике, там, где они есть. Главное, чтобы от нас наконец уже оторвались, да, там, короче, не буду грубить, да, вот это слово говорить.
ну, отвязались, чтобы от нас, самое важное. Просто у нас вообще тут другая проблема возникает. То есть нам хотят шило на мыло здесь поменять, и поэтому нужно четко заранее разъяснять, что здесь не какая-то баранта, да, которая будет вот так сидеть, позволять на собственном там теле играть в ножички или в крестики-нолики там. Он у себя там в Мухосранске или в каком-то вот эти строители исламского государства у себя в Пакистане, где вы там сколько угодно, вон у вас там территории, да, исламское государство. Там идите и там играйте, экспериментируйте, паразитируйте, все что угодно. Флаг, черный флаг вам в руки, вперед. Пошел. И ссылка, какой основан, Ибраим, вот этот проект Конституции Российской Республики Пономаревской? Я попробую потом там поковырять его. Просто вот этот текст, который я тебе скинул, ты Сейчас я подготовлю, да. надо все-таки зачитай. Да, не, я могу подготовить этому, перекинуть, чтобы они этот, вот здесь показали, озвучили. S'il vous plaît. Вот я вчера вот этот Белокурый, ему на сайт, вот у него сайт, он вот это видео, где он выступает, и сразу обрезает видео. И там ему комментарий под это видео на его канале в Телеграме пишут: о, молодец, как ты выступил, маша Аллах, туда-сюда. И я беру, закидываю это видео ему. И сейчас я смотрю, мое видео убрали, меня заблокировали. Вот так они прячут все это и думают, все это проходит. Да, Ибля? Представь? Да, да. Короче, удалив, спрятав, там, скрыв. И надеяться, что они как бы, их не видно, да? Пронесет, да? Да, да. Не, еще раз, вот еще раз и еще раз. Все строители исламского государства, все те, кто устанавливает Коран и Сунну в этом мире. Вот смотрите, у нас вообще нету с вами никаких проблем, да? Если, вот, когда этих проблем нету, да, вот, в каком случае? Вот все вы, кто за шариаты, за халифаты, за установление слова Аллаха, за распространение исламской, там, ваххабистской идеологии, абсолютно никаких к вам претензий нету. Если вы берете свою идеологию, берете свои вот эти чаяния, берете свои все вот эти там действия, да, и их идете вот на все 4 стороны, распространяете это. Вообще к вам нет никаких претензий. Мы даже вот чеченцы там, кто чувствует ответственность перед народом, перед своим государством, перед вообще перед потомками своими. Вот мы вам даже за вас молиться готовы, да, там. Если надо, вам черные флаги мы вот скинемся, сошьем. Какие-то тюбетейки, четки, вот эти электронные счетчики. Еще что там можно вам? Короче, Кораны, короче, на каком языке там, я не знаю. Даже можем в случае необходимости вам там тоже скинуться, и, да, чтобы вы напечатали. И главное, чтобы вы подальше, вот, подальше туда, там вот, где у вас вот эта тема ваша, исламского государства, вот этого халифата, вот туда, ближе к Афганистану, ближе там к Судану, к Сомали, вот туда куда-то.
все, если вы хотите на чеченцах вот это вот все применять, экспериментировать, какие-то джихады, халифаты, и вы думаете, что вот все безболезненно это вам пройдет, вот все будут сидеть, никто не будет не реагировать это, да, не выявлять, не разъяснять, то вы вообще не туда попали, то есть вы ошиблись. Вы с народом там ошиблись, короче, с людьми ошиблись, с менталитетом. Ну вы, да, вы как минимум не рассчитали это. Вот ты петух, Ахмад, вот ты главный старый пердун. Вот ты тоже входишь в это число. Вот этих Первый да, редактор. ты там сидишь, и ты думаешь, ты отмажешься, да, сидишь, подстрекаешь вот этих молодых людей террористическим действиям здесь. Дай поговорить. Да, ты так сидеть не будешь, просто твое рыло вот это, твой голос, кто ты, вот это, ты просто так в стороне здесь не останешься. За свои вот эти подстрекательства, да, молодых людей, за то, что ты пытаешься использовать чеченский народ, да, как ты чеченский, прям так и высказываешься, да, в кругу вот этой вахабни, что чеченский народ, нужно его, короче, в ислам посильнее затащить, и что только так мы можем ислам сохранить, как бы с чеченским народом его протащить, потому что другие никто его не протащит. Вот ты один из этих, да? То есть вот эта вся ваша деятельность, установление ваших идеологий, еще раз, на все 4 стороны. Просто так, да, там, через какое-то вот наше горе нашего народа, через трагедию, через политическую ситуацию, просто так нежно вам это не пройдет. То есть вы столкнетесь, еще больше будете сталкиваться с тем, что и ваши хозяева русские, говнюки, слубянки, вот эти всякие хорошие русские, там, оппозиция, хрен-позиция, Б-позиция, вот это весь мусор, да, ваш, там, ФСБшный, вы все будете сталкиваться с проблемами и с теми вот чеченцами, которые не будут просто сидеть и глотать все, что вы над нами экспериментировали. Поэтому вам это нежно не пройдет. Это просто как бы напоминание для вас. И вот эта вот тема сегодняшнего эфира, она как раз посвящена вот этой вот вашей деятельности, которую вы там, опять паразитируя на страданиях, там, на трагедии чеченского народа, пытаетесь, используя вот это вот, еще больше нам, скажем так, вы там дебилы, которых ведомые, да, которых там через религию к этому подтягивают, вас используют там как с вашими чувствами, там, чаяниями. Но в итоге это вот ваши русские хозяева получается так, что они не дают, то есть обрубают будущего нашего народа, нашего государства, привлечение к ответственности всех вот этих русских террористов. То есть через вас, дебилов, используя вас, через ваши чувства, чаяния, вот так вот пытаются нам навесить вот этот свой международный исламский терроризм русский. И через вот это, манипулируя этим перед всем миром, вот, держать нас, чеченцев, под русским сапогом, не неся никакой ответственности за все свои преступления. Я пока все, я сейчас чуть-чуть занят, потом подключусь и уже как бы можно будет вот это видео запустить и обсуждать. У вас чисто политика, я правильно понимаю? Ну, сегодняшняя тема эфира у нас политическая. Давай. Я не пойму одного, вот если вы так хотите шариат, вот, посмотрите, что это такое. Поезжайте на месяц в Афганистан, турпоездку. Посмотрите там как, что, если вам понравится, там оставайтесь. Но я уверен, что вы оттуда убежите через неделю максимум. Неделю солоса. Через 2-3 дня убегут. Не думаю, что
как в Европе, на мягких диванах, катаясь на хороших машинах. Вот такой шариат. Вы ошибаетесь. Букирел, судик тези без помех. Ходик резон, Хинц резон. Насчет этого Руслана 3 девятки и ВХ форум, что зарегистрированный ВАЦ, я его не нашел. Минимум. Нету его там на этом сайте. Насчет этих, которые хотят якобы исламское государство, шариатские законы, да не хотят они жить в этом исламском государстве. Да, они, если хотели бы исламское государство, они бы сегодня находились бы в европейских странах. Это во-первых. Во-вторых, для чего вот таким людям, таким как Закаев и другие, всех тут не перечислишь, в первую очередь, для них исламское государство религиозное – это как подушка безопасности. Потому что за 2 русско-чеченских войн у каждого таких людей в шкафу полный шкаф этих скелетов. То есть они хотят уйти из-под ответственности за свои деяния. А в шариатском исламском государстве они прекрасно не понесут наказание. Вот для чего им сегодня нужно исламское государство. В личных корыстных целях. В-третьих, просто прийти к власти. Быть, как сегодня Путин у себя в России, именно личными властителями власти в республике. Вот для чего им нужен ислам и шариат. Насчет этих хороших, так называемых русских, которые сегодня орудуют в европейских странах. История, как говорится, она циклична, она все время повторяется вот в своих вот ситуациях. Они для Путина, прежде всего, тоже как подушка безопасности. Он же их не зря в свое время рокировку провел, обвинял их на этого террориста-убийцу. Для того, чтобы сегодня они создавали вот такую картину в глазах европейского обывателя или европейских политиков, что мы, вот посмотрите, какие дипломаты, демократы за демократические ценности, что мы выступаем за вот такое прав граждан и прав определения, самоопределения народов. Создают только такую картину. В случае, когда в России будет политический кризис, я говорю политический кризис, вы заметили, может быть, которые их слушают, они никогда не говорят в случае развала России. Вот где кроется истина. Такие люди, когда вам не скажут развал России, потому что они такого исхода не предусматривают. Они предусматривают тот вариант, когда в случае политического кризиса они приезжают домой обратно в Россию и проводят рокировку, меняют одну власть на другую. Вот и все. То же самое происходило на заре распада Советского Союза. Помните Ельцина, как Ельцин бегал по западным странам и в каждом углу кричал «God bless America! God bless America!» То же самое происходит сегодня. Опять подчеркиваю, эти люди никогда не будут рассматривать развал России. Только политический кризис. Путин уйдет на почетную пенсию, они проходят к власти и снова будут мутить свою эту имперскую колониальную политику на этих территориях. И поэтому, а сегодня наши так называемые чеченские лидеры, якобы, которые выступают от имени народа, хотя по факту, как говорил Масхадов, есть аудиозапись Масхадова, Закаев, например, дезертир, который без разрешения президента оставил свой пост и сбежал в Европу. О других я говорить не буду. Та же самая нечисть. Сказочные персонажи, которые сегодня в Европе выступают. Дилетанты, дайте высказать слово. Дальше. Почему сегодня вот на таких российских форумах присутствуют чеченцы? Ну, чтобы показать миру, опять же, они как прокладку используют для себя, вот сегодня хорошие русские, показать, опять же, европейцам,
что вот посмотрите, у нас даже присутствуют на форумах люди, которые раньше были для них террористами, убийцами, сепаратистами. Вот какие мы демократы. Вот и все. А эти готовы продаться любому. Подлечь под любого, то им гарантирует будущее, опять же, безопасность, потому что каждый сегодняшний деятель в Европе от имени чеченцев должны по факту понести наказание, потому что они разрушили эту республику. Они стали поводом, что Россия снова пришла и оккупировала эти территории наши сегодняшние. Вот и все. Иранская Чубалина, ну, клево, да, царя. Легкую модель вообще интересная. Ну, да ладно. Что, Абалинович? Абалина. И Сулейманов был, особенно Абу Кирилл, и он в первую очередь и как бы от себя отмыть елочку, Ну, царь, ну, чего есть? Бехко было. Ну, чего есть? Хочу Балин, царь. Царь, ну, царь, вообще. До старого, как этот мир. Религиозные жрецы, муллы. Царь, вообще. Царь Балина со своей религиозной риторикой, что мы тут, так Садош, как Алдугов на весь мир объявил, Впервые в 20 веке, да потом. да, на Америку, Боже. Вот эти американцы привели русских на эту... Аш Балина, аш Богуду, вот религиозные деятели. Мы тоже Абалина. Да, Deutschland, унисон, мадит, хорош, документация, валла, цоп. Царь, да, царь, вообще, говорят, мы что, камеру, так голову, объясни, Абалина. غادر عبالة ديرها ديننا وجه ينزل وعنك بتشوفين Абалина. عبالة شو سنجر عبالة بيلوش Осан чарет, осан нашит, айд лахиля, около غاسك ويشوات حكوك بوقت بانسرом عن سكون. اسكريم 200 лет были чуа اسكريم отцол чуждо Есть бали лет бу, он лечь религии, вайчие чуде. Религия Богу, политически составная часть этой религии нам всегда мешала и мешает стать национальным государством, как другие в этом мире. Аллаца, когда российская царская власть распалась, Горская республика, уже успели с английскими дипломатами договоренности заключить. Уже стали в республике строить нефтяные вот эти вышки. Что случилось? Появился откуда не возьмешь, черт из табакерки, из дагестанских степей, какой-то мулла, начал говорить религиозную риторику, все пошло трам-тарарам. Пришли коммунисты, обещали земли крестьянам, рабочим заводы, все пошло. Мы опять оказались под русскими. То же самое сегодня происходит. Опять же нас кормят религиозной риторикой, мы за шариат, за исламское государство больше, и под этим словом русский опять будет над нами властвовать. Пока мы не будем кричать на все угла и всех утюгов, мы хотим национальное чеченское государство, не исламское, не какое-то другое, именно чеченское под укладом. Если ты сегодня дожил до преклонного возраста и не понимаешь такой истины, то я извиняюсь, мне не о чем с тобой говорить. Подожди. Во времена СССР чеченцы требовали шариатское государство у Кремля. Вот в 80-х годах Советский Союз. В 80-х годах чеченцы требовали независимость. Помнишь лозунг «Свобода или смерть»? Там не было лозунга «Шариат или смерть». Там был «Свобода или смерть». Хорошо, а кто был заслан с ваххабизмом, вот тогда, вот кто после распада? Сами пришли или кто-то их там согласовал с Москвой, вот это все дело? Азиота, кто такие ваххабисты? Кто такие ваххабисты? Где, чтобы хатта, что? Криптоевреи. Криптоевреи, окей.
опять Ну, евреи виноваты. Если в кране нету Не воды виноваты, или не кончилась виноваты. вода, то Не евреи виноваты выпили, да? они, не виноваты они. Но у них Давай, очень много... вот эту свою коммунистическую мульку мне, человеку 21 века, который вырос, не надо усомнивать, коммунистические лозунги не пройдут в Адуплаг. Ваша, еще коммунистических, я совсем ребенок другого мира. Коммунисты, они просто сменили маску. Почему коммунист? Почему коммунист? Сменили, so what коммунист, so what коммунист. Маску сменили они. Если твоя контора Марсиане, тебя они, прикажет, евреи, они, мне без разницы их национальная принадлежность. Я говорю по фактам, что всегда чеченцам мешало построить свое национальное государство. Религиозная риторика. Кто бы его ни приносил? Еврей принес, араб принес, русский Подожди, принес. я тебе Не имеет открою значения. один секрет. Факт, что говорит религиозная риторика, Я нам тебе всегда открою мешало один построить секрет. государство. Вот Я я тебе о чем открою говорю. один А ты секрет. меня Я тебе- пытаешься переключить на какие-то личности. Я Да мне тебе насрать на открою этих один секрет. личностей. На их национальную принадлежность. Подожди, я тебе открою один секрет. Чеченцы, даже если их оставить свободно решать свою судьбу, государство не создадут, знай это. Сами никогда не создадут. Потому что никто не хочет, чтобы над ним Доводы, аргументы приведи. Почему ты считаешь, что они не могут создать? Почему? Доводы, аргументы никто приведи. не хочет, Иначе это чтобы над ним голоболство, правил другой чеченец. словоблудие. Забыл, чтобы мадица, а не отцеет. Государство построят другие там, но сами чеченцы государство. Я вернулся, вот этот говнюк дагестанский, вот этот Азимов, который по чеченцам. Кто тебя не считает говнюком, тоже говнюк. Старый пердун вот этот, я извиняюсь перед слушателями, перед зрителями, у нас у чеченцев не принято вообще пожилых людей как бы вот так футболить их какими-то этими называть. Но вот эта мразь, она как бы полностью срывает все вот эти вот устои, да, установившиеся. Поэтому ее вот так не назвать, эту мразь, не получается. Эта мразь, если есть здесь представители еврейской национальности, вот это одна из мразей, которая сидит там в других чатах, в других группах и настраивает массово чеченцев там против евреев, чтобы мы враждовали с евреями. Вот кому там интересно вот эту вот гниду прозондировать, да, и она как бы, ну, создает такие межнациональную рознь, потом вот эти настроения, потом какой-то мелкий говнюк пойдет куда-то в синагогу, что-то подложит, или еще что-то, или мирно идущему там человеку какому-то пойдет его там, или пырнет, или еще что-то. То есть вот таких говнюков, их, я извиняюсь, да, за немного эмоционально это, да, ну, просто это настолько мразь, и вот эта мразь, она вообще, ну, это обычная, вот, типичная мразь, которая влилась в чеченскую среду, да, вот, как правило, там, в одно время принимали, когда вот этих людей, либо они там на территории оставались проживать. Я сейчас не говорю, что в чеченской среде нету каких-то ублюдков и так далее. Речь идет не об этом. Но вот эта вот персона, это чисто сюилевская, то есть рожа не как народ, да, там дагестанцы, которые живут где-то в Дагестане, это обычные люди, обычный народ, но вот эти, которые среди нас и как бы борются со всем нашим самобытом, да, там с чеченскостью, с чеченским всем. Вот такие вот мрази, да, и, к сожалению, приходится вот ломать вот это устоявшийся уже самобыт, вот сформировавшийся. Но по-нормальному вот такого старика вот так вот. Просто это молодые люди потом тоже слышат. И это в обществе получается, что нормально, когда ты старика можешь, я не знаю, там, скажем так, его оскорбить или посадить, там, остыдить, короче, или посадить его там на свое место, но, к сожалению, вот эта вот такая мразь, она как бы является исключением. Поэтому вот приходится к ней вот именно вот так обращаться. А так обычные люди там пожилого возраста, даже если они
ни одного мнения с тобой, там, я не знаю, или расходятся во мнениях, или других каких-то взглядов, все равно это ненормально. Их именно вот так жестко, да, там, определять. Просто вот в случае с вот этой гнидой, она просто очень вредная, да, вот такие вот гниды, они создают каких-то Абдулаков, Анзоровых в чеченской среде, потом, которые идут головы французским учителям откручивают, а потом сама сидит вот эта мразь, она где-то спряталась, да, уже старая, вот одна нога у нее где-то в гробу там, вот она, ей все равно удается вредить, и вот это вот, как бы психологически, вот что получается, молодой человек, для него пожилой человек, да, там, преклонных лет, он все равно психологически как-то на него реагирует, как на учителя, как на мудрого какого-то человека. Вот в обществе все равно, там, в чеченском традиционном обществе присутствует этот момент, и он обманчив. Точно так же к нам притащили из Иордании вот эту мразь Фатхи. Была такая мразь, да, которая на собственной двоюродной жене, оказывается, была жената. И она своим вот этим видом старца, пожилого человека, вот эта мразь, она многим чеченцам, и мне в том числе, и я тоже жертва, который послушал его вот эту вот хренотень, которую он несет, да, там, религиозную. То есть, когда он противопоставлял чеченские устои религиозным и, скажем так, критиковал чеченский, показывал их несостоятельность. И это работает, оно работает. И вот эта вот мразь, которая здесь, Ахмад ее зовут, вот это Азимут, Хреназимут, там, все что угодно, там, он шифруется, маскируется. Вот он тоже один из таких, кто вот так вот вредно носит, куда-то заходит в чаты к вот этим игиловцам, там, молодым, и их настропаляет, короче, призывает к террору, к каким-то террористическим акциям и так далее. В том числе и против отношений евреев, да? Это их главная фишка такая. И то, что мы вот сейчас пытаемся разорвать вот эти, скажем так, стереотипы, ну или вот эти идеологические оковы какие-то, да, которые на нас накидывают годами со времен Советского Союза, вот это КГБ, вот используя теперь религиозную карту, пытается нас вот отношений еврейского народа, там, отношений иноверцев, чтобы как бы в нас развить вражду, да, к вот этим всем представителям. То есть вот это дело, его нужно поломать. То есть вот эти вот люди, они как раз-таки являются продолжением вот этого. И мы пытаемся, наоборот, это все просветить свое общество, и чтобы мы не являлись как бы объектом для манипуляций, да, противопоставлять нас, настраивать против неугодных там для России, короче, каких-то там евреев или еще кого-то, их обслуживать, их геополитические интересы, вести подрывную деятельность в Европе, там кефиры европейские, там всякие ЛГБТ западные и так далее, используя вот такие вот нарративы, да, вот эти ублюдки, они вот так вот как бы используют вот чеченский народ, чеченскую молодежь, и мы как раз-таки пытаемся это просветить. И вот это то, что сейчас там дружить, скажем так, с евреями, дружить с разными людьми разных конфессий, вообще разъяснить, да, вывернуть наизнанку именно вот эти идеологические какие-то моменты. И вот эти мрази, они ходят, вот сейчас он старый какой-то, да, старый этот самый ублюдок. И из-за своего возраста он пойдет там, кому-то будет по ушам ездить, короче. И это работает, к сожалению, вот используя вот этот вот метод, да, там, прием своего возраста, там, пожилого, он может многих подстрекать каким-то террористическим действиям и так далее. И сама эта мразь, она остается в стороне. Поэтому вот такие вот, они самые
самый опасный, да, вот сам он тебе, и он даже лизнет там под ногами, или, я не знаю, тебя все что угодно, на колени кувыркаться будет, вот это, до того вот эта мразь, да, которая не может для себя, у которой нет никаких границ, да, вот главное там, чтобы вот настроить там вот чеченское общество, да, вот прийти к своей вот этой цели. То есть полностью он будет и здесь, и ваххабистами они называют, да, там ваххабисты, это, как он там говорил сейчас, какие-то сионисты, это ваххабисты, туда-сюда, то есть как бы максимально... Криптоевреи, Ибраим, что Да, бы это да, ни значило. криптоевреи, да. Максимально отмазываясь, да, от вот этого, от того, кем он сам является, и вот так вот. А другие вот эти молодые, безбашенные, которых они настраивают, они как бы в открытую, уже без лицемерия, вот так вот этими нарративами ходят, и, короче, и сами себя закапывают, и еще людям вред наносят всем. И вот такая вот тема, короче. Я извиняюсь, что я зациклился на этой персоне, просто надо разъяснить, потому что это ненормально, когда ты пожилого человека, какой бы он, как бы он ни расходился в каких-то взглядах, какой бы неправильно он, там, я не знаю, что-то не говорил, это все равно ненормально. Вот такого пожилого этого, потому что в обществе потом как бы это нормализуется, то есть это уже становится нормальным, чтобы там пожилых людей там можно было оскорблять и так далее. Просто вот это вот мразь, это исключение из всего вот этого. Потому что ее, если... Ибраим, насчет его реплики, что чеченцы там не способны построить свое государство, я приведу пример. Приведу одного человека, это один из крупных идеологов российской колониальной политики внутри Российской Федерации, это Дугин. Так вот, этот Дугин, выступая на лекции перед своими студентами, рассказывает им, будущим, опять в свою очередь, такими же идеологическими работниками, рассказывает им про чеченцев. Он говорит, нам очень крупно повезло, говорит, что в конце 90-х нам удалось разделить этот народ на две части и с помощью исламской радикальной идеологии. Иначе он говорит, что чеченцы – это особенный народ пассионарий. А такие народы никогда не сдаются и добиваются своего. И поэтому он объясняет своим студентам, нам очень важно, чтобы среди этого народа вот была вот такая идеология. Чтобы... Иначе он говорит, чеченцы вспоминают, что они чеченцы и начинают требовать свободу. Вот один из примеров, что чеченцы способны и могут построить свое государство. Это вложено в нашу генетику. Как вложено в генетику англичан, французов и других народов, которые сегодня имеют свое государство. И поэтому вот такое внимание уделяется именно чеченцам на Северном Кавказе. Вот посмотрите, ни о ком так много не говорят, как о чеченцах. Все говорят о чеченцах. И все рассказывают о чеченцах. Все, кому не лень, рассказывают чеченцев, кроме самих чеченцев почему-то в этом мире. Потому что они не хотят выпускать этот народ из-под контроля. Вот эти вот представители Закаевского исламского государства, да, которые, опять-таки, вот то, о чем вначале мы тут говорили сейчас, которые паразитируют на трагедии чеченского народа, да, и ведут вот такую исламистскую политику, которая изначально, в которой заложена именно подрывная деятельность против вот, чеченской государственности, то есть чтобы показать несостоятельность, что у чеченцев, кроме шариатов и халифатов и ислама в голове нет ничего, да, что и сами, причем эти люди, они, когда им прямые вопросы задают, да, вот
вы сторонник там исламского государства, шариата, они сами полностью от этого пытаются абстрагироваться. Нет, нет, я вообще не такой. То есть, как вы на меня могли подумать? Кутаев вот этот в том числе, да, который опять-таки антисемитскую, вот это, против других конфессий, вот это, всякие настроения в чеченском обществе, скажем так, развивает, да? Вот эти вот люди, они сами, когда вот вы же видели сами и у Кутаева, и у Закаевых, и у всех вот этих, ты когда прямо у них спрашиваешь, ты вот за это, да, и Тузик Абдурахманов, вот этот Тумсо Абдурахманов, да, Тузик в простонародье, брат Шмакова, мусульманина, он тоже, вот когда им прямые вопросы задают, вы вот этот шариат, вы вот это хотите? Они, нет, нет, я вообще это осуждаю. Ну вот чеченцы, вот они это хотят. Джахар Дудаев это хотел, чеченцы это хотели. Это вот чеченцы хотят, а я вот хочу этим чеченцам помочь. Я сам не хочу ни исламского государства, якобы ни шариата, ни халифатов, не устанавливать Коран и Сунну, не устанавливать слово Аллаха во всем мире. Это вот они, чеченцы, хотят просто. А я хочу как бы им помочь, хотя я сам против этого. То есть они вот так вот хитро проталкивают вот эти вот нарративы, да, и политику, которая изначально, в которой заложено именно подрыв для чеченцев как государства, как, то есть, чтобы мы выглядели несостоятельными, что вот у нас, оказывается, у всех только шариат на уме, исламские государства. И при всем при этом весь чеченский народ, который подвергся вот этой оккупации русской, весь именно стремится попасть в демократические страны, да, где есть возможность существовать, где есть хорошая экономика, где есть свобода слова, свобода волеизъявления, где у тебя полностью есть все права, вот туда все стремятся попасть. Но вот эти вот типы, вот эти вот чуваки, грубо говоря, да, они внушают обществу, что вот это общество, оказывается, она хочет шарикат. И как это так, не хотеть шариката? То есть мы же чеченцы, мы же вот хотим, шарикат же это наше. Внушая вот так, да, вот эти вот фальшивые там ценности, фальшивые идеалы. Сами при всем при этом остаются полностью в стороне. Я файл отправил и тебе, и Кириллу, Низам этот шведский. Он в голосовом, в смысле в аудио формате? Видео формат. Ну, типа его озвучивает, да, машина? Да. Так, сейчас я админу перешлю и попытаемся его здесь прокрутить. Вот как раз редактор Академии Джихада Донахча, он же Пан Чечель, он же казак, он же ненавистник там чеченцев, когда выпивает, то есть из него все-таки это все еще прет. Никак мы его не можем вылечить здесь. Вот как раз то, о чем ты пишешь, да, операция «Джихад», вот это как раз то, что и хотели русские. Операцию «Нулевой вариант», да, ее через вот этих вот Халимовых, всяких Удуговых, Яндербиевых, через них протолкнули вот эту тему, да, 6 августа, когда русских вынудили к миру. Операция «Нулевой вариант», вы ее как бы поменяли вот это название на «Джихад». Хотя тогда чеченцы вообще знать не знали, что такое «Джихад». Для них это какое-то крутое словечко было новое.
Можешь также его в этот формат сделать? Все, отлично. Админ, я тебе сейчас перекинул, сейчас, может, уже прилетело тебе, может, нет. Вот прокрути это сначала, посмотрим, что там говорится. Потом посмотрим вот на форуме, как, короче, вот эти себя ведут и как русские будут вот этот всегда использовать инструмент, который сами создали, да, и через который они будут козырять там перед всем миром, пытаясь нас загнать под свой сапог и не понести никогда ответственности за все преступления, которые совершали. И вот эти дебилы, которые там, взяв чужое, как кукушка, высиживая чужое яйцо, да, как они потом будут всячески лицемерить, там, вообще полностью противоречить всему чеченскому там самобыту, да, вот пытаясь вот эту идеологию, на которую их как кукушка вот подкинула свое яйцо, да, вот так же подкинув вот этот ваххабизм, исламизм, короче, в любых его проявлениях, пофигу там, что бы это ни было, да, это вот истинно ислам по Корану и Сунне. Вот пытаясь его защищать, вот во что только не превращаются вот эти дебилы, которых посадили на эту тему, которые никак не могут включить мозг, да, и вот выйдя со стороны, выйдя из этой матрицы, просто всю вот ситуацию оглядеться и изучить. Нина, к вам лезут вот все, Машол, приветствую, к вам все лезут не на ровном месте. Вот это тоже, понимаете, это вот к вам лезут не на ровном месте. Вот есть мрази, которые пытаются, вот, совершают преступления, обворовывают собственные народы, устраивают войны в чужих государствах. И они используют вас как красную тряпку для быка, да? Вот постоянно, чтобы все свои преступления оправдать, чтобы манипулировать вот этой толпой, массой, они постоянно вот используют. Это все евреи, вот во всем виновны евреи, вас, короче, используют евреи, вас полностью все беды в этом мире от евреев. То есть и вот эта вот тема, она настраивает вот это быдломассу, да, против евреев, которые вообще даже где-то там в стороне у себя пытаются в своем государстве где-то выжить, еле-еле, да, там со всех сторон на них обезьяны, короче, вот эти набрасываются. И вообще другая у него жизнь, а тут он где-то, я не знаю, на Аляске, в Африке, в Русне где-то, да, там, Америке, какие-то чуваки, которых там полностью использовали вдоль и поперек. Именно свои вот эти вот ублюдки, которые их сами там на местах полностью и обворовали, и использовали. То есть вот они сидят и там, короче, полностью ненавидят вас из вот этих своих там мест, да, обитания, где они есть. Ну, и это не потому, что вы плохие там какие-то, да, или вы хорошие какие-то слишком, или с вами еще что-то там. Просто вы вот являетесь очень хорошей такой темой, да, вот, на которую можно, вот видишь, вот эти вот, они во всем виноваты. Если бы вас не было бы, нужно было бы кого-то придумать, других. Нас, например, чеченцев, хотя мы как бы не тянем до туда, но все равно можно было бы и нас, и кого угодно. Могли бы других каких-нибудь придумать, кто вот хочет выжить в этом мире, да, там, стремиться там к своему самобыту, хочет как нация, как народ сохраниться, да, вот. И если у них это плюс-минус получается, вот их легко можно использовать. И потом это как бы цепная реакция, то есть все мрази, которые свои народы
полностью обворовывают, которые манипулируют обществом, которые занимаются вот этим всей подлостью, они потом им легко, вот видите, евреи, а быдляки, они вот здесь лазят, даже по интернетам никак не могут очухаться, что с ними произошло. Понимаешь, вот до того у них, он во всем видит, ну вот идет, уже спотыкнулся там где-то, упал на пол, блин, встает, у него там где-то себе обтер там колено или что-то, он стоит, ох, блин, еврей, подлецы, это все евреи. То есть до того он уже одебилизирован. Это отцы, братья, сестры, деды и сыновья, и с любой стороны, с Украины, с России. Это люди, никто, как говорится, не дал им права распоряжаться не какими-то просто судьбами людьми. Я так вижу, я не знаю. Все братья и сестры пока живут под русским миром, да, Андрей? Не под русским миром, везде. Просто нас так как бы собачили, не знаю, как лучше сказать. Все равно откуда ты там, с России, с Украины, там, не знаю, я сам с России жил в Германии 30 лет. И просто умирает, просто для них, как говорится, или для народа это солдат. Солдат — это тоже человек, который погибает, умирает. Это братья, сестры, отцы, деды, не знаю, кто там, знаешь. Это солдат, это только вымышленный, как будто солдат какой-то деревянный такой человек, что ли, я не понимаю. Как-то так. В наших глазах говорят, в наших умах, или я не понимаю, как сказать. Не знаю, как сказать. Человек, который пришел на твою землю, убивает твоих граждан, бомбит твои города, это не солдат. Это оккупант и убийца. Такие понятия нужно понимать, разделять мух от котлет. Что у него там семья, какие-то отцы, матери. И в том суть проблемы. Проблема в том, что он пришел убивать людей. На чужую территорию. Да. Это не солдат, это оккупант. Братишка, он не пришел, его заставили туда прийти. Никто никого не может. Нет, это мышление раба. Меня заставили. Тебя не могут. Братишка, можно, я не знаю, сбежать. Можно все, что угодно. Но всем не могут. Просто можно сказать, я ничего не могу, я человек маленький. Это мышление крепостного, я не знаю, как это, мягкой стороны. Это в таком, все равно, в масштабе, ну, в массе, да, своей, да, это все в целом, они несут ответственность за это. Но как один, да, там какой-то солдат или кто-то, да, так можно до бесконечности оправдывать свое присутствие, там, типа, у меня приказ, там, 5-е, 10-е, ну, в массе... Это да, может быть. Да, все равно в своей массе, вот, массово, да, когда общество, народ создает такие условия, такую ситуацию на своей территории, там, в своей стране, где проживает, вот такое беззаконие, да, когда тебя могут отправить куда-то, выполнять преступные приказы. То есть в целом, да, там виновны. Если как бы каждую личность отдельно брать, то, ну, ее можно оправдывать. Мы же не о личностях тут говорим, Ибря. Я понимаю, там один человек
в поле не воин. Но мы говорим о глобальном. Если в народе вот нету вот этого пассионария, сидеть и думать, я маленький человек, да, тебя сегодня заберут. Тогда ты ничего не можешь. Но для этого нужно быть хозяином своей жизни. А чтобы быть хозяином своей жизни, надо начинать самостоятельно думать. Вот с этого уже начинается то, когда ты можешь сказать, вы не можете меня забрать. И то же самое ты говоришь своим соплеменникам, семье, родителям, объясняешь, таким образом ты создаешь силу. Ты думаешь, Европа стала в одночасье такой? Они за это отдавали жизни. Не ходили в другие государства, там отдавали жизнь. А у себя дома отдавали жизни, строили для себя, для своих детей вот такое самостоятельное, свободное государство. Сегодня никто не может европейцев заставить пойти куда-то воевать. Почему? Потому что они хозяева у себя в государстве. Вот почему. Потому что они... У немцев так, перебью тебя, извини. У немцев так, в принципе, да. Немцев... Ну, при чем тут немцы? У немцев была своя идеология. И не немцы начали во Вторую мировую войну. Там было совсем другие политики. Это совсем другая тема. Мы говорим о том, что сегодня в России берут людей. Ты знаешь, что сегодня женщин уже начинают забирать на фронт? От 18 до 34 лет. Уже женщинам проходят повестки. А это о чем говорит? Что мужское население кончается. И все молча сидят. Я не могу, там, меня заберут. Все молча сидят, и каждый трясется у себя дома в надежде, что его не заберут, что якобы его там где-то не разглядят и пройдут мимо. Да не пройдет никто мимо. Никогда не проходил. Не проходили. То есть надо... Не хочешь, чтобы тебя забрали? Тебе просто надо у себя дома создавать вот такое общественное мнение хотя бы, да, вокруг себя. Друзья, начать уже говорить. Все, то есть... Друзья, у нас основная тема, потом после нее можно как бы перейти на другие. Давайте вот по основной теме сейчас, а то у нас наоборот участники разойдутся. Админ, если до тебя видео прилетело, крутани его здесь. А потом крутанем еще другое видео. Да тут можно видео показывать, знаешь, и оттуда это не факт, скажем так. Не, у нас тут чуть-чуть вот тема, вот там вот, если кто-то читал, я не знаю, вот, холодное февральское утро или Пономарева в исламском государстве. То есть у нас... Вы там были, вы там присутствовали. Это все это ТикТок, типа видео какие-то фальшивые, это на каре земле в Украине. Вы сейчас поймете, о чем речь. Мы просто, вы забегая вперед сейчас, какой-то комментарий делаете. Админ, можешь ты круто? Еще не пришло, пишет. Окей, как придет, запустим. Ну и что это? Так, кто не говорит, друзья, микрофоны выключайте. Так и сидите, политика. Политика это часть твоей жизни. Мы живем в таком мире, особенно мы сегодня живем в таком глобальном мире, когда мир стал самым такой маленький, он стал. Что если все где-то там случается, это всех касается. И затрагивает. Да, политика это часть твоей жизни. Как ты дышишь с кислородом, без политики ты не можешь жить. Как бы ни было, да, я политикой не интересуюсь, я на него смотрю как на дурачка, который вылупился. Я не могу понять. Как ты не можешь интересоваться политикой? Я вот так не могу этих людей понять до конца. Вот у меня... Что это значит? Сколько... Ну ладно. Я говорю, я закончил.
Если политикой не интересуешься, политика придет за тобой. Знай раз и навсегда. Ну да, у политика всегда на один патрон больше, да. А почему? Вопрос задай себе. Да я как бы этим не интересовался, просто это знаю. Андрей, попрошу снизить градус великого русского языка чуть-чуть. Без матов, без матов. Извините. Это вот бессилие, оно навязывается пропагандой. Якобы какие-то масоны, евреи, еще какие-то 300 там, правительство 300 там. Типа бесполезно с этим бороться. Если у тебя ничего не получится, заранее тебя обрекают на вот это вот руки вверх. Ну да. Рамштейн, давай. Шведский форум. С 5 по 6 сентября 2022 года. Подожди, я сейчас прокомментирую. То есть вот это форум, на котором здесь проживающие в Европе исламисты, в частности чеченской национальности, в 22 году встречались, до этого в 21-м у них была встреча, потом в 22-м. И вот то, что они приняли на этом форуме, и кто там участвует, и что они приняли в самом видео, короче. Иврин, это то, что вчера должен был этой Марине ответить, да? Он вот это должен был ответить примерно, да? Когда она сказала ему, какое государство вы строите, да. Да, дальше мы как бы то видео тоже посмотрим и будем уже комментировать. Халатия, админ, только смотри, чтобы нас в теневой бан не закинул. По инициативе общественно-политической организации Нахчин Маршанан Тоба был организован форум для преодоления существующих разногласий, препятствующих к объединению и консолидации всех патриотических сил, стоящих на пути свободы и независимости ЧРИ. На форуме приняли участие представители Кабинета министров ЧРИ, Ассоциация Барт-Маршо, Союз чеченской молодежи, Национальная ассамблея чеченцев Европы, Ассоциация Союз чеченцев Франции, Совет старейшин Европы, другие представители общественных организаций, ветераны движений сопротивления, религиозные деятели, блогеры, а также отдельные граждане ЧРИ. По итогам форума была принята резолюция, текст которой в версии для прессы мы публикуем ниже. Нахчин Маршанан Тоба благодарит всех участников настоящего форума за участие. Мы надеемся, что наши совместные усилия станут залогом к успеху и проложат мост к дальнейшему объединению чеченского зарубежья во имя торжества победы над извечным врагом. Мы просим прощения и милости от Всемогущего и просим Его помощи в наших делах. Оргкомитет форума. Бисмиллах ар-Рахман ар-Рахим. Резолюция форума по объединению общественно-политических сил ЧРИ. 0506 сентября 2022, Рют, Швеция. По инициативе общественно-политической организации Нахчин Маршанан Тоба, осознавая необходимость консолидации всех патриотических сил, стоящих на пути свободы и независимости ЧРИ, был организован форум для устранения разногласий, препятствующих к объединению. В форуме приняли участие представители Кабинета министров ЧРИ, представители Ассоциации Барт-Маршо, представители общественных организаций, ветераны движений сопротивления, религиозные деятели, блогеры, а также отдельные граждане ЧРИ. В ходе обсуждения участники собрания обсудили широкий спектр вопросов национально-государственного характера. В своих выступлениях некоторые докладчики и выступающие подчеркнули, что благодаря решительным и своевременным действиям отдельных представителей ЧРИ, а также Кабинета министров ЧРИ удалось сохранить основы чеченского государства.
Участники настоящего форума единодушны в том, что принятый в июле 2002 года в соответствии с положением ГКО Низам был необходим для консолидации и объединения сил стоящих на пути свободы и независимости. Участники форума пришли к единому решению следовать положениям Низама 2002 года и призывают все силы, стоящие на пути свободы и независимости ЧРИ, объединиться на этой основе. Некоторые выступающие предлагали ввести в состав ГКД новых участников из числа молодежи и ветеранов сопротивления. Участники форума согласились провести консультации для согласования позиций относительно Низама 2002 года. Призвать участников настоящего форума, а также все общественно-политические силы исключить в средствах массовой информации практику, что у чеченского народа отсутствуют легитимные органы власти ЧРИ. Резолюцию подписали представитель Кабинета министров ЧРИ подписант, представитель Ассоциации Барт Маршо подписант, представитель Союза чеченской молодежи подписант, представитель Национальной ассамблеи чеченцев Европы подписант, представитель Ассоциации Союз чеченцев Франции подписант, представитель Совета старейшин Европы подписант, а также резолюция согласована с ветеранами движений сопротивления, религиозными деятелями. И вот эта вся сеть международного исламского движения, вот этого, да, которое русские всегда терроризмом называют, и терроризм, да, по большому счету, террористы — это те, кто угрожают, те, кто... Да, те, кто преследует, те, кто запугивают, это и есть террористы, они так и называются. И вот это террористы, сеть вот этого международного исламского, и тут они ассамблеями какими-то, не ассамблеями, то есть они объединяются сейчас на неком вот этом договоре Низам 2002. Туда они в свой низам и чеченское государство хотят притащить, и вообще борьбу чеченского народа. То есть, чтобы за этим прятаться и вести свое установление Корана и Сунны во всем мире, прятаться вот за чеченской трагедией. А потом дальше там, да, Руслан из террорист, бандеровка, 100%. Вот этот международный исламский терроризм – это детище русских. То есть на этой теме они реабилитировались как борцы за цивилизованное общество. И вас, украинцев, они сделали, и европейский мир, и западный мир они сделали на этой теме. То есть вы все посчитали, что русские вас спасают, являются спасителями от международного исламского терроризма, который они сами создали и по сей день им управляют. В нужном месте они его запускают, да, и начинают потом всем говорить: видите, мы же вам говорили, давайте объединимся вместе. Вот у нас есть общий враг, международный исламский терроризм. Поэтому давайте нас допускайте во все международные институты, в ООН и так далее, чтобы мы там продолжали сидеть. В нужный момент небоскребы американские тоже врезаются, эти самолеты, и потом русские говорят: давайте после этого вести международную борьбу с международным исламским терроризмом. Вот так это работает. Просто некоторые не понимают, некоторые там... Всем нравится бороться с евреями во всем мире. А вот проблему, которая существует, на самом деле ее... Все пытаются не заметить, не обозлить русских, не обозлить и так далее. То есть вот такая тема. И вот то, что сейчас вот эти где-то в Швеции скажем так, встретились и согласовали, и то, на чем они пришли к согласию, это дальше в этом же ролике будет сейчас слышно. Запускай, админ. Представителями общественных организаций, блогерами и отдельными груждинами ЧРИ, принимавших участие в работе форума. Низам 2002. С началом Второй войны работа над приведением Конституции в полное соответствие с нормами ислама продолжалась и была успешно завершена летом 2002 года на Большом Маджлисе Шуры ЧРИ при участии представителей всех ветвей власти: президент ЧРИ Масхадов Аслан, председатель парламента ЧРИ Хиряев Дардаил, парламентарии, члены.
Правительство, руководство Верховного шариатского суда, командующие фронтами и секторами ВС ЧРИ, общественных организаций и джамаатов. За Это полтора то- месяца работы Большого маджлиса Шуры Админ, Амца Иран, ничего. То есть вот это то, что сейчас зачитывается, Низам 2002, это то, на что эти люди объединились и их концепция. Конституционного собрания был внесен ряд изменений и дополнений в Конституцию ЧРИ. И теперь статья о Дне Конституции ЧРИ гласит: Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна. Дополнения и поправки к действующей Конституции ЧРИ. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Его пророку и посланнику Мухаммаду, а затем общее основание. Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна. Данная конституция сокращена в связи с военным положением. Ичкерия – независимое чеченское государство, ни одно государство мира не имеет право вмешательства в его внутреннее дело. Данная конституция действует до окончания войны, и принятие новой конституции является дополненной поправкой к основной действующей конституции ЧРИ. Все граждане ЧРИ, признающие законы и государственный суверенитет ЧРИ, независимо от национальности и вероисповедания, пользуются защитой государства. Предпочтение в распределении должностей оказывать достойнейшим, компетентным, знающим свое дело специалистам. На все ответственные посты государства и члены Маджлис-уль-Шура назначаются с согласия Маджлис-уль-Шура после выяснения о соответствии назначаемого нормам шариата и компетенции. В случае обвинения его одним из членов Маджлис-уль-Шура в нарушении норм шариата, его дело Закон, рассматривает это их концепция. Вот закон и концепция вот этих людей. Вот этих там Они законы. вот сегодня, когда им задают вопрос, они вот должны сказать вот это, да? Вот я правильно Да, понимаю? это их концепция, на которую они приняли, и согласно которой они следуют. Исламское государство, нормы приведения в шариат, с шариатом. Потом единственным источником власти в государстве является Коран и Сунна. Там вот прописано это все, что они... Никакой демократии они не могут говорить. Демократия, они оттуда вообще они не признают ее. То есть нашу оригинальную конституцию они не признают. Их конституция это вот... Верховный шариатский суд. Высшим органом власти ЧРИ является Маджлис-уль-Шура во главе с руководителем государства по принципу «Амир для Шуры». Глава государства является верховным главнокомандующим и высшим, исполнительным, должностным лицом. Повиновение амирам в одобряемом, соблюдение низама, оберегание доверенного, дисциплинированность в государственных делах обязательно для всех. Сплочение рядов и единение слова – признаки победы, необходимые укреплять и беречь руководством государства и всеми мусульманами. Все мусульмане-ансариты, принимающие участие в джихаде по защите свободы и независимости ЧРИ, являются ее полноправными груждинами. Маджлис-уль-Шура. Маджлис-уль-Шура образуется из амиров и алимов, принимающих активное участие в джихаде. Члены Маджлис-уль-Шура утверждаются главой государства. Еще раз, вот эта концепция, которую вот эти люди, там, Закаевы, Джамбулатовы, всякие Муслим Эдиловы, всякие вот эти Халимовы, всякие вот эти... Курочкины, да, Курочкины тоже входят в эти джамаат. Пономарёвы, которые этот джамаат нам пытаются легализовать и навязать. Ну, все вот эти вот исламисты, да, там, Белокиевы, сам вот этот вот
Абдулла Артаханов, который встречается с вот этими русскими, Фейгинами, Пономаревыми. То есть вот эта тема, это их концепция. Вот то, что мы сейчас слушаем, это концепция, которую эти люди каким-то образом вместо государственного закона, принятого всенародно чеченцами в 1992 году, вот в сговоре вот эта группа лиц, они ее авторство адресуют и Масхадову, они ее авторство адресуют какому-то там парламенту, кому-то еще. Но по сути это вообще незаконная какая-то исламистская идеология Низам 2002, которую вот эти люди, вокруг которой они сплотились, и это является их концепцией, вот то, что мы сейчас слушаем. Надо дополнить хотел. Они адресуют чеченскому народу. Там прямо говорится, воля чеченского народа. Абсолютно. Ни у одного человека они не спросили вот эти именно религиозные исламистские группы, и они это свои вот эти чаяния, свою концепцию, они еще навязывают, адресуют там на чеченский народ. Согласия Верховного шариатского суда. Они проходят через необходимую процедуру для избежания клановости и предвзятости. Маджлисуль-Шура рассматривает дела ответственности лиц в министерствах, ведомствах и представительствах государства за рубежом. Все ответственные лица государства обязаны соблюдать справедливость между собой и в отношении граждан, исполнять честно свой долг и доводить доверенное по назначению. Маджлисуль-Шура организовывает создание и управление системой государства, замещает всеобщий маджлис в военное. Время и выносит решение большинством голосов при наличии 75% членов комитета. Состав Маджлисуль-Шура не превышает 20 человек. Все решения всем без права игнорирования. 20 человек Всякая решают несправедливая всё, да, политика противоречит шариату. Маршу всем. Вот эти 20 человек вот решают все за весь народ. Смотрите. Это. А справедливая политика – часть шариата. Основываясь на этом, не дозволяется членам Маджлисуль-Шура и властным органам вести политику, противоречащую шариату. Призыв к исламу, повеление одобряемого и запрещение недозволенного, оберегание, исцеление общества, которое неверные стремятся испортить, является обязанностью Маджлисуль-Шура правительства, а также всех мусульман. Два условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков – подготовка и джихад на пути Аллаха. Внутри Маджлисуль-Шура создаются комитеты для контроля и регулирования деятельности министерств и ведомств. Все мусульмане несут одинаковую ответственность перед шариатским судом. Члены Маджлисуль-Шура должны быть справедливыми и компетентными. Запрещается создание партий, движений и фракций внутри маджлиса в целях соблюдения его чистоты, единства. Принесение максимальной пользы исламу и всем мусульманам. Маджлисуль-Шура принимает низам государства, конституцию и составляет планы на общее благо мусульман. Не разрешается Маджлисуль-Шура принимать решения, противоречащие Корану и Сунне. Члены правительства избираются из числа муджахедов и достойных мусульман. Маджлисуль-Шура осуществляет контроль за работой правительства и спрашивает с них. В случае нарушения законов передает их дела в Верховный шариатский суд. Все политические, военные, экономические, административные и другие дела решаются большинством голосов, если эти решения не противоречат шариату, его целям и основам. Маджлисуль-Шура составляет планы государства – политические, экономические, военные, социальные, информационные, а также утверждает и контролирует исполнение. Комитет суда и фатвы. Члены Маджлисуль-Шура избирают из своей среды руководителя комитета суда и фатвы, который одновременно является председателем Верховного шариатского суда. Комитет суда и фатвы образовывается из руководителя комитета Верховного шариатского суда и судей районов. Социально-медицинский комитет.
Руководитель Социально-медицинского комитета утверждается главой государства согласием Маджлисуль-Шура. Социально-медицинский комитет работает по осуществлению помощи населению и укреплению взаимоотношений между... Админ, ну там еще есть вот это вот, там, короче, достаточно, да, там вот это джихады, там шариаты, исламское государство, то есть полное, короче. Вот это прошла там подготовка джихада на пути Аллаха, цитата была уже? Да, была. Главной целью Маджлисуль-Шура является подготовка там, на пути Аллаха, подготовка к джихаду. Ибрахим, у меня вопрос. Другой ролик поставить сейчас, вот 27-го, субботу, по-моему, субботу была прошедшая. Так, Или сейчас. была конференция. Хубал, Марфо. Что у тебя за вопрос? Вот тут Астра пишет, что, короче, кумыки, это, короче, Ермолова позвали. Это правда или нет? Я об этом не знал. Хотел у тебя уточнить по этому вопросу. Ну, это попозже на эту тему поговорим. Давай сейчас закроем сначала. То есть то, что мы вот сейчас озвучивали, это вообще не является никаким законом ни чеченского государства, ни волеизъявления чеченского народа, вообще ничем. То есть люди во время 2002 года в кустах, ну, имеется в виду там, в каких-то полевых условиях, то есть партизанской вот этой деятельности, там арабы, Абу Умар какой-то, Абу Валид, потом Сайф Ислам, и еще ряд каких-то, Ясир, Хренасир, Арафат, не Арафат, какие-то арабы там, и под давлением, вот, к сожалению, там, Масхадов, ну, это еще точно нужно уточнить, да, насколько там, как бы даже вот этот низам, так называемый, насколько он в оригинальной форме там присутствовал, который якобы вот этот принятым был. И там вот они прописали, что волеизъявление чеченского народа абсолютная ложь. То есть это несколько человек, включая там Масхадова и еще пару чеченцев, которые в этой ситуации вынуждены. Короче, я их не буду оправдывать сейчас, да, потому что там финансовая какая-то поддержка и так далее, вот этими арабами обещаемая, да, для ведения сопротивления. То есть это все равно не является оправданием никаким, на мой взгляд. И то, что Масхадов хотел вот эти религиозные группы объединить и заставить воевать, да, чтобы они с помощью них вернуть вот эти завоеванные там территории. То есть никакие вот эти действия, они все равно не оправданы, потому что здесь идет посягательство на основной закон государства, Конституцию. И еще там вранье, потому что волеизъявление чеченского, как волеизъявление, вы там 10-12 человек собрались, среди которых 3-4 чеченца, остальные там арабы, дагестанцы, и приняли какой-то закон, и это волеизъявление чеченского народа. Нет, абсолютно это не соответствует действительности. То есть вот эта вот концепция, которую эти люди считают легитимной, которую они приняли и которой они следуют. Вот все вот эти исламистские группы сегодня, орудующие на трагедии, да, на вот этой поле, чеченском политическом поле, да, там, на трагедии нашего народа, на вот такой политической ситуации, они вот придерживаются вот этих исламистских, к сожалению, взглядов. То есть это именно тот момент, из-за которого вот нам пришлось создать демократическую партию, чтобы отвечать полностью законам вот этого государства нашего, за Конституции, и чтобы создать альтернативное политическое движение, да, которое следует закону государства. Вот как это получится, насколько это получится, не получится, это мы ванговать здесь не будем, да, но у нас есть решимость, там, цели именно следовать вот этому, да, там, государственному какому-то
демократическому, то есть именно законам нашего государства. То есть вот эти вот люди, которые сейчас там отвечают якобы интересам там чеченского народа, он там в политику вот эту играет, в костюмах где-то, в галстуках, встречаются с вот этими русскими хорошими. Они вообще, их концепция это то, что мы сейчас зачитали. И нам нужно дальше сейчас как бы по теме пойти, да, чтобы показать, как что у этих людей за концепция и как они пытаются это все замаскировать. Да, это. И дальше следующее видео. Вот следующее видео, сейчас будет это видео сделано 27 июня 2026 года. Ответ на вопрос вот этих людей, вот с этой концепцией, вот что, какое государство вы хотите построить, исламское или демократическое? Вот, очень интересно. Самое еще интересное, они вырезали с этого эфира вот это место и в своих каналах, телеграм-каналах, ютуб-каналах разместили все видео до этого, а это видео вырезали. Нам пришлось залезть в сайт хороших русских, где опубликовано настоящее. Оттуда взято сейчас. Теперь, то есть Эмират, он объявлен как бы международной террористической организацией, то есть ИГИЛ его нет, но сама... Не, пока не это, админ. Пока вот это видео покажи. Седьмого, который вот, Варшава. Да. Наталья. У меня такой вопрос. Я изначально, да, я безусловно за то, чтобы регионы, республики, которые хотят отделения, жили самостоятельно. Чечня, ну, наверное, первый претендент из всех сегодняшних республик. Поэтому у меня вопрос такой чисто познавательный для себя, который на мое отношение к вашему решению и к самостоятельности не имеет. Вот когда Чечня станет самостоятельной, как вы полагаете, она будет ли или нет она исламской республикой с законодательством, основанным на нормах шариата? И насколько укрепятся связи и влияние на Чечню мусульманских ближневосточных стран? Спасибо за вопрос. Можно отвечу? Понятно. В 1992 году, 12 марта, Чеченская республика приняла Конституцию. Коротко покажи. В первой статье сказано, что Чеченская республика... Можно отвечу? Понятно. В 1992 году, 12 марта, Чеченская республика приняла Конституцию. И в первой статье сказано, что государство. Нормы этой Конституции до сих пор действуют, хотя какие-то изменения не в саму Конституцию. Конституционные изменения – это прерогатива парламента. Или конституционный закон может принять то же самое этот же парламент. Поэтому давайте не будем загодя предсказывать какое-то будущее. Дудаев любил говорить: «Его Величество, господин народ». Всегда все на Дудаева пытаются ссылки сослаться на него. Опыта государственной деятельности, чем Россия. Россия год спустя приняла Конституцию. Мы в 1992 году уже работала с Конституцией и парламентом.
отдельным от и Советского Союза, и от Российской Федерации своими законами. И эти законы были на основе международного права, на основе признания прав и свобод граждан, проживающих на территории Чеченской Республики Ичкерия. Исламская, вы знаете, я не знаю, вот правильно не могу подобрать даже это слово. Да. Чеченская Республика, чеченцы в своей жизни и психологически, и ментально, и они умеют создавать обстановку и для других представителей других народов, как это не раз бывало в истории взаимоотношений, не только на раннем этапе с Россией, но и на постсоветском пространстве. Мы первыми, вот когда... Это вообще ни при чем. У тебя спрашивают, у вас шариат, исламское государство, или что у вас? Ему грозила опасность предоставить вам политическое убежище. Эрих Хонекер, это первый секретарь СТПГ. Что-то отводит тему. Слушайте. Тому же Горбачеву, когда нависла угроза, направил. Тому же президенту Грузии Звяда Гамсахурдия предоставили политическое убежище и так далее. Мы можем и должны и впредь наши отношения, наши взаимоотношения строить на основе уважения, на основе признания права личности и человека. Простите, может быть, я не совсем четко сформулировала, или просто вы ушли от ответа, но имеете полное право. В документах и конституциях может быть записано что угодно. Советская конституция была очень демократичной, но то, что написано в конституции, и реальная жизнь, они подчас спокойно себе могут расходиться. Поэтому я вас спрашивала, как вы... Да, в Низаме 2020. Зная народ, зная обстановку, зная традиции, зная тенденции, вы как считаете, как вы думаете, как себе представляете? Я не говорю о взаимодействии с другими народами. Само общество, ведь документы будут написаны в идеале, да, под запрос социальный, который будет существовать в обществе. Так вот, в результате получится государство светское или религиозное? Вот так или так? Вот, собственно, в этом был вопрос, который вполне короткого ответа достаточно. Конституция Советского Союза априори не могла быть, потому что там 5-я статья Конституции говорила о руководящей роли КПСС. Это априори не могла говорить о какой-то хорошей стороне. Я еще раз говорю вам, вы, наверное, не поняли, что КПСС в своем происхождении, вероисповедании являются мусульманами. Да. Потому что там 5-я статья. Да, они прячутся за чеченцами. Руководящий. Да, это все чеченцы, это не он. Это вот чеченцы, мы мусульмане. Да. Да, это вообще не я. Да как вы вообще могли на меня такое подумать? Это Начал все за здравие, это закончил все на чеченцы, упокой. это все Дудаев, это все вот они это хотят, Да, я да, не могу от них оторваться, выполняю их. شنو نوتي مطاري وراسقي مطاري دوس حياتي شيء شو راسقي أحسن فأخمغ الله شو قدر عريضات شو الله
اتغاز يحسن ذات شو حلقة عشر شنريش وتالله يحشو وتغاز يحشو لا 10% وما يشتقير عليه شو ذات تعمش خبير شو الله يحقر شيات شو دير خبير شيات شو غاز ليش شيات تان بوعي ليش شو ذات شو نيوخير هندير شو ما يتعتق ذات شو لو تجي ناهيك nach bei Körtisch nach ich muss boş تعهيوته اشتع منافق تعهونادن كثير غير غير يا терминология их терминология я осуждаю это терминологию شان كان حلقة خوشن شو هما شاش بوصل ناخدو شاش الله يختيش دو الله закон دو دحش دو شو لو تيجي ناخيك не нах bei boş не слышишь да и вопрос он тоже знахом да. Да, истинно, мусульманин, он должен был там сказать, вы в кефиры, 10 раз этот мир перевернется, мы не откажемся от слова Аллаха, от установления его законов, от исламского государства. Вот так вот, ну не надо там прятаться, в статье Конституции Советского Союза что-то было не так вообще, плохо изначально было. Там вопрос в Конституции Советского Союза было точно так же, как КПСС. Или Шура решает, как и КПСС. Понимаешь? Да, вот это партия Верховного Совета, ЦК КПСС, Центральный комитет. Да, это просто Шура. Шура просто называется. Ну, смотрите, вот вообще вопрос на этот ответ, да, будет исламское государство или не будет. Вот как бы вы, русские, не пытались нам навязать это исламское государство, да, вот я сейчас прокомментирую, или отвечу, скажем так, да, вот с нашей стороны. Как бы вы, русские, не пытались установить нам исламское государство через Дугина, Джамаля, Гайдара, через Удугина, Удугова, через всех вот этого, через Яндарбиева это протащить, через Идигова, подлог сделав в Конституцию. Потом через всяких арабов, которые бы нам туда... Потом через Курочкиных. Теперь через вот эти, всех ваших вот этих там хороших русских, которые здесь там, Кутаевы, Ходорковские всякие. Через 1600 мечетей, которых вы понастроили в Чеченской Республике сегодня, да, вот установили там Кадырку вот эту со всеми исламскими вот этими движениями, с шариатами. Вот как бы вы ни рыпались, все равно чеченский народ, он, скажем так, в своей массе, да, и даже если вы запугали нас, затерроризировали, говорить правду, да, все равно вот мы думаем иначе. Пока все еще вам не удалось сделать из нас не строителей исламского государства, не каких-то шариатчиков, не халифатчиков. То есть наш народ, он все еще выбирает там демократию, демократические страны для проживания. То есть наш народ выбирает свободу волеизъявления, там, да, там, как-то пытается все-таки где-то вот вы на нас можете это видеть, да, проявлять, несмотря на весь вот этот международный исламский терроризм, которым русские управляют. Несмотря на это, все равно вам не удается нас, чеченцев, вот сделать какими-то исламистами. И через вот эту тему исламизма нас держать под своим русским сапогом, чтобы весь мир нас как бы отдал вам на съедение. Якобы, если этого не произойдет, то вот мы будем опасны там для всего мира. Да, мы будем опасны, конечно, если вы будете постоянно нам, и не только мы, то есть вы любую, кого хотите, вот каких-то, например, шведов, норвежцев, я не знаю, датчан, каких-то европейцев, да, толерантных. Если бы вы вот, они бы у вас под боком где-то бы у русских находились бы, да, и они бы мешали бы, их политика, их какое-то там воля к независимости, к свободе шла бы вразрез с вашей имперской политикой,
вы бы из них тоже бы сделали бы и ваххабистов, и исламистов, и к ним бы прислали и Дугиных бы, и Джамаль Гайдаров, и вот так облапошили бы там кого угодно, и полнарода облапошили бы. То есть вот эта ваша русская деятельность, и то, что вы там пытаетесь нас, вот эти вот ваши там какие-то там исламисты, да, это абсолютно не наша тема, не тема нашего народа, не, скажем так, озвучивание, волеизъявления чеченского народа. Вот эти исламисты, они в точности следуют вот заданному вами тону, вот этим всяким низамам, шариатам, исламским государствам. Как раз таки все то, что вам нужно, чтобы нас постоянно держать вот в своем заточении, да, и не нести ответственность за все преступления, которые вы совершили. В частности, за последние 2 русско-чеченские войны, где 300 тысяч жертв мы понесли. Потеряли вообще много людей гражданских. Вон, инвалидов, короче, вы понаделали среди нас. Всем там психику поломали, да? Превратили нас в ваххабитов через свои идеологии, через своих братьев. Вот, притащили с Ближнего Востока вот это вот, ублюдков, да, там, с их идеологией. Вот через них нам втюхнули эту идеологию. Поломав нашу психику, потом на нас эту идеологию вам в 2 счета удалось применить. И сейчас вот последователи вот этой вот, всей вот этой вашей идеологии, да, они все еще ходят там, еще не поймут вообще, там, не могут понять, что с ними происходит. Вот. Ведут себя вообще непонятно как. То есть вот эта вся ваша деятельность, она не соответствует, она идет вразрез. У нас есть закон государства, принятый в 92 году. Вот чеченцы, когда у них волеизъявления, они себя выбили во время развала Советского Союза, когда собрались, когда обдумали все, когда выбрали себе парламент, когда выбрали себе руководство, президента, правительство, создали судебную систему, вот, и создали закон государства, да, и полностью следовали, жили отдельной жизнью с 91 по 4 год с вот этими законами. Вот в этом законе у нас четко прописано, что мы светское демократическое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Вот там написано точно, как есть в соответствии. В 4 статье у нас секуляризм государства, он подчеркнут. В 4 статье, в 6 части у нас религиозные объединения отделены от государства. И они не влияют на государственное устройство. В статье 43 нашей Конституции у нас сказано, что любой гражданин Чеченской Республики имеет право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. Исполнять свои религиозные обряды, не противоречащие законам государства. То есть у нас это волеизъявление нашего народа, наш государственный главный закон государства, он у нас полностью соответствует, то есть отвечает вот этому всем правам и всем международным устоям. Теперь, то, что вот эта женщина русская там говорила, не всегда Конституция там соответствует. Вот в Советском Союзе была прекрасная Конституция. В Конституции может быть записано что угодно. Тетенька русская, у вас, у русских, как раз-таки в Конституции может записано быть все, что угодно, а вы всегда живете по своим русским обычаям, традициям, по вот своим каким-то вот этим бандитским там и так далее устоям. То есть это как раз соответствует вашему русскому духу. У нас нету такого, что в законе было записано одно, а на деле было другое.
Если это происходит, то граждане свободного государства сразу на это реагируют. И призывают вот этих вот слуг народа, да, которых они выбрали в качестве там, руководства, в качестве там, председателя, в качестве парламента, законодательной, исполнительной власти. Сразу они осаживаются и принуждаются к выполнению закона государства. То есть в цивилизованной стране, да, в демократической стране, в свободной стране, в стране не вот этих, не рабов, да, там, не каких-то быдло массы, то есть в такой стране закон полностью соответствует тому, той политике, которая проводится в государстве. Это только у русских всегда так. То есть у вас записано бывает одно, а действуете вы совершенно по-другому. Сегодня, и во все времена, и при Ельцине, и при Советском Союзе. И, да, хотя вот она пытается троллить Советский Союз. В Советском Союзе была прекрасная конституция, типа, но она не выполнялась там туда-сюда. Как раз-таки в Советском Союзе вы и то лучше, больше выполняли, больше придерживались каких-то прав и свобод, чем сейчас, чем сегодня в так называемой демократической. И представь, вот тетка сидит и задает вот этому вопрос вот этому исламисту, который как устах кукушка подбросила туда какое-то яйцо, он пытается его, я даже не знаю, что ответить, как на углях сидит, не может и свое исламское государство, это кукушкино яйцо, оправдать. И не может его полностью отвечать за него, и не может его опровергнуть, короче. Если бы он действительно был бы честен, да, и следовал бы именно вот закону государства, следовал бы хотя бы своим чеченским устоям, он вот этой русской тетке объяснил бы, что в законах у русских всегда законы, которые они себе пишут, которые вы себе пишете, у вас они расходятся с действиями. У нас так не работает, потому что мы не двуличные, мы не ведем вот такие двойные стандарты. У нас в нашем самобытии это не заложено изначально. И если бы ты бы следовал бы, вот, который напротив этой русской тетки сидел, если бы ты следовал бы своим чеченским устоям, ты бы и перед этими выглядел бы в разы, короче, ты бы симпатичнее выглядел бы там, да, с тебя бы можно было восхищаться, да. Ну вот эти вот, даже он не понял, что за вопрос ему задают. То есть в Конституции может быть записано все, что угодно, а на самом деле это как она спрашивает. Представь, это люди, которые демократами себя называют, которые хотят прийти во власть, да, сейчас, скажем так, в новой России. Они будут записывать, что хотят, и потом будут делать, что хотят. И она говорит, ты представляешь, и вот эти сидят, и вот этих вот троллят там, которые пришли туда на это собрание, короче, с ними. Я даже не знаю, что ответить, исламское государство или что мы хотим. Что сказать-то? Ёпнула Арсон, вот это задает вопросы. Ибраим, вы сейчас ролик, моя вопрос был. Смотрите, вы все вот эти мысли ислама, Белокурова, Белокиев ислам, они что сделали? Они 27-го, 28-го, 29-го закинули на свои телеграм-каналы, вот вырезали час с чем-то видео, и после Белокиева и больше нету этого вопроса. И я вчера зашел на сайт вот этой российских этих съезд народных депутатов. Вот набираете в Ютубе съезд народных депутатов России, Варшава, 27.06.2026 год. И там вам появится 3 видео, их сайт появится. Там одно видео 10 часов идет. Вот на это 10-часовое видео после Белокиева ислама, как он выступает, сразу эта женщина задает этот вопрос.
А вот эти, что сделали? ВСИ, вот этот Ислам Белокуев, вот этот Чечен Пресс, все они, которые опубликовали, они отрезали этот вопрос и закинули со своей сайты. Вот они что сделали. Этот Белокеев, у админа есть вот этот ролик, где он выступает? Есть, наверное. Если нет, я могу снять. Если у вас есть, просто частично здесь, чтобы показать, что он там... Да. После его выступления сразу она это задает вопрос. А они это все выразили, на свои каналы опубликовали. И я вчера ночью закинул этот ролик. И вот Ислам Белокиев выступает на его сайте, на Телеграме. И там ему комментарий: о, как ты выступил, машаллах, как вы выступили. Я вот этот ролик беру, закидываю им, и они вот этот ролик убирают и меня блокируют после этого. Вот вы думаете, что вот так прятать от людей все это? Ну, кого обманываете? Пошли ему... Там частично... Эй, соборды. Я не пойму, о чем вы говорите. Так я не пойму, вы против... Ты пока закройся. Не поймешь, что вообще нормально. Да, внизу посиди, потапай пока, потом поймешь, о чем мы говорим. Машаллах, альхамдулилля. Приветствую. Ведущий Гаят, хаусейший видеолинцу Гаята. Джейкоб, Машо, приветствую. Гамарджоба, ты, по-моему, грузин? Гамарджос, как вы? Все нормально. Приходи свободно. Отлично. Меня украинцы радуют каждый день. Я вот хожу тут над орками, издеваюсь. Красавцы бомбят каждый день, херачат по всей России. Да, украинцам респект. Просто то, что вот украинцы показывают, да, там, единство, вот это вот, такое национальное свое самосознание. У них тоже есть, знаешь, говно. Там немало, кстати, Ибрахим, как и у нас, как и у вас, как и у нас, у них дохуя такого говна тоже. Но они молодцы, правда, как ули, знаешь, как пчелы, объединились, вот это вот и пахнет. Совершенно верно. У нас вот такое тоже было, Джейкоб, когда вот это... Я знаю. Изначально. Я вот все знаю. Вот это вот, да, вот это ваххабизм, вот это истинный ислам, вот он нам, когда закинули, вот там у нас... Да, точно. Непонятное что-то превратили. Оно как раз разделило тогда общество, блин. Именно в Чечне. Прямо с этой женщины Белокиевны, да, я ведущий, а им говорит, мы говорим, Да, просто... После его выступления Белокиева сразу это идет вопрос. Опять повторяю, набираете съезд народных депутатов России Варшава 27.06.2026 год. И появится 3 видео, их сайт с этим бело-синим флагом, их сайт, и там 10-часовой есть 3 часа чем-то, и час чем 3 видео там. Берете 10-часовой, да, 10-часовой вы берете, и там, да, Белокиева доходит, и Белокиев заканчивает, и сразу вот эта женщина задает вопрос. Этот вопрос нормально она задает Белокиеву, а тот перехватывает этот вопрос. Да, кстати, я сейчас чуть занят и буду. Админ, чуть-чуть прокрути вот это Белокиева, да, который на этой конференции, кто он. А потом вот этот другой ролик, предыдущий, да, который я тебе скинул, вот его сразу, где Белокиев с этим, с финским, с дагестанцем, вот где они выступают. Просто показать, что вот мы здесь не балаболим, и показать истинную концепцию вот этих людей, и кого нам вот эти хорошие русские сейчас вместе со своей хорошестью пытаются тут навязать. Какую тему? Я просто чуть-чуть занят буду. И чтобы нас не блокнули, слишком долго не держи лица, на экране. Просто иногда мельком раз показал и убрал. ДРС Хуйлон, мы тебя мучаем, админ. Но все-таки чтобы это нас в бан не закинуло. Попробуй так обойти это. Истинные мусульмане.
Есть вариант просто тебе Да, сурч я дали, хотел бы- просто вместо этой хлеборезки путинской, тебе просто тебе сурч давать, чтобы люди понимали, кто говорит. Дикую. Сначала вот коротко на форуме покажи вот это, что там тоже этот Белокиев, там, ингуш он или кто он, или армян, он ничего не имеет против народов. Но сначала, да, его там просто показать, что он там Он присутствует. представляется представитель Чеченской Республики как раз. Да, а потом его показать, о чем он уже там говорит, то есть о их концепции. Так, Белокиев Ислам, представительство Чеченской Республики Ичкерия в Польше. Касаемо Убирай, чтобы того, как регионы смогли бы выжить, многое, что сказал наш вице-премьер, я в принципе считаю это достаточно, но хотя бы возьмем на примере Ингушетии. В Ингушетии был завод электроинструментов. Люди старше... Представитель Чечни, Ингушетии, при чем тут, я не пойму. Одну треть всего Тему отводит, это делает, тему отводит. Смотри, это достаточно, вот ты его показал, то есть он присутствует там на форуме, он представляет там нас почему-то каким-то образом, окей, там с хорошими вот этими русскими. И после этого видео вот эта женщина задает вопрос, я хочу просто зрителям посмотрели, вот, что они вырезали. Этот его конец его выступления и вопрос, и частично вопрос тогда покажи, а потом то видео включи. Все электроинструменты, которые были у ваших покоев, поверьте, мы сможем и выжить, и развиваться на примере той же Мальты, на примере Лихтенштейна. Это маленькие субъекты международного права. Почему, если они могут, а мы не можем? Как говорится, мы же не лысые, правильно? Да. Спасибо большое. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Наталья, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я изначально, да, я безусловно за то, чтобы регионы, республики, которые хотят отделения, жили самостоятельно. И Чечня, ну, наверное, первый претендент из всех сегодняшних республик. Поэтому у меня вопрос такой чисто познавательный для себя, который на мое отношение к вашему решению и к самостоятельности не имеет. Вот когда Чечня станет самостоятельной, как вы полагаете, она будет ли или нет она исламской республикой с законодательством, основанным на нормах шариата? Теперь сразу. И Теперь сразу то видео. Вот смотрите, вот это они отрезали и на своих сайтах опубликовали. Теперь то видео покажи, вот предыдущее, где Белокиев и вот этот дагестанец все разъясняет. Эмират, он объявлен Вопрос международной был... туристической организацией, то есть переедил его нет, но сама идея, Сначала поставь, она сначала идея осталась. И люди, привержены этой идее, большинство вообще среди тех. Теперь, то есть Эмират, он объявлен как бы международной туристической организацией, то есть переедил его нет, но сама идея, чтобы был, она идея осталась. И люди, привержены этой идее, большинство вообще среди тех пассионариев и активных братьев на Кавказе, чтобы у нас был закон Аллаха на Кавказе, и чтобы мы оккупировали свою территорию. Вот эти две идеи основные, они остались. Может быть, сама форма, система, она устарела в том плане, что мы эту войну проиграли. Просто эту войну выиграть тоже очень сложно. Враг очень сильный. И разногласия между собой тоже нам помешали. Но сама идея сохранилась. И приверженцы этой идеи... Вот представьте себе, какой-то дагестанец, подожди секунду, какой-то дагестанец и какой-то, не знаю, кто ингуш или кто такой, не знаю, и сидят в эфире и говорят, мы проиграли войну в Чечне, мы. Вот эти люди никакого отношения к чеченцам не имеют. 100 раз повторяю еще раз. Полностью, Дагестан полностью. Пусть договорят, вот концепцию их просто показать. Что должно быть именно по исламу, эта идея, она преобладает, я думаю, Так, 70-80%. так я не пойму, вы... Неактивных
соблюдающих, понимающих ислам тоже, само собой разумеется, хотят жить по исламу. То есть, когда мы говорим, идея, Эмирата сейчас нет, а ее нет, ИГИЛа нет, это не значит, что приверженцы этой идеи нет. Или эта идея, чтобы был закон Аллаха, и чтобы было единобожие, чтобы была деоккупация, и мы жили достойно на своей земле, они остались. И они должны нас правильно понимать. Суть, даже приверженцы этой идеи, или Эмирата, или Ичкерии-02, все их объединяет одна вещь. Это, чтобы мы изгнали врага из нашей территории, оккупантов, и мы жили по законам Аллаха. Эти вещи, объединяющие вещи. И мы можем спокойно на Коране Сунне объединиться. Альхамдулилля, мы все сунниты, Ахлю Сунна. Да, чуть-чуть с той стороны крайности есть, с этой стороны чуть жидкость есть, жидкие есть, но общая идея одна. Теперь вопрос, как ее реализовать. Каким образом реализовать, под каким методом или какие услуги и методы использовать, чтобы мы смогли установить государство на Кавказе, построенное на Коране Сунне. Теперь к твоему вопросу уже ближе подошли мы. Если уже есть договора, вот к этому вступлению еще одно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сделал договор, Худайбийский договор, она была очень неприятна на условиях для мусульман, и да вы знаете, что очень сильно возражал и говорил, мы же на истине, они же на батле, на лжи, почему мы принимаем такие унизительные условия, это его слова. Суть самая, Аллах не спасал после этого сурат Аль-Фатх победу, суру, которую Аллах назвал победой. То есть это была отправленная точкой к победе. В чем ее сокровенность, важность была, и почему посланник Аллаха принял такие условия? Там было по факту признание государства исламского. То есть это на равных договора подписывали. Да. То же самое в Хасавюрте произошло. Когда они подписали договора, это было признание уже субъекта, признание государства. И это признание, и эта площадка, платформа, которую чеченцы получили, огромную кровь, которую пролив, получил очень много мучений, и живя очень экономически сложных ситуациях, потерял почти каждая семья, каждый день потерял многих людей. Пусть Аллах помилуйте, кто из них умер на исламе. Теперь это обнулить, умножить на ноль, это, наверное, на самом деле неправильно и несправедливо. То есть эта площадка, если можно как политический проект использовать, почему нет? Суть в цели и суть в средствах, которые мы используем для достижения цели. Цель благородна, деоккупация нашего народа и установление закона Аллаха на этой земле, потому что Ичкерия-02 означает, конституция и законы будут основаны на Коране Сунне. Значит, никаких Низам 2002 года. Вот, Низам 2002 года. Нашего народа, говорит, да? Он же не чеченец, ребят, да? Чечня не имеет никакого отношения, вообще никакого, понимаешь? Он тогда уже разговаривает, этот сволочь разговаривает, он про Чечню, про вот это вот. Бля, я в шоке вообще. Все хотят. Низам 2002 года. Себя Дагестан не делает, есть там недоработки. Все хотят шариат, исламское государство. Ребят, я вам одно скажу. Если завтра Россия начнет разваливаться, завтра, вот оно пойдет по швам. Означает, конституция и законы будут основаны на Коране Сунне. Значит, никаких Низам 2002 года. Вот, Низам 2002 года. Если есть там нарушения, есть там недоработки, когда мы сядем за стол, их можно доработать. Если есть нарушения с точки зрения шариата, их можем исправить. А в международном сообществе, если это признает как площадка Ичкерия, а зачем его стирать, зачем его убирать? Это просто дайте нам точку опоры, и мы поднимем, как говорится, земной шар, но точку опоры это, который уже признан. Но здесь я должен отметить, что в загаевской структуре власти люди различного толка, различных взглядов. В основном они на общей позиции, они на исламе, они на шариате. Но они очень сильно боятся, это мое убежденное мнение, к которому я пришел, что о них скажут другие, вот Запад что скажет. Они говорят, что Россия на нас навешала ярлыки террористов, что Россия во всем мире нас представила как террористов, и Запад это проглотил, и Запад ей поверил. И если, говорят они, мы будем говорить то же самое, употреблять слово исламское государство, как это делал ИГИЛ и так далее, нас автоматически будут ассоциировать с этим, и любые наши попытки деоккупировать нашу территорию, либо заручиться поддержкой других стран, будут автоматически блокироваться, потому что нас будут считать радикалами и так далее. И поэтому, они говорят, нужно нам разговаривать на их языке и употреблять слово демократия, то есть то, что им понятно, те термины, которые им понятны. При этом мы, говорят они, стоим на Коране, на Сунне, 2002 год Низам, где четко все прописано и так далее и тому подобное. Вот их не суть. Ясно. То есть понятно, да, что мы тут не придумываем, ни на кого не накидывать ничего не хотим. То есть просто здесь констатация факта, да, вот их деятельность, их идеология вот этих людей, которые сидят, и когда русская какая-то бабка там задала вопрос, у вас какое будет, исламское или светское? Строитель исламского государства, заместитель халифа Закаева, наиб всея Руси, вот этот Артаханов, он боится ей сказать, что он строит исламское государство. Вот эту кафирскую бабушку испугался.
Муджахед Аллаха. Аллаха не боится, а эту бабушку боится. Вот мне это странно, понимаешь? Не, интересно, вопрос был задан. Вопрос был задан это Белякоеву или как его, исламу. Тот перехватывает, он сразу отвечает и сам не может ответить. Я хочу, ребята, одно сказать. Если правда начнется вот так развал России, Чечня, Ингушетия, это 100% пойдут, они сразу будут один. А вот что ты, дагестанцев, я вот сомневаюсь. Там 50% могут, ну, допустим, лезгини могут сказать, мы хотим независимость или наоборот, или на Аварте, допустим. А эти скажут, тарили. Смотри. Я не хочу. Смотри, Джейкоб, вот смотри, во-первых, мы раньше еще в Грузии, я сейчас не пытаюсь, скажем, это как бы упор или противовес сказать. Вообще раньше Грузии приняли конституцию в 92 году, сформировались как государство. В 92 году, если не приняли, значит не раньше Грузии. Грузия в 91-м приняла все. И в 89-м у нас устроили бойню русские. 9 апреля 89 года была бойня. Ну, значит, у вас в 91-м принято. Единственное, значит, вы раньше нас приняли. Остальные на постсоветском пространстве самые первые из других. Вот насчет вас я теперь посмотрю, да, изучу это. Вот мы приняли в 92 году Конституцию, государственность и жили 4 года вообще своей государственной жизнью, со своими законами государственными. И на нас просто напали в 94 году, создали вот эту первую войну. Потом мы еле-еле как бы одиночку, да, отбились от этого всего. Хотя нас весь мир осуждал, говорили нам остановиться, что мы внутреннее дело Российской Федерации. Все равно мы вот сопротивлялись и добились того, чтобы, конечно, мы не победили вот эту всю там Русскую Федерацию. Как не победили? Концертный договор, когда подписывал Ельцин... Я имею в виду, мы отстояли просто, то есть мы же не захватили там Москву, Санкт-Петербург, русских, не поработили. Да, но себя мы как бы защитили, да, вот. У нас получилось так, что мы отстояли. За техникой и убежали оттуда. Я видел, как это все было. Ну, это победа, брат мой. Знаешь, я не об этом, друзья. Это когда победа, все равно это победа, понимаешь, Ибрагим? Я мысль просто хочу... Я мысль хочу довести. Вот мы вынудили их вот отставить нас, потом они нам притащили с Дугинами, со всеми этими ублюдками вот этот исламский фактор. И против нас настроили и весь мир, да, вот этими действиями всяких там террористов. В исламе, повторяюсь, можно похищать людей. Если кто-то не знает, то кафиров, там, не кафиров, даже мусульмане могут быть рабами там у мусульман, да? Даже мусульманин может быть... Могут. Это все можно. То есть вот чеченцы, которые еще с головой до конца боятся, да, там, своей собственной головой ей работать. Если вы не знаете ислам, истинный ислам, Коран и Сунна, по Корану, не по вашим, не по нашим вот этим, то, что нам какие-то там деды, предки какие-то, святые наши, да, там, говорили, а по истинному исламу в соответствии с Кораном и Сунной и похищать людей там, и, короче, сейчас, чтобы нас не блокнули, да, там, и с головой что-то делать, да, и вот это все. Короче, даже насиловать, даже изнасилование замужних, это все разрешается. То есть нам втюхнули вот эту идеологию. И получилось так, что мы полностью разобщились и потеряли и какой-то стимул, и мотивацию народ потерял, как во время Шамиля, да, вот точно так же. Вот этого притащили к нам дагестанца с его вот этой идеологией, который нас противопоставил и полностью демотивировал сопротивление народа, и оно иссякло, пришло на ноль. И вот то же самое с нами это же и произошло. То есть нас чисто физически, нас чисто вот по вот этому
по методу права сильного нас поджали под себя. И у нас не такая же ситуация, как у ингушей, как у дагестанцев, как у татар, у кого-то там. Потому что все эти народы подписывали федеративные договора, и они входили в состав, добровольно входили в подданство от этой Российской Федерации. То есть мы такое же государство, как Грузия, вот, которое оттяпали, у которой два региона, да, Абхазию, Осетию, которые обязательно должны вернуться назад в Грузию, да, в будущем. По-другому быть не может. Вот мы точно такой же, поэтому мы как бы не можем проводить такую параллель, да, если будет волеизъявление у этих народов, развал России может быть тогда, когда вот эти, как они называются, исконные, или как они правильно называются, народы, короче, народы... Коренные. Народы на своих границах, да, коренные народы. Да, когда вот эти коренные народы, да, вот они как... Башкиры, да, но эти... Вот тогда будет там и развал, и еще что-то. Да, но... Будет, это 100% будет. К сожалению, там, ну, будем держать за них кулачки как, потому что это мы не можем на это повлиять. Эти люди сами должны как бы пробудиться, да, там, выйти из вот этого состояния, дорасти, скажем так, до этого. И это не к тому говорится, что мы не хотим, да, чтобы этого было. Наоборот, мы хотим, чтобы эти все народы стали нормальными, там, стали, короче, самостоятельными. Единственное, Магомед, если вот это случится, да, начнется вот это развал, это все. Если опять вот Чечня, допустим, или Ингушетия, вот Кавказ вот этот пойдет по том же пути, как тогда, вот это исламское, радикально исламское, вот это еще, это будет очень плохо, потому что ни одно цивилизованное государство не признает, не захочет ничего иметь с таким вот объединением. Это конец, это конец. Это конец. Яков, Джейкоб или Яков, в том-то и дело, что как раз... Яков, извиняюсь. В том-то и дело, что нам как раз и хотят вот это вот подсунуть. То есть, если мы будем двигаться в русле вот этого русского международного исламского терроризма, который они возродили в мире, сейчас им полностью манипулируют, если мы будем в этом русле двигаться, как раз это то, что им надо. Это катастрофа. Это катастрофа будет. Да, эта тема, именно из-за этой темы русские и вышли в дамки в этом мире. Вот помните, даже до вот этих каких-то глобальных там событий, да, до нападения там на Грузию и так далее, в Сочи, помните, вот прошли вот эти олимпийские там игры, олимпийские мероприятия. Да, тогда. И тогда даже хотели русские безвизово открыть там русским европейский мир, короче, да, там. То есть Европой сделать безвизовый даже, вот такое вот там обговаривалось. То есть до того там унесло это самое самосознание, да, вот этого цивилизованного западного мира, что они уже хотели там их куда-то туда пригласить, с ними вести какие-то отношения. То есть вот на этой теме борьбы с исламским терроризмом они отлично реабилитировались. И вот эти все действия, вся вот эта антидемократичная, вот эта античеловечная, неправовая вот эта политика России, на нее закрыли глаза. Именно вот когда они выступили в роли таких спасителей цивилизованного мира. То есть вот эта карта просто у них как козырная карта. Они ее могут раз достать в Европе где-то, когда им нужна нестабильность и так далее. Они могут здесь спокойно каких-то активировать исламистов, которые будут на каких-то грузовиках в какую-то эту в толпу заезжать и так далее. То есть это такая карта, от которой мы вот именно своей вот этой информационной деятельностью пытаемся пробудить, да, вот кто это слышит, чтобы вы, дебилы там, у вас чувства там религиозные или что у вас в одном месте там играет, чтобы вы аккуратно мозг включили, начали пользоваться своим мозгом.
Гулит, а или... Не, у меня здесь просто плохой интернет, я пока слушаю. Эльди, Ну, да, как раз дело в том, что вот это все в будущем. Вот написал один сейчас доминатор тут внизу, что если США опять не помогут России очередной раз, она развалится 100%, потому что все идет к тому, что там и экономический коллапс, и политический коллапс уже. И вот это все начнется, понимаете, вот, ребят, вот тут надо быть готовым, понимаете, вот, к сожалению, вот тоже Чечня, Ингушетия к этому, я, как вижу, с своей стороны не готов. Даже моя страна не готова. У нас тоже вот эти гондоны сидят. Яков, вот самое, знаешь, как было, уже не будет никогда, понимаешь? Это, Вот это да. самое страшное. Этим я согласен. Но как это начнется, как пойдет все по накатанной, знаешь, вот оно пойдет кровавым путем сейчас развал России или же остановят все это и опять, я говорю, зависит от американцев, европейцев, как все будет. Если они решат опять сохранить жизнь вот этой вот недостраны, тогда да, будет мирно более-менее путь. А дальше, не знаю. Но главное, надо быть готовым. Ну, интересно, знаешь, Яков, что вот эти хорошие русские, которые здесь сидят, вот эти люди, хорошие русские, вот эти хорошие русские сидели в Государственной Думе, некоторые были олигархи рядом с Ельциным, как Ходорковский, непосредственные участники, убийцы чеченского народа. Сегодня эти люди стали демократами, а вот эти чеченцы, которые они уничтожали, они автоматически стали исламистами, понимаешь? Кстати, расскажите мне Подожди, расскажите, пожалуйста, мне про Березовского. Как, вот я там всякие прослушки слушал, как он там разговаривал с чеченскими, ну, с чеченцами там в те времена. Что вообще там, какие дела он там мутил вообще? Чеченцами Удугов, вот этот их сам главный идеолог, с ним разговаривал, деньги просил. И Закая вот этот, и русские... Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации пересылает 2,5 условных единиц исламисту Удугову, который провозглашает, что в конце 20 века мусульмане первыми нападут на кафиров и первыми будут их там салам алейкум. Вот кто такой Березовский. Секретарь Совета Безопасности присылает 2,5 условных единиц. Это, кстати, они во всем... Там, я лично знаю эту всю тему, ребята. Я как раз в это время в Москве жил. Я видел, как делалось вот этими людьми, Березовскими, Гусинскими, там, ну, Черномердинами и так далее, как они делали. Ходорковские. Да. Как в Чечне Авизо, помните, Авизо, вот это банковский Авизо сделали они, там перечислили, типа нефть покупали, а потом фирма исчезала в Чечне. И вот это все миллиарды денег, которые, кстати, Америка тогда передавала Рашке, они отмывались через Чечню. А потом, я думаю, это мое мнение, 100% даже, чтобы скрыть все эти следы, устроили эту войну тогда. Вот и все. Ну, вы сейчас говорите, вот скрыть что-то такое, что устроили войну. То есть, если бы этого фактора не было, нас бы отпустили, да, там? Нет, отпустить не отпустили бы, но опять же, видите, оно вы просто как бы тоже. приблизило просто, эта тема просто опять же приблизила все это. Это как раз сопутственно, да? Потому что... Это все равно неправильная... Нет, это тоже... Вот это все было сделано, чтобы... Ибраим, это все, по-моему, объясни, лучше меня объяснишь, это все было сделано, чтобы собрать Советский Союз. Если Чечня бы пала бы сразу, Грузия, Азербайджан, вот всех Украина, этих республик, этих государств не было бы. Я уверен в этом.
Не, тут самое главное, ребята, Украина. Мне почему-то китайская... Мне кажется, тут китайская поговорка подходит, как бы она не к месту, ну вот у них там такая поговорка, что убей курицу, чтобы напугать обезьян, короче. Такая поговорка есть. Они, наверное, этим хотели устрашить. Смотрите, в Чечне, да, Чтобы Чечня, другие то, что не требовало, пытались. то, что Дудаев требовал, такие свободы. Он требовал. Киев за 3 дня, Грозный за 2 часа, понимаешь? Я да, был это свидетелем, когда поймали полковника, вот в Госдуме, его допрашивали в Рискоме, вот в президентском дворце в подвале. Он рассказывал, у нас задача была окружить Грозный, сделать кольцо, и потом должны были зайти внутренние войска, чтобы зачищать все, понимаешь? Ну, Да, они примерно так я и был сделали. свидетелем этого допроса, как он Они примерно рассказывал. так и сделали, но смотри, они как сделали. Они начали бомбить сначала самолетами, начали город Грозный хреначить, потом, короче, уже поперли в город. Это, кстати, Паша Мерседес, помните, Грачев? Вот он... Вы ушли в Они детали. думали, что все разбегутся, понимаешь? Танки, Подождите, смотрите. Ничего, гадать там не Украина- надо. Они хотели установить СССР и снова сделать референдум. Все союзные республики свои конституции приняли после 94 года. В том числе и Грузия. Грузия приняла в 95 году. Поняли, они ждали, что Чечню сейчас разбомбят, там это, вот и все. Потом из-за того, что они застряли в Чечне, все союзные республики получили бесплатно независимость. Вот что произошло. Нет, брат, совсем не так, совсем не так. В 91 году мы объявили Я независимость. в этом уверен. Я в этом Конституцию мы приняли. Подожди, сейчас. Смотри, Грузия смотри. приняла Конституцию в 95 году. Посмотрите в интернете. Не портите Пардон, мне секунду, послушай, не надо мне Не никакого надо интернета. не надо, секунду. Я говорю, зачем ты меня перебиваешь? Я тебе говорю, Я же про мою, ты Грузия- про мою страну говоришь, что мы в 95 году при какой-то свободу приняли. А мы Я тебе сейчас еще раз повторяю. Союзные республики приняли Конституцию 24 августа в 95 году Грузия приняла. До этого был правовой вакуум. Советская И остальные была. тоже так же. Да? У вас там было время, у вас была временная... Да, не спорь Я со как раз мной. тоже. Да, я как раз тоже об этом говорил, но Якуб сказал, что в 91-м они приняли. И не Ну, приняли, наверное, Якуб независимо. Якуб, наверное, хотел сказать, что они провозгласили независимость в 91-м. А это я не об этом говорил. Независимость мы тоже в 91-м провозгласили. А Конституцию приняли в 92-м. До этого мы еще следовали частично советской Конституции. И вот такой, как этот Фарго говорит, вакуум такой был, скажем так, ну, законов. Конституцию мы принимали, мы как раз приняли Конституцию вот ту 21 года, когда 1921 года, когда принимали Конституцию, вот ту сразу переняли сюда. Камсахурдия, первый президент Грузии, как раз и принимал это, и как раз... Она не сработала. Там не было президентской должности, вы ее не стали соблюдать и взяли, короче, с поправкой по 78 года Конституцию, дождались 95 года и тогда уже приняли окончательно. Почитай. Я прочитаю это точно. Мы сейчас, видите, мы вот это вот, как будто бы, мы такие, вы такие, у нас тут не такая тема. Нет, это ни при То есть чем. мы хотим разобраться. Правда здесь? Документально. Подождите. Украина в 2014 году начала сопротивляться русским. То есть в 2004 году украинцы осознали, что у них во власти русские, и что эту власть нужно нахрен выкинуть оттуда, выкинуть и принять себе, выбрать себе другую власть, не которую им русские поставили, а свою власть. Грузия намного раньше это сделала, то есть там в лице Саакашвили, и все это происходило на фоне того, пока мы тормозили этих русских. Вот что здесь говорят. Да, это можно говорить, да какие вы, да как какие, за 5 дней после того, как через нас прошли, за 5 дней у Грузии оттяпали 2 целых региона. И сейчас вот Украина, если бы не Украина,
Я не знаю, что бы с Грузией, с Арменией было бы. Конечно, не хочется, чтобы там что-то было. И не хочется, чтобы Украина сейчас пала бы, да, вот в том, что они сейчас противостоят. Но на тот момент Украина, если бы через нас катком прошлись бы, такой Украины тогда не было, которая бы, как сегодня, стояла бы, еще весь мир ей помогал бы. И мы сейчас не хотим эти факты там признавать, там это туда-сюда, чечены, не чечены. Никакие не чечены. Мы не те чечены сегодня, которые в 91 году мы были. Сегодня, если вы вот этих волосню какую-то видите в интернете, головы волосатые, да, этого у нас не было никогда. Это волосня русское детище за 20-30 лет появилось. Когда нас все под русских сували, вы русские. С Грузии нас передавали. С Украины нас передавали русским, передавали. Все поспособствовали этому. Я сейчас не к тому, чтобы мы должны теперь кому-то мстить там, и так далее. Нет. Мы должны просто... Нас здесь интересует правда, да, вот говорить правду. Да. Смотри, и Фарго прав в том смысле, что сегодняшняя конституция, которая есть сегодня в Грузии, принята в 95 году. Согласен, я сейчас прочитал, зашел. Но мы в 91 году, 9 да, конституции, но в 91 году, 9 апреля, мы объявили тогда независимость. То, что касается потерянных двух регионов... Подождите, Яков, подожди, ты сейчас говорил... Подождите, вы сейчас напутали все. У нас как раз тема, мы вот недавно ее обсуждали, и тема та, что никакие государственности, ничего такого изначально у постсоветских республик не было. Все жаждали быстрее, чтобы с чеченцами расправились, и воссоздали новый формат государственности, СНГ или как его там назвать. То есть русские хотели переобуться из Советского Союза в демократов. А на местах республики они провозгласили независимость, потому что везде сидели КГБшники, которые специально инициировали вот эти провозглашения независимости. Когда СНГ появилась? После чего все должны были, после щелчка вот так пальцем, все начали возвращаться опять под русский сапог. То есть там так и было изначально задумано. Никакой конституции у вас не предвиделось изначально. Это потом... Я знаю, я же говорю. Подожди, конституция была 21 года принята, но потом его отменили. В 95-м приняли новую конституцию. То, что ты сейчас сказал, что Саакашвили... Подожди, то, что ты сейчас сказал, что Саакашвили, во время Саакашвили 5-дневная война, и вы потеряли 2 региона, это неправильно, неправда. Потому что мы 2 региона потеряли еще в 92 и 93 году, а не при Саакашвили в 2008 году. Понятно? Мы потеряли в 92 году и 93 году. И, кстати, против нас тогда воевали чеченцы, брат. Большое количество чеченцев. Я знаю, что тогда воевали чеченцы. Я же правду не отрицаю. Вот смотри, мы же здесь не для того, чтобы мы это, вы то. Я говорю, вот ты неправильно, я говорю, ты сказал, что в 2008 нет, в 92 и 93 до Чеченской войны. Смотри, в 92-м, 93-м до Чеченской войны у вас были вот эти внутренние... Да, у вас там была междоусобица, то есть вот как осетино-ингушский конфликт был, вы знаете про такой осетино-ингушский конфликт? Да. Вы знаете, происходил? Да. Ингушетия и Осетия. Это русские помогли, тогда оттяпали опять Дагестан, ингушские земли, да, знаю я. Ингушетия и Осетия, это не было... Смотри, Ингушетия, Осетия, это не была война 2 государств или за независимость какой-то. Это была региональная, вот, граничная проблема, понимаете? То есть то же самое происходило и в Грузии, и в Азербайджане, Армении, вот это с Карабахом, то есть где это, Приднестровье. Вот эти конфликты, это русская деятельность. Нет, это понятно, это все русские делали, но там Азербайджан с Арменией друг друга херачились. А к нам пришли, если ты помнишь, конфедерация горских народов, Кавказского и все такое, короче. Собрались весь Северный Кавказ и вместе с русскими
Вместе с русскими пришли грузинов тогда убивать, ребята. Мы год воевали в Абхазии, еще год в Осетии. То есть 2, ну не в Осетии, а в Самачав. 2 года мы воевали. И никто нахрен нам не помогал, кроме украинцев. С нами тогда были только украинцы. Смотри, этот факт мы же не пытаемся, да, этого не было говорить. То есть мы это только можем подтвердить, что это произошло. Сейчас речь не об этом идет. Речь идет о том, что на тот период местечковые какие-то граничные проблемы, да, Ингушетия, Осетия, там, Карабахи, это не было какой-то там независимости, борьбу за независимость. То есть изначально все республики, вот эти все КГБшники, которые сидели в республиках, их туда посадили для того, чтобы сначала создать парад суверенитетов, да, а потом по щелчку пальца, чтобы показать демократичность России, что она не силком, да, туда затащила всех под свой сапог. А вот якобы все провозглашали независимость, а потом все добровольно входили посредством КГБшников, которых на местах посадили, да, которые по щелчку пальца... 100%, согласен. Это все делалось оттуда. Да, помните Шамиев, вот Татарстан? Да, сначала взяли курс на независимость, потом по щелчку пальца они вернулись просто в стойло и все. И так вот мы тоже так же должны были вернуться. У нас же тоже был Габнюк Завгаев, которого посадили туда, и он сам инициировал, он вот это сам Верховный Совет Чеченской Республики, да, Чечено-Ингушетии, он сам инициировал сначала курс на независимость. Потом по щелчку пальца мы должны были вернуться в стойло, что Завгаев и сказал, то есть мы возвращаемся под русский сапог. Но он получил дулю от чеченцев, потому что они, как бы, ситуация вышла из-под контроля, потому что появился Дудаев, который всех, как бы, вдохновил к независимости, к свободе, и народ послал на одно место за русским кораблем этого Завгаева русского. И вот тут началась вот эта вся проблема, да, когда все вышло из-под контроля. Что это за Томми внизу пишет? Томми Джерри или Томми Ли, блин? Мы напали на Осетин, ты что, долбоебина, что ли? Где мы на Осетин напали? На Северный Кавказ пошли, что ли? Кстати, вот кто инициировал вот эту конфедерацию, один из них это Кутаев, вот этот ублюдок, который здесь по Европе шастает, в ПАСЕ где-то лазит. Потом его сообщник это Темишев Муса, который тоже затягивал туда всех молодых людей, да, там, они вот, конфедерация вот этих народов Кавказа, они затащили туда против грузин. И Шамиля тоже там дерзкого какого-то молодого человека, который там готов... Шамиль потом Шамиль единственный, кстати, выступил, видео записал, что его обманули, там записал хорошее видео, извинялся. Единственный, Милаев этого не делал, Радуев тоже не делал, да, и другие тоже не делали. Единственный Шамиль сделал, видео записал. Радуев тоже говнюк был, я извиняюсь за откровенность. Радуев тоже там всякие теракты в Грузии, которые вот эти там совершены были. Взял, короче, и ответственность на себя брал, где-то сидел, вообще его давным-давно... Я думаю, Ибрагим, я думаю, он дурак был. Больше дураком он был. Так, это у меня тут представитель исламского государства палец поднимает кверху. Вот это редактор Академии. Да, русский казачок. Русский казак. Так, вы это самое, в России будете шариат устанавливать, ректор? Вот это русский, что ли? Ну вот он показывает, что Аллах един, и Путин тоже как бы это поддерживает. А Путин Аллах, да? Да, а ты докажи, что не Аллах. Ой, блядь, дебилы. Охренеть ты.
Опять сидит вон. Ах, ректор, давай. Микрофон включи, ректор. Микрофон включи, давай, дай послушать тебя. Микрофон, кукурузку включи. Да, может, какой умом блеснешь, может, что-то полезное. Я думаю, слабоумный, он не может микрофон. Грузин, смотри. Алло. Подожди, да. Тихо, да. Я думаю, кто это? Это, оказывается, наш казак-проходист. Да. Подожди, я грузину скажу. Смотри, Не грузин, у меня имя есть, слышишь? Якуб, смотри. Да ничего не кончит. Я один из немногих, который вышел на протест в 2008 году против нападения на Грузию. Жена там правильно говорит, что ты корчишь. Правильно, да, говорит. Понял, да? Запомни. Щена, теперь ты выступать там. Передай мой респект. Да. Всего хорошего, всего. И Грозный был базой нападения на Грузию, когда Абхазию отжимали. Откуда ты? Давай, я хочу тебя узнать, что ты вот меня заинтересовал. Подожди, некогда, мне на море собирается, жена подгоняет меня. Некогда. Ты меня заинтриговал, что ты сказал, что ты против войны Грузии. Да, я дрался с ментами. Подожди, я с ментами. Военных колонистов, казаков, которых у В нас... 2008 году ющинские менты нас били в Симферополе под консульством. Быстро одевай. В августе, когда мы на протест вышли. Подожди. Ющенко в 2008 году был Ющенко президентом. Да, и в Симферополе мы вышли под консульство. Ющенко приехал в Грузию тогда и стоял вместе с Саакашвили, вместе с Качинским. Это он стоял, там стоять можно что угодно, а нас били украинская милиция в Симферополе. Понятно? Зачем? Ну, потому что мы вышли на протест против войны в Грузии, нападение на Грузию. Я тебе хочешь сейчас прикол скажу, друг мой? Как раз это украинская милиция, которую ты так называешь, когда русские там устроили крымский референдум, эта украинская милиция вся стала на стороне России. Вот кто тебя бил, ты понимаешь? Русские тебя били, а не украинская милиция. Когда с пляжа придешь, заходи, а то... Когда жена отпустит, блин. Место освободите, спустите его. Место... Жена молодец, я вообще жена против не имею. умница, да, вообще. Да, она украинка, боевая украинка. Но вот этот никак его не вылечишь, не перевоспитаешь его. Да, это точно, блин, жена красавица, видно. Имперец, до следствия пошло у него. Имперский. Ай, нет, скоро закончится это, брат. У них уже, видишь, как они ноют там видео в Ютубе постоянно, ой, что происходит, бензина нет. Ну, блин, такие тупорылые, что не могут понять, что происходит. 5 лет воюют, бомбят другую страну, устроили карнавал на крови, блин. Яков, ты так много говоришь, слушай, ты 2 раза подряд, там, чеченцы, очень много чеченцев воевали там против грузин, и то почему ты все это напоминаешь? А может, давай напомним тебе про этих грузин, которые царское время... Подожди, алло, 29-й. Подожди, мы тут не собираемся с грузинами какие-то, вы это нам, мы вам это. Все, что было про войну, друг мой. Все, что было неправильно, мы должны сегодня это осудить, да, наоборот, и найти, наоборот, точки соприкосновения, потому что мы братские народы, мы там по соседству жили. Вот чеченца, я говорю одно, скажу, ближе чеченцам на Кавказе, ближе к грузинам. Дочь пассажиру, мы пойдем по чем 2. Никого. Еще раз говорю, для чеченцев и ингушей ближе народа, нет. Понял? Не ори ты, ну что ты одновременно со мной говоришь? Даже генетически ближе никого нету. Между вот ингушей, чечен и с картвелом. Полностью согласен. Вон это самое, кто ты, который здесь сейчас болтал, чуть-чуть там внизу посиди, потапай, чуть-чуть успокойся, потом зайдешь.
Не знают, о чем тема идет. Нельзя заскакивать, что-то услышал. Спал до сих пор. Проснулся, что-то болтает здесь. Надо тему посмотреть, послушай, что говорят. Это тоже какой-то шариатчик. В Грузии веками жили, брат, веками жили и живут чеченцы. Вот кисты, наши кисты, вот грузинскими фамилиями. Они наши братья, всегда были нашими братьями. И Нохчи, войска Нохти еще при Давиде Строителе, но самый крутой царь у нас был, вот этот Давид Строитель, который объединил Грузию, выгнал всех отсюда, и турков, и иранцев, и арабов, и всех. И, кстати, из Тбилиси арабов он выгонял тоже. Тогда именно Нохчи отдельное войско, которое воевали вместе с ним. И там при Тамаре царице есть упоминание войска Нохчи. Насчет, я претензий имею, правда, то, что было, понимаешь, это была ошибка с некоторых там частей. А то в это же время, потом, в это же время, когда Гамсахурдию, нашего первого президента, из Москвы привезли сюда Шеварднадзе, русские, устроили путч тогда в Грузии. Гамсахурдия, когда сбежал, куда он сбежал? В Чечню. И с кем он там был? С Дудаевым. Когда Дудаев его и принял там, и хранил его сколько времени. Когда умер, тоже похороны там устроили. Потом перезахоронили в Грузию. Я все знаю, я просто есть правда, истина, и об этом я говорю. То, что есть, то есть. Есть ошибки. Все, некоторые, полпарламента Грузии у нас проводили совещание еще. Да. А этот потом тоже, вот даже Дудаева жена, помнишь, когда Дудаева тогда взорвали, и русские тогда поперли, тогда потом туда-сюда. Она тоже долго в Грузии жила. Хорошая женщина, кстати. Просто нам надо, что надо судить и вот эти вот вылазки с чеченской стороны, и с грузинской при царское время, там вы должны судить. Конечно, при царское время, я скажу тоже, если бы не грузины... Нам детали неинтересны, у нас есть понимание, что это Россия. Были тогда, брат, о чем ты говоришь? Грузин предавали тогда. Понимаешь, когда Ираклий II, царь наш, подписал... Россия, просто это надо признать, осудить и все. Да. Смотри, многие не знают об этом. Многие думают, что Георгиевский трактат подписывала Грузия. Вранье, ребята, это. Это абсолютно неправда. Не Грузия подписывала Георгиевский трактат, а подписал всего лишь Картль-Кахетский царь Ираклий II. Картль-Кахетский, 2 регионов, Восточной Грузии. В это же время в Западной Грузии сидел царь Соломон II. Можете это легко проверить. Это и сегодня есть вся информация на ладони. И Соломон II долго потом воевал с русскими, чтобы не пускал их сюда. И его же предали собственные, вот грузины же, дворяне, предали его потом в конце. Так, как и в Чечне случилось вот насчет вот этих сегодняшняя история, вот как кадыровцы взяли, подписали с русскими вот это, стали проститутками, и вот так и то же самое сделали наши дворяне когда-то. О чем ты говоришь? То, что отсюда когда-то в те царские времена, там 200 лет назад или 150 лет назад, я знаю эту историю, когда Чечня восстала, и сзади грузины просто перекрыли все чеченцам тогда. Помогли русским. И опять же это сделала тот же Ираклий, вот тот Восточная Грузия. Царь вот это Восточный. Но не Западный. Западная Грузия совсем другое. Там и Соломон II в это время сидел. В Восточной Грузии в это время жило 700 тысяч человек, в Западной Грузии было тогда около 2,5 миллиона. Русские заходят, долбоёбы, потом говорят: о, вы вас спасли от смерти, уничтожения. Ты говоришь: иди ты, блин, дебил, хоть прочитай что-нибудь, узнаешь. Факты есть факты исторические. Оно может быть и плохое, и может быть и хорошее. Но единственное, что то, что эта страна, так называемая Московия, так сначала, а потом Россия, а сегодняшняя федерация, вот эта, пока она не исчезнет от нас, пока не отстанет от нас, у нас, я думаю, покоя не будет.
Покоя будет тогда, когда их не будет к нашим вот границам или внутри страны. Вот сейчас тоже, смотри, при Саакашвили экономика Грузии перла вперед аж 12%. Устроили такое, что скинули Саакашвили, привели вот этого олигарха. Кто это сделал? Опять Москва. Привел олигарх, вот этот Иванишвили сидит сейчас, его вот из Шаука. Он назначает тут премьер-министров, президентов, всех назначает, что хочет делает, понимаешь? И страна идет назад семимильными шагами. Вместо того, чтобы уже вот сейчас война идет в Украине, да, то, что в Украине оружие не дают, допустим, там типа боятся не дать, в это время мы могли бы получить все это вооружение, вот все американское полностью. Ни хрена, наши ничего не делают, они не хотят этого, потому что эти прорусское правительство, вот и все. Так что история повторяется, надо научиться как-то от них уйти как-то и не возвращаться никогда. Наша общая проблема сейчас вот всех вот соседей, всех, это вот Россия. Я бы хотел, чтобы Россия, конечно, там образумились, чтобы там поменялась вот эта власть России, пришли адекватные люди там во власти. Вот, и нормально страна стала. Кто хочет уйти, допустим, отдельно жить, да пусть, ради бога, уходят, пусть отпускают, и потом заключают с ними договора какие-нибудь, то, что полезно будет и для Рашки, и для этих остальных республик. Но они так не хотят, они империалисты, у них имперское мышление, и они не пойдут на это никогда. Вот Джонни Гэбб опять пишет, как грузины позвали, говорит, я уже рассказал про это, ты или глухой, или не понимаешь ничего, или слабоумный. Я рассказал уже, грузины не звали русских на Кавказе или Россию. Это был Георгиевский трактат, подписан Ираклием II, царем Картли и Кахети, всего лишь 2 восточных регионов Грузии. И подписан договор Георгиевский трактат был не то, чтобы русские пришли к там или присоединились к Грузии или что-нибудь, сделали губернию Грузии. Нет. Был подписан контракт военный, пограничный и таможенный. Вот и все. Они пришли, скинули царя, вот этого же 2 регионов, который был Ираклий. Он старый был, он умер, в принципе, его сына потом скинули, они не дали продолжить. Увезли патриарха Грузии туда, в Россию, выкололи ему глаза. И упразднили церковь грузинскую, которая была с 3-4 века, то есть с 325 года. С 325 года. Когда Россия упоминаний не знала. Не то, что не знала его. Россия после, сейчас скажу, где-то, наверное, 1400 лет прошло, что потом появилась Россия. Понял теперь? Задаешь вопрос, иди лучше прочитай что-нибудь. Есть в интернете, все. Короче, мы чуть-чуть от темы ушли, да? Вот именно вот эти вот исламисты, да, именно исламский фактор, именно вот это политический ислам, который нам втюхнули, русские, вот это именно их козырная карта, которую они для будущего готовят. То есть в случае, если ситуация не в их пользу пойдет, да, в мире геополитической, то какое-то новое, скажем так, образование, да, вот как они переобулись во время Советского Союза, вот так что-то новое переобуться, а с помощью этого исламского фактора, да,
как бы остаться хозяевами вот этих народов, которые будут топить за этот исламизм. То есть, чтобы их под сапогом держать, не нести ответственность, вот в частности, то, что они над нашим государством сделали, да, полностью уничтожили, с лица земли стерли. Теперь туда какие-то 1500 мечетей построили. Вот эти мечети себе можете в одно место в России туда засунуть. Как же так? Второй язык России арабский сделали. Второй язык после русского. Маршал, Мурат. Değerli salam marşal oyuşuna Hudayaşlı şu soy çoğalı şu geldiğin Vladimir şorsa hukeymiş. И самое важное, пропустил, у нас хорошая тема была, ты тоже должен был быть здесь. Машол. Массана мегакуна магамбош. Тигвоган. От смелу с Пономарёвец стертхамел деш. Царайска бабушкет. Вот к стенке прижать. Вы исламское государство хотите или светское? Полностью хирови. Именно цухок авистил дуагойлы yolşuvar вусор. От закайога цу Абдулла шуннах яц алгайчу. Шуннах ячу газ кыжаляш ду алгайчу дат. И уқамил шу ашьёйчек газ кыжалга бгер дуаш цайош нах йоцумш. Қамел аш дадиеш маду цер придеяв яеш беш нохчи мабу. Şu предевшеш, да? Шун условиш, где бгер дуаш цайош аш майоцу цайн алга. Шули елошу я. Нах йоц нах. Шум не солян лиелш майоцу раскиш, кутмиш. И сорт хагинч дун да хервел укса да. Рескиш камял дойч, условиш хитойч, хаттерш дойч, аш юкорш да цуту чварош. Хотя цяцвел умадацерош. Цацуцогас قال أوغاس خليل ليل شل كتايو حيالين إجرا ليل شلورش قارتان على غورش وأخكي العيشي تياتي روما داتر نوختشو إرغات دياش يقاميل شي جمعة إرغدياش يقاميلش شو تعا إجكيريات شو يتعا إجكيري представляет دياش ياتشو كوت مشياش ما يريو Şu gazkış mertel pek biaç условиш хитто диештол. Нохчу şu yok sen Allah ne salyan aş. Serki hiyat terşöç. Şu hupatçal. Ha hupayel blok. El diyeş. Мурат, хош хир бар нохчу пом придев я шош нохчу куюш квалари. Но хакер куюсук. Шай оран на ты шариаты и мою, то есть у них цель установить слово Аллаха во всем мире, закон Аллаха. И когда русская бабка села и спросила, вы исламское государство хотите или светское, он побоялся. Представь русскую бабку, я даже не знаю, что вам ответить, что вам сказать. Да? То есть вы Аллаха, которые сюда заходят и петушатся, да? Там вот один из их предводителей сидит и русскую бабушку испугался. Тут вроде бы 10 раз, да, 10 раз весь мир перевернется, мы не откажемся там от того, чтобы следовать слову Аллаха там туда-сюда. А тут какая-то бабушка взяла полностью и перед фактом поставила. Уокар, уок задч дяшдек шей гибашный шей аккуратный амял мадой дяшдек, как будто Чечня в составе России хилёш сам камял дяш мадовож. Вместо того, чтобы собордел эл камял эл кварт эл камял о дирду. Олурду хатташ шуг эл дияш эл хорш yok ne selya bek boş. Есть целый луж аж. Распиш вообще Хукамил ширю, цанда хороший русский. Единственное, камел да мегардол ши уксоновш, стамахин у сотнику. Китая яц.
يخليات вообще. Хоч сять воушаят уж лил шук дат, ногчи пачалка, ногчи маршу, умшдюч, лил шукош. Мурат, у них курс сохранить Россию. Они сами же говорят. 11-12 год послушай. Сохранить Россию. Билакян мою. Хаялен, вахай, террорист мою. Кирш мою. Кихач мою кир. Дел оранбат. Муради царалилш. Шей царалилк. Нохчи пачал царбош. Шаерш нохчи пачал бош. Лилшук шу шаек. Киек мелбешек, шашу юца улилю цаушек, шаек. Шей царадия, шей жамат царадия камилш. То жаматью определенная кучка исламистов. Мы хотим создать исламское государство Бош. Амел дие нохчик ам ададити. Аж от цил карч дайтинду и поводил. Шуёют мою и от цила карч дайтин и ам. Шаю, гуюца, шолар. Игили, це игили, предательши, агентши, перебежчикши, шаєш, хагулер, воушкет. Нохчик омулук дүйшлийлши, корш. Адам мелкие гуашик, ца лерт яяцкош, цу закевню хаеш, салик ца. Ца определенный, ца пекарш, буайела белилш. Докундахцы, Ласкыш, хехтерш дойч. Ласкыш, камел дойч, ашу корш, бош, есть царилуш, сан алла, не салела. Шу не салела, ню шу халри дюн, шу несла йол дел, шу несла яга ню инца. Шу ела кирш, ела шу шаерш, цугаскыш, сан лил шу дат. Интерьюш, шадек лилош, лилш, хайош, маюшо, гадами. Цундел батшу, гартел, камел да мет батшу. Цундел юшу несла. Гаскаш, су камел дирду, маршу нет яле чултаг. О, какой ярый мусульманин, оказывается, вот это вот. Джонни Каге или Чаге или Чаджбе, блядь. Это, говорит, земля Аллаха, и мы будем жить где хотим. Ты чё, блин? У тебя Мухаммед запретил жить среди кафиров. Пользоваться кафирской культурой и все такое. Ты шайтан, а не мусульманин. Джонни, блин. Братан, грешно издеваться над больными людьми, оставь их.
Так, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Захожу на быстром, разрывном, медленном, непоколебимым мувментом. О чем вы тут общаетесь? Приветствую вас. Вы как это, переводчик там. Откуда? Откуда? При Советском Союзе, которые фильмы были, чего по черным. Угу. Так, ребята. Петра появился. Что? Откуда ты, говорю? На данный момент я нахожусь в Соединенных Штатах Америки. Штат Хьюстон, Техас. Ты американец? Родился там, вырос? Англосакс? Нет, я не родился. Нет, но давно туда переехал. Я поэтому тебя спрашиваю, раз ты говоришь на русском языке, поэтому спрашиваю, откуда ты. Да, я вообще с России, да. Ну, с России так и говори. Не, ну я просто... Ты спросил, откуда я. То есть на данный момент. Ну, откуда это обозначает, где ты родился и где ты вырос? Откуда ты? Откуда? Может, я неправильно понял. Может, ты в Америке находишься, в гости приехал, завтра уезжаешь. Если я куда-то сейчас буду, я, допустим, сейчас в Германии, и меня спросят, откуда ты, я же не буду говорить, я германец или из Германии. Я буду говорить, просто проживаю, то есть... Я из Саакашвили. Ну, какая разница? Как ты относишься к радикальному исламу? Расскажи нам. Я к радикальному исламу? Да. А вот можно вопрос на вопрос сказать? А вот зачем мне такие вопросы? Потому что у нас тема примерно такая. Вы я понял, все. Ты игиловец? Это самое. Я? Да. Не, ни в коем случае. Ну тогда за что ты вопрос тебе задали, отвечай. Просто. Легко и просто. Я считаю, радикальный ислам это очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. А вообще ислам? Ислам? Ну, я не против этого. Почему я должен быть против какой-то религии? Ты знаешь что-нибудь про ислам? Да, я, конечно, знаю. Ты не против, да, жениться на 9-летней девочке и иметь с ней секс? По-моему, в исламе такого не прописано. Ну, молодец. А с чего ты взял? С чего ты взял? Ты знаешь такое имя в исламе Аиша? Нет, я знаю Мухаммада. Вот Аиша его жена была. Он женился на ней в 6 лет и поимел ее в 9. Красава. Это хорошо, да? Для меня нет. Тогда в чем красава? Тогда я не понял. Ну, для их народ, наверное, это нормально, для меня нет. Кстати, вот здесь тема была, когда дагестанец, вот этот Сосетлинский, там, исламист, когда он говорил, это сейчас не к вот этому, я микрофон выключу пока. Когда он говорил, наш народ, то есть мы там, Ичкерия 2.0, она неплоха, потому что на ее платформе можно устанавливать, ну, продолжать ИГИЛ, да? ИГИЛ, его нету, да, но вот как он говорил, да, что люди, которые на этом мнении, они никуда не делись, они есть. И он имел в виду, когда объяснял, что наш народ, он имеет в виду исламскую умму, то есть мусульман. Потому что по исламу есть только 2 нации, мусульмане и все остальные. Ты понимаешь, россияне, что ты для любого исламиста, да, любого мусульманина, ты кафир. Вот смотри, что внизу пишет. Хочешь, прочитаю тебе сейчас? Вот тут сидит истинный мусульманин, который пишет. Смотри, мне написал. Я как нам Аллах, ну Аллах это, наверное, Мухаммеда имеет Мухаммеда. Аллах разрешил вас мзду брать и держать вас у поводка. Понял? Опять же, тут же он пишет, смотри, видишь, какой добрая религия, видишь, какой... Он говорит, нам разрешил захватывать ваши земли, пишет, понимаешь? Так он больной человек. Он больной человек.
Мы, мусульмане, будем жить там, где захотим, и где нам по кайфу, видишь? А по-настоящему там, кстати, Мухаммед их не написал, что нельзя с кафирами жить. Но они, вот то, что они же как, они что хотят, то и делают. Вот у них есть такое, они тебе дадут слово мужское, знаешь, вот такое вот, по-братски, я этого не сделаю, и он завтра его нарушит, потому что ты кафир. Ну, это у них, наверное, в Воткнет крови. тебе нож в спину. Это у них в крови, типа. Я просто, понимаешь, я против таких людей ничего не имею, потому что я с такими людьми не связываюсь, понимаешь? Нет, это не люди ведь, не люди говорят. Я Здесь понимаю, написано. Вера. Да, я понимаю. Это написано в исламе, понимаешь, о чем я тебе Да, говорю? я понимаю. Если ты когда-нибудь с ними встретишься, вот они так с тобой будут обращаться, понимаешь? Не знаю, на самом деле, где я жил и где я живу, я никогда такого не встречал. А ты поезжай чуть-чуть в Афганистан поживи или в этот Пакистан. Не, там полный крах, типа, там бедность, там Вот ты именно знаешь, только что они выживал. туда не едут сами, знаешь, они сами туда не едут, они едут в Европу жить, в Америке едут жить, в цивилизованные страны, в Японию поедут жить, но не. Вот скажи сейчас вот этому, который вот тут у нас пишет, там такой весь, такой заядлый Джонни Каде, заядлый такой мусульманин, он, скажи ему, поезжай жить туда, ни хрена он туда не поедет. Кстати, там у них вот этот настоящий, чистый шариатский ислам. Да, на самом деле это очень смешно выглядит со стороны. Вот. Туда они не поедут, они в Европу поедут. Видишь, запланили всю Европу, всю Америку, везде. Вот кафирам, любят они жить среди кафиров. Да, сейчас в Великобритании... Есть их еду, понимаешь, одеваться в их одежде, ездить на их машинах, пользоваться всеми благами цивилизации кафиров. Но тут же они их ненавидят я не знаю, до усрачки, наверное. Готовы их горло перерезать в любой момент. Больные люди. Вот о чем мы тут говорим. Понял теперь? Да, вот. Я в принципе, никогда не поддерживал, в принципе, радикальный именно ислам я никогда не поддерживал. То есть ислам, знаете, мне было насрать. Ко мне это никак не относится. Но радикальный ислам, я всегда был против этой идеологии. Вот. Сперва такой легкий закидушка, нормальный ислам. Потом переходит на радикальный этот. Суфизм. Амен, братан, я не маленький ребенок, я типа все понимаю, я говорю то, что мне в принципе все равно, какой человек религии, если он по отношению ко мне ведет себя адекватно, я не смотрю на его религию. У меня много друзей, которые не русские, и мне все равно на это. Смотри, он тебе написал «не верь им», да? Вот мы тебе врем, да? Вот у тебя, если есть другой гаджет, ты просто открой другой гаджет. Если заинтересуешься, зайди, прочитай. Понимаешь, все это. Вот человек пишет, вот внизу, видишь? Радио Маршо пишет, там, Аиша передала пророку жениться, было 6 лет, видишь? Вот это вот Суна, наверное. 51, 34. Тут вопрос то, что это... Ты понимаешь, как раз дело в том, что я ни слова не соврал. Понимаешь, плюнь в лицо мне, если я слово соврал. Ты можешь проверить это, потом зайти ко мне и сказать, ты вот скотина, ты соврал. Я ни одного слова не соврал. Так я не говорю, что кто-то врет, кто-то нет. Нет, человек же тебе, смотри, вот, я же говорю, кто лживый, вот мы, вот я как христианин, или вот этот как мусульманин. Вот он заходит, и он пишет, что не верь им, они тебя врут. По-настоящему я тебе ни одного слова не соврал. Ты можешь просто, когда уйдешь отсюда, ради кайфа, ради интереса, зайти, прочитать это. Или миллион есть на ютубе видео про ислам, вот это вот все, когда рассуждают, все это как вот, правда это или нет. Если это вранье, ну пусть переубедят, скажут. Хорошо, у меня вопрос, какую религию вы исповедуете? Я? Да. Ну вот мой флаг, видишь, что там, крест, видишь? Да, сейчас я посмотрю, сейчас... Я христианин, крест, видишь, вот я. Да, я не увидел аватарку, она слишком маленькая. Да.
Сейчас посмотрел, да. Угу. Там это крест, 5 звезд. Обозначает 5 ран Христа. Плюс этот крест, этот флаг, который сегодня в моей стране, это я из Сакартвела по-русски. Как у тебя там, Ник? Зачем вы такие трудные пишете там? Ты русский вообще национальности? Да, я русский. Хороший русский или имперский русский? Вот можно мне сначала, чтобы ответить на этот вопрос, сказать, чем отличие от хорошего русского от имперского русского? Ну, хорошие русские, они в кавычках прячутся. Косит под этим, под демократов там. Да. А имперский русский? Хорошие русские, плохие русские нету. Все одни русские, просто интересно. Ты из хороших, в кавычках, русских или имперский, натуральный, сочный, восточный русский? Я, так сказать, родился, в принципе, на восточной территории. Я просто являюсь русским по национальности, да и русский человек, в принципе. Я себя никак не распределяю, хороший там или тот. Я просто человек, который родился Тогда в у России. меня по-другому у тебя вопрос. Ты молодой парень, как я чувствую по голосу. Да? Как ты относишься вот к войне, к Украине, вот с Россией? Вот это? Перед тем, как ответить, вот у меня просто вопрос быстренько. Вот как думаешь, сколько мне лет? Что? Не, мне просто вот интересно, как думаешь, сколько мне лет? Сейчас я отвечу. Сколько? Что? Я не пойму. Сколько мне лет, как ты думаешь? Около 20. Да, Ну все да. верно, да, мне 20. Около Да, 30 20. где-то, да. Ну да, 20 мне. Как я отношусь к войне на территории Украины? В принципе, к войне я плохо отношусь, да, то есть, в принципе, любая бы война. Вот тогда другой плохо относится, я понял. Россия как вот страна агрессор или нет? Именно со стороны, именно как истории или вот как я думаю? Вообще, вот как не истории, а как международного права. Факту, Или- по факту. По По факту я как считаю, международного вот права, лично- по-человечески. Как они устроили, посмотри, первую войну устроили Приднестровье, в Грузии 92 год, Грузия 93 год, Приднестровье 92 год, Чечня 94 год, Чечня 2010, Украина 14, Украина 22, Сирия до Украины, ну я пропустил Сирию там. Вот как думаешь? Так, сейчас я хочу все на это ответить. В принципе, я считаю Россию не агрессором. Сейчас хочу сказать про Грузию. А вот насчет потом Украины 14 год, сейчас я хочу... Приднестровье, еще Да, Карабах, Приднестровье. кстати. Карабах вот. тоже они ваши устроили тоже, кстати. Не наши Подождите, условия. подождите. Давайте, чтобы мы расплывчато не было, просто подкорректируем. Что сейчас происходит между Россией и Украиной? Война. Кто на кого напал? 24 февраля Россия напала на Украину. И как они мотивируют свое нападение? Вот, Точнее, она не напала. Объясняю, 22 февраля, за 2 дня до начала специальной военной операции, на территории Донецкой и Луганской республики были подписаны документы самим правительством Луганской и Донецкой республики, то, что он просит Россию помочь от перестрела, тогда был на стороне Украины перестрел в сторону Донецка. Это начиналось вообще, в принципе, с 2014 года, но только сейчас. Вот оно выявилось истинное лицо. Истинное лицо русского человека. 20-летний парень, проживающий в Америке, знает, что там какие-то вДонецке, в Луганске. 8 лет. Подождите, сейчас, знаешь, продолжение будет. Сейчас будет продолжение. Мальчик в трусиках, 8 лет бомбили Донбасс, потом фашисты, украинцы и так далее. Ну, там еще заученные фразы, много их. Давай продолжай. Да, вот вопрос. Ты мне говоришь за заученные фразы, а кто вообще пустил Грузию? Слушай, на у меня к тебе, вот ты Абхазию? адекватный, если ты себя считаешь адекватным человеком, если бы 8 лет украинцы бомбили, или бомбили, по-вашему, Донецк и Луганск, там бы вообще хоть одно здание осталось бы.
Так, Посмотри, как бы, за 2 месяца, за 1 месяц или за 2 месяца, что ваши войска сделали с городом Мариуполь? Его нет, города Мариуполя нет. Его стерли. Что вы сделали с Бахмутом? Его стерли. Если бы Украина 8 лет бомбила бы, там что-нибудь было бы. А ты удивишься, если даже сейчас приедешь в Донецк, там стоит все дома, стадион, который, кстати, европейский тогда построен, аэропорт полуразрушенный, когда вот с той войны еще остался. Понимаешь? Все работало в Донецке. Люди работали, спокойно жили все 8 лет. И погибло за 8 лет, как ты говоришь, бомбили Донбасс. Там за 8 лет погибло и с гражданскими, и с этими, с остальными людьми около 15 тысяч человек. За 8, имеется в виду война тоже тогда 2014 года. То есть как началась война, вот с тех пор 14 или 15 тысяч человек. А сейчас, когда вот ваши туда пришли, погибших только ваших русских более 1 миллиона. Не считая украинцев. А вот вопрос, вот у меня тогда вопрос, вот ты мне говоришь. У меня к тебе другой вопрос, продолжение насчет агрессии твоей страны. Хочешь, я тебе еще раз скажу сейчас? Вот тут сидят чеченцы, вот ребята, вот чеченцы сидят. Секунду. Один вопрос и все. В Чечне война была, знаешь об этом, в 94 году? Да, конечно, знаю. Ты знаешь, сколько детей твоя страна, там русские, вот ваш народ убили туда чеченских детей? Да, знаю. Сколько? На самом деле очень много, я не могу сказать полное количество. 40 тысяч минимум. 40 тысяч. А всех чеченцев, знаешь, сколько убили там? Сколько? Более 300 тысяч. И это миллионный народ. Кстати, 1 миллион в Чечне жило вместе с остальными нациями тоже. Там да, и русские могу сказать были. спасибо. Чечня может сказать только спасибо Дудаеву, типа. А, это Дудаев виноват, значит, да? Да, конечно. И вот смотри, у тебя сейчас виноват Зеленский. У этого в Грузии виноват Саакашвили. В Грузии виноват, там Дудаев виноват. Вот поэтому мы, понимаешь, говорим, что не бывает хороших русских, понимаешь? Ты империалист. Не-не, вот насчет Грузии ты не прав насчет Грузии. Не, ты объясни вот сейчас, ты сказал, да, вот про Дудаева, что надо сказать спасибо Дудаеву. Теперь объясни, вот, почему... Дудаев террорист. И объясни, в чем он, терроризм его проявляется. Хорошо. Стал бы, точнее, не террорист, награждать террориста, который захватил русский самолет и взорвал его? Его? Ну, подожди. То есть вы даже это не знаете. Дудаев захватил. Кто за самолет взорвал? Дудаевцы. Не Дудаев. Дудаев награждал того, кто это сделал. Что за самолет взорвал? Какой террорист взорвал самолет? Сейчас, я забыл, как его зовут. Сейчас я даже скажу сейчас. Ты это перепутал, Рамси, сейчас что-то. Не, я не перепутал. Дудаевцы это, в принципе, террористы. Общепризнанные. Террорист, вот смотри, является ли террористом глава государства, который бомбит гражданское население? А где бомбят гражданское население? Ну, вообще, мы сейчас просто хотим уточнить, да? То есть мы просто хотим закрепляем, да, вот. Какой-то глава какого-то государства бомбит мирных граждан. Является ли он террористом, когда он бомбит гражданское население? Я объясню, когда на какой-то территории происходит война, и на этой территории, которая происходит война, президент как раз-таки этой территории не может обеспечить безопасность своих граждан, и получается прилеты, то никто не террорист. Это война. Если президент этой страны, на которой происходит война, не может защитить свое население, так это виноват сам этот президент. Правительство виноват. Хорошо, ну вот смотри, например, у нас что происходит? Вот у нас одно государство, которое после развала Советского Союза провозгласило свою независимость, как и другое государство, которое тоже провозгласило свою независимость. Вот одно из этих двух государств говорит, что оно не согласно с тем, что вот это второе государство провозгласило независимость.
потому что у них никто не спросил. И начинает вторгаться вот в это другое государство с целью, чтобы поработить и вернуть их под свое влияние. Так, вопрос, ты к чему именно сейчас это ведешь? Я вот просто не пойму, ты к чему-то без определенному разницы. ведешь? Смотри, мы хотим сначала закрепить, да, вот такую позицию. Вот смотри, это государство, одно государство начинает порабощать, захватывать другое, чтобы присоединить его к себе, то есть снова вернуть свое влияние там. И вот это другое государство начинает сопротивляться. И его методы военного действия, да, вот, например, это государство, оно меньше, у него нет оружия, то, которое подвергается нападению. И, например, какая-то часть военных людей из этого государства совершает ответное вторжение. Например, в Буденновск, например, если мы берем Российскую Федерацию, вот берем, например, Чеченскую Республику, и вот два государства в состоянии войны, и одно вторглось давным-давно на территорию другого, бомбит всех подряд ковровыми бомбежками, в том числе русские погибают, около 20 тысяч в Грозном погибло, да, русского населения, которое большинство проживало на территории Грозного. И смотри, что у нас происходит. Вот эта другая сторона, она берет и делает такое же вторжение на территорию вот этого государства. И вдруг они становятся террористами. Это вот как вот понимать? Тут или одни террористы, или оба террориста, или как это правильно разобраться? Тут вопрос надо задавать, а кто вообще призывает быть террористом? Вопрос. Подождите, не перебивайте. Давайте вот мы разъясним сейчас, кто в таком случае вот террорист, вот что у нас происходит. Вот одно государство. Оно я вот объясню. Частично захватило другое государство, да? Захватило уже столицу этого государства, захватило большинство населенных пунктов там, бомбит гражданское население, чтобы поработить это государство, чтобы не дать ему проявить вот свое волеизъявление. У меня вопрос. Тут вот доминатор написал, в том числе Россия бомбит роддом и центральный рынок в Ичкерии. А можно мне, пожалуйста, дату и число? Дата 99-й год. Дата 99-й год. 90, а вот можно точно, 99-й год. Когда бомбили роддом, да? На центральном рынке. Смотри, центральный рынок Грозного. Я там получил увольнение. Центральный рынок Грозного подвергся обстрелам. Это октябрь месяц. Напомните точное число, оно даже... 17 октября. Вот, 17. Я в этот день находился... 20 12. Все, закрепили. То есть у нас получается, мы получили ракета Земля-Земля, или Земля-Земля. Ракеты, сколько их? 5 ракет в этот день прилетело. То есть одна ракета прилетает в роддом, другая прямо в центральный рынок. 400 если что... убито. Да. То есть вот это вот не терроризм получается. Вот это вот что у нас, нет, как это правильно? Терроризм это дудаевский режим и дудаевцы, и Дудаев. Вот это терроризм и террорист. Как это по каким критериям? Вот я же поэтому говорю, как мы определяем. Вот если хорошо, вопрос, террориста... вопрос, вот как раз таки... Смотрите. Зеленский террорист? Зеленский? Террорист ли он? Да. Честно, я не считаю его террористом. На Донбассе луганские террористы? Нет, ни в коем случае. А почему Чеченская республика Ичкерия террористическая? А кто сказал, что Чеченская республика Ичкерия это террористы? Я сказал, тоже дудаевский режим, который был, к сожалению, захвачен. Что дудаевский режим был в Ичкерии. Подождите. Террористы, что ли? Подождите. Каким образом дудаевский режим был захвачен в Ичкерии? Каким был захвачен? Ну, в принципе, давай сначала вернемся к тому, что именно смысл самого дудаевского режима, то, что, в принципе, захватить все исламское движение,
У них был посыл, Вот вы слышите, то, что вы слышите, никого, вот эти, никого не смотрите, должно быть. один момент, я вас перебил. Говнюки, которые ходят там, про Дудаева что-то там говорят, говнюки, еще лелчок, новче, чечено говорящие говнюки. Вот ваш брат зашел, да, ну, то есть собрат, да, по вашей, скажем так, идее, по вашей идеологии. Вы видите, вот, что здесь происходит? То есть исламистский режим. То есть мы, значит, то все преступление, то, что Россия в Чеченской Республике провела, вы, говнюки, которые чечено-говорящие, лазите и пытаетесь накинуть режим на Дудаева, президента, вот эту вот тему. Вы посмотрите, вот, то, с кем вы полностью выстроились на одну линию. Вот говнюки, шук душу на посыл. Продолжайте. Да. Угу. Так вот, тут вопрос в том, что... Леонид, знаешь, подожди секунду. Вот я уже послушал. Я хочу дорассказать. Да. А еще что ты хочешь рассказать, что Дудаев был террористом? Ты хоть про Дудаева хоть что-нибудь читал? Ты знаешь? Да, я читал про Дудаева. Тут вопрос не в другом. Ой, не в Дудаеве. Тут вопрос то, что, в принципе, вот этот режим... Вот, подождите, Трапл. Подождите, как Дудаевский режим пришел к власти? Расскажите нам. Ну, в принципе, так сказать, была Чеченская революция в 91 году. Да? Какая революция? Это когда было? Я говорю, 8 июня 91 года была Чеченская революция. Какая революция? Мы там живем, мы не видели никакой революции. Какая? Вы не видели революцию? Так я 80-го года рождения, мне 11 лет. Я вот помню, житель города Грозного. Я помню, у нас были митинги, у нас были всякие там демонстрации. У нас, причина митингов, помнишь? У нас тогда формировалось вот это вот, скажем так, государство, да, вот на этот период. И никаких революций, каких-то там столкновений, какого-то вот этого физического там насилия у нас не происходило. Откуда вы взяли? Хорошо, то есть ты не считаешь, что Дудаев и его сторонники захватили здание Верховного Совета? Я сторонник Дудаева. Как может Дудаев захватить его тогда в помине это не было. Здание, когда у нас... Подождите, у нас были 3 общенациональных конгресса, которые в 90-м году продолжались. И на последнем общенациональном конгрессе Верховный Совет, включая Верховный Совет и общенациональный конгресс, по-моему, опередил даже вот это вынесение решения. То есть они в унисон, оба вот эти, и действующий постсоветский орган, и орган, сформировавшийся из народа, эти оба органа, они провозглашали декларацию о государственном суверенитете. Это происходит в 90-м году. То есть принята декларация о государственном суверенитете. В 91 году у нас прошли выборы в президента и в парламент, на котором была явка 72% из всех жителей нашей республики, нашей страны. Эти 72%, которые там присутствовали, это очень большая явка, да, для государства, для республики. Вот из этих всех голосовавших 90 с копейками процентов проголосовали за Джохара Дудаева. И он пришел во власть. Никаких революций у нас не было. Там же у нас был избран парламент, который потом через год, в 92 году, принял Конституцию. То есть всенародно там это оглашалось, и даже вводились поправки прям онлайн, да, в режиме, да, вот выходя на демонстрации огромные, это народ рассказывали. То есть у нас проходили вот такие процессы. Потом с 91 по 4 год мы живем в суверенном, независимом государстве со своими законами, со своей конституцией, полностью с миром уже экономические какие-то ведем отношения. У нас по всему миру разъезжают наши какие-то бизнесмены, наши предприниматели. Со всего России приезжают к нам люди, закупаются у нас товарами. У нас вон возле этого... На границе с Дагестаном огромная вот эта вот торговая система там работала, которая потом перенеслась в Дагестан, когда у нас война началась. То есть мы отлично живем своим ходом. Потом в 93-м году,
русские принимают конституцию и вписывают каким-то боком нас туда, непонятно. То есть вы нам о чем, о какой революции, о каком захвате власти рассказываете? Я рассказываю. Так вот, я даже вот для тебя специально открыл Википедию, и тут пишется... В 93-м в Москве что за революция была? Не, я не про 93-й. Ну, ты... революция у нас, Он спрашивает, революция как раз была, когда из танков расстреливали здания Советов. Помните, из танков? Я там был, своими глазами все это видел. Как Белый дом расстреливали с Калининского моста. Это была революция. Как раз тогда должна была Америка вторгнуться и на задницу посадить всех. Вот в России. Да, это был путч, кстати. Как объявили потом, что это был путч. Свержение правительства, государственный путч. Почему тогда ничего никто не предпринял? Ты маленький, ты это не помнишь, а я тогда стоял там, смотрел. Я был на Старом Арбате в Москве, если ты знаешь, где это. Есть Старый Арбат, есть Калининская улица, это наверху там. Вот переходишь туда, и в Старом Арбате я слышал, как танки бахали там. Я туда пошел, потому что я только войну в Абхазию прошел в это время. И туда знал, что это танки. Я удивился, откуда здесь танки, думаю. Пошел туда и увидел, как на Калининском мосту стояли танки и херачили Белый дом. Танки. И как людей расстреливали там снайпера на улице. 180 с чем-то человек, что ли, погибло там. Просто убивали людей. Я понял. А можешь мне, пожалуйста, объяснить, почему дудайский режим и, в принципе, сторонники Дудаева... Скажи, не, стоп. Не надо сейчас куда-то убегать. Вот это то, что случай я тебе сейчас рассказываю. 93-й год в Москве. Это путч. Это должны были вмешаться другие государства тут, прийти на помощь русскому народу, наверное, навести порядок там или нет? Нет, зачем? Если какого хера тогда вы полезли в Чечню? Какого хера вы лезете в Грузию? Какого хера лезете в Украину? Объясняю. Теперь не перебивай. Вы имеете на это право? Да? Да, когда Россию не уважают... Да? И Вот поэтому сегодня ракеты летят на Москву. Поэтому бомбят Москву. Поэтому взлетают в Москве МПЗ в воздухе, понимаешь? Вот поэтому вся Россия сегодня ноет, плачет, бензина нет. А что случилось? Дебилы не понимают, что случилось. 5 год войны. Вот что случилось. И экономика ваша уже в попе, в далеком, в глубоком. И стране вашей ожидает коллапс. Вот что. Вы не туда, ребята, полезли. Украина это вам не маленькая Грузия или маленькая Чечня. Нет. Украина это довольно большая сила, кстати, которая создала Россию когда-то. Украина сделала Россию империей. Стой, Украина сделала Россию? Да. Слабоумный. Как раз Украина сделала вас империей. И вы это прекрасно знаете, что без Украины вы никто, и звать вас никак. Если ты человек, который считает, что Киевская Русь как-то имеет отношение к Украине, то это не так. Да при чем тут... Вот про Киевскую Русь я с тобой разговаривать не буду, потому что ты очень далеко от этой темы. Понимаешь? Я говорю я тебе говорю про 16 век, про Ивана Грозного, потом про Петра Первого, как вы стали империей с помощью украинцев как раз. И украинских казаков. Украинцев-то не было. Нет, конечно, не было, да. Это вы создали всех. И казахов, и украинцев. Наверное, и грузинов вы создали. Вопрос. Чечня сейчас под кем находится? Чечня входит в Российскую Федерацию сегодня. Все, вопросы Но какие? скоро освободится. Скоро украинцы освободят Чечню тоже. Скоро хохлы отсосут хуй, как всегда, в принципе. Вот будешь материться сейчас. Так, сейчас будем вспоминать твою маманю плохими словами, понимаешь? Вот эту вот ахинею нести. Урод, блин. Слушайте, а вот момент был, да, я вот немножко изучал вопрос насчет чеченской кампании. Видели, как показал, да, лицо свое сразу? Видели? Да, вот это русские подношение ребята. было народом, да, что, таухид, с этого, да, все начиналось там. Момент. Дозволили то, что не мусульман похищали, особенно девчат. Выкуп Интересное, просили. походу, Было пропустил, такое? выкинул.
Что у нас тут было, друзья? Я не знаю. Спустился. Я не знаю, кто-то говорит, люди, Ну, есть. накол сажали. Если русский дух вылез, русский дух начал говорить. Опять начал русский Прям находясь в Америке, прям оттуда из него поперло. Ты думаешь, он в А, Америке ну, находится, правда, что ли? Они же врут на каждом слове, Ибрахим. Он не в Америке, 100%, я тебе гарантирую. Ибрахим это Авраам, да? Как говорят? Алейхи салату вассалям, да? Это друг, саллаллаху алейхи вассалям. Подождите, да? подождите. Я все это Никакой- прекрасно знаю. Подожди, Я знаю, что подожди. такое таухид. Подожди, маршал Душек Масага. Он не в Америке сидел, он в туалете штакетника, вот, который вот есть, вот какой-то, нагнулся в правую сторону, такой в туалете сидел. И там оттуда разговаривал. Завонял в конце, слышал? Ну. Вот еще один русский здесь, по-моему. Что ему надо? Дайте послушайте вопрос. У него вопрос какой-то был. Кого-то на кол сажали, говорит. Ты говорил, кого-то на кол сажали и не давали вытаскивать его с кола. Это ты вопрос задавал? Как ты Вот тут- видите, про русский мир, про русских. И когда мы говорим, что это в целом, да, одна вся система, одно государство, то есть они все находятся вот это. То есть мы это неспроста говорим. Почему? Потому что среди этих людей нету вот нормальных, которые бы... Ну, если там кто-то есть, то они, конечно, не относятся к вот этой массе всеобщей. Они какие-то неправильные. В остальном, они вот, как бы ты с ними не пытался, да, там, достучаться, вот, у них все равно вот это, вот это нутро, оно где-то раз и вот так проскакивает в итоге. Да, вот как мы не пытались спокойно объяснить ему, да, что к чему, что было там. Яков, вот видишь, сперва он говорит, что Россия напала на Украину, а в конце говорит, что Украина отсосет скоро. Да. Вот это они и есть, понимаешь? Вот Закаев Ахмед вот с такими и общается. Вот с такими Поэтому вот русскими. этот говнюк, который сюда заходил, вот этот говнюк, он должен быть на джихаде, в войске Иисуса, алейхиссалям. Но вместо него туда в войско, короче, засунули вот этих вот бубузян уже, которых там наплодили, да, которые ходят там, мы войско Иисуса, алейхиссалям. На джихад, да? На джихад. Да. Вот они такие, вот он начал, вот правда, да, как вот, та-та-та. Вот мы как они объясняли, с какой стороны подошли, блин, и туда, и сюда, и Молдовию вспомнили, и там, и сказали, объясняли, да хотели донести до него, что это плохо, блядь, это агрессия. И это... Москва, и танки ему, и Да, все. да. А он, слышишь, в конце, как вот он все... Все полезно, вот эта грязь есть, вот эта вся грязь полезна. Да. Как бы, что бы ни объясняли таким вот людям, да, вот они вот есть внутри у них вот это шовинизм, вот это русский шовинизм, вот это империализм. Пока они это... Он сидит в какой-то грязном туалете, примерно, у него обоев нету на стене, блядь. Грязная сидит где-то в майке грязной. Без унитаза. Да, без унитаза, да. И вот мы умеем все это, мы, Россия это я. Ну, ребята, вот насчет унитазов, они украинцы сейчас вот эту тему раздвигают, унитазы, но хотите бы это вот любой может проверить после вот эфира, может зайти посмотреть. В Грузии в 2008 первый раз они унитазы воровали.
Видео, факты есть. Не первый раз. Они у нас начали воровать унитазы, Да, в Чечне, я помню, да, там сковородки, всякие. ковры, сковорода, ложки, да, точно. Все подряд было. Все. Я знаю, там целые машины загружены, зилы, вот эти зилы, обоссанные зилы эти окружали. Они из Украины, из Грузии так тащили, из Берлина тащили. И везде тащили всегда, понимаешь? Сами у себя Что там тащили. движуха была у грузин с Южной Осетией, там потом Россия туда вошла. Не Грузии, Южной Осетии не было, с Россией было. Нет, во-первых, нету такой территории Южная Осетия. Не существует. На территории Южной Осетии. Не существует Южной Осетии. Подожди. Это Южная Осетия. Какие войска там были? Скажи мне просто. Чьи войска там были? Алло, чьи войска были там? Были войска. Но это если земля грузинская. А еще какие? 2008-2007 год, да? Давай 2008 год, давай. Какие войска? Грузинские были и другие какие были? Через туннель прошли. Какие? Нет, это вопрос у меня к вам. Какие войска были там вообще, еще? Вот этот момент движения. Вот этот еврейский момент, в меня это не действует. Вопрос, пошел к черту первый тогда. вопрос от меня идет. Потому что я интерес проявляю. В чем вообще смысл вот этого движения? Вот эти еврейские... Какие движения? Ты что несешь сейчас вообще? О чем ты говоришь? Какие движения? Какие акробатические или какие? Какие движения? Война была. Русские пришли на нашу землю. Еще раз я повторяю тебе, этим красным. Там грузинские войска были в 2008 году. Еще чьи войска там были, скажи мне, еще раз повторяю тебе. Последний шанс. Да выкиньте его отсюда. Пускай скажет, я ему задаю вопрос. Последний шанс. Это не вы мне задаете вопрос, это я интересуюсь. Я у вас хочу узнать, в чем крутой он, знаешь, пальцы начал выставлять, такой я. Долбоебина, блин. Там русские войска были, русские войска. Во-первых, не существует такой территории, как Южная Осетия. Существует одна Осетия, и то в России находится. Не бывает другой Осетии. Никакой. И эта территория называется Самачава. Северная, южная, да, две Осетии у них там. У них две, да, у них ненормальных, у них две Осетии. Есть одна Осетия, которая есть в России. Все. И эта территория называется Самачавло. Это в 1948 году или чего-то сделали автономную, южно-осетинскую автономию. Сделал Сталин, сволочь, с людьми там. Также они создали тогда искусственно Абхазскую автономную республику. Также создана была третья, это Аджарская автономная. В маленькой Грузии 3 автономные республики были созданы. Почему? Потому что это были заложенные бомбы медленного действия. Если Грузия когда-либо начала бы вот так отходить от Советского Союза, потому что они прекрасно знали, сам Сталин, и Берия, и вот Орджоникидзе, все они знали, что это за народ, что этот народ не будет жить долго в этой рабстве. Если им не понравится, это начнется бунт, потому что были уже несколько бунтов. Вот если что, вот так они будут дербанить. Смотри, Яков, смотри, что пишет. Русские войска не приходили в Грузию. Смотри, вот вообще бесстыдный человек, смотри. Вот, да, русские войска не приходили. Нет, мы пришли в Москву, и мы воевали с русскими. Представь, вот вообще бесстыдные люди. Нет, они не то, что без это мразы, понимаешь, у них нету ни достоинства, никуда ни не чести. приходят, они не приходят никогда никуда, понимаешь? Они в Украину не приходили, знаешь. Да, на них напали.
А сейчас ты слышал последний Путина, вот этот, я сейчас смотрю прикольное видео, кто-то выставил, вот этот... На кого не нападали, да? Мы ни на кого не нападали. Нет, нас, говорит, вынудили, говорит, нас. Представь, вот это 22 вот это февраля, это как его, вот его галстук вот так раскинулся. Если кто-то вмешается, то ему такое, блядь. Да, вот 22-го. такое сделать у него, да. Мы что пошли никогда в в жизни Украину. не видели, да. Денацификацию и демилитаризацию. Я такой ботекс неплешивый, 1,5-метровое говно, такой пошел на Украину. А теперь, знаешь, такой, да, нас вынудили, обосрали. Ничего, Бедные мало. вот такие они всегда. Кстати, слышал это от Зеленского вчера выступление? 1,5 месяца будет, говорит, ад на русской земле. Машаллах, иншаллах. Посмотрим, да. Посмотрим, дай бог, я тоже говорю, вот это 1,5 месяца. Может, война не закончится, но кошмар на улице Вязова они русским устроят. Уже устраивают, в принципе. Они без бензина, смотри, друг друга жрут там, дерутся. Бабы, мужики. Представь себе, вот трудно доставить, они друг друга убивать будут, понимаешь? Друг друга убивать, он такие... Вот, очереди, а там драки идут. Постоянно вот это видео, я кайфую от этого видео. И самое смешное в этих видео, знаешь, суть вот такого, который здесь у нас сидел сейчас, они такие все. А что случилось, а? Главное, а что... Вот это вопрос, когда они задают. Почему бензина нет? А что случилось, а? Блин, ну подумай, если ты хоть... Кто виноват? Кто виноват? Да. Вот они не хотят думать. Думать не хотят, понимаешь? Вот это народ, вот что за народ? Когда ты задаешь такое, почему бензина нет? Обама пришел в подъезд, да? Нарисовал на стене. Украли бензин они. А что случилось? То случилось, что вы слабоумные русские. То, что случилось, что вы 5 лет воюете с Украиной, 5 лет убиваете людей мирных там. Напали на чужую страну, убиваете, взрываете там. Вот что случилось. Ненормальные, блин. Но то, что случилось, дальше будет хуже случилось. Дальше будете плакать горькими слезами. Еще когда вот когда война это закончится, потом какое будет горе русским. Баба. Когда их вынудят признать вину и стоять на колени и просить прощения у Украины, вот это будет уже другое. Кстати, они не только Украине, они будут просить прощения у всех. И чеченцев, и грузинов, и молдаван, и всех. Придет это время. Если они не образумятся и не выкинут из головы вот это империалистическое вот это вот мышление, они закончат вообще свое существование. Так и никогда не было такой страны, как Россия, блин, так и не будет. Останется вот эта маленькая Московия наверху, как было при Иваном Грозном. Вернуться в свои лона, как сказать. Возвращаясь к теме чуть-чуть назад, да, вот, то, что мы начали, сейчас я еще раз озвучу. «Холодное февральское утро» или Пономарева в исламском государстве. То есть это вот по теме вот этого исламского государства, по вот этой теме. Еще раз, то, что в чеченской политической жизни, да, вот, на данный момент, в данном отрезке времени, тоже, что существуют вот эти исламисты, да, которые пытаются связать борьбу чеченского народа, волю изъявления, стремление вот это к независимости, самостоятельности, к суверенитету. Вот вы все исламисты, да, которые лазите везде, и вместо того, чтобы в мечетях, там, где вы на ковриках своих, во всяких там интернетах, везде, где бы вы там не обитали, да, вот в своих этих местах обитания, вместо того, чтобы
распространять слово Аллаха, там, всякие вот эти ваши идеологии, основываясь вот на предписанное вам в Коране, в Сунне, вместо того, чтобы этим заниматься, вот в итоге, вот что вы делаете? Вы все распространители вот этого истинного ислама. Вы связываете борьбу чеченского народа с вот этой вашей идеологией, которую мы вам 1000 раз здесь показывали, и еще покажем, которую вы вообще не знаете, не можете не обосновать вообще абсолютно никакие там свои вот эти вот там предписания, всякие противоречия на противоречии там существующие. Потом с моральной точки зрения то, что у вас там предписано. То есть вы, которые не можете никаким образом вот это отстоять, да, вообще свою какую-то показать, что ваша идеология, она состоятельная, короче, что она... То есть вы, которые не можете, вы вот этим своим действием не просто прячетесь, да, за трагедией, за вот этой политической ситуацией, за горем, да, которое сейчас, вы же знаете, что многие ваши соотечественники, они как бы для них ситуация такая, у них горе, да, потому что у них близких каких-то молодых людей, которые вот с нулевых годов где-то выросли, их куда-то закидывают защищать путинский унитаз вообще бессмысленно. То есть сторона или государство, которое тебя уничтожало, да, вот эти вот Будановы, вот эти Ермоловы, вот эти Сталины, вот это вот вся Путины, вот эта вся шушера, на одной стороне и делать с другой нацией то, что сделали с тобой буквально вот несколько лет назад. То есть это огромное горе для людей, которые не хотят в этом участвовать, и они вот жертвуют их близкие, там, их молодой вот. То есть люди, наоборот, бежали, да, пытались выжить от этой войны, даже путем того, что как бы молчать, закрыть рот полностью, не противодействовать ничему, да, вот каким-то образом сохраниться, вот их сейчас на все вот эти вот фронты там используют, джихады вот эти провозглашают, всякие войска Иисусов, алейхиссалям. И вы вот говнюки, я извиняюсь за грубость, да, там, перед слушателями, но вот этих я называю своим именем просто. Извиняюсь, что называю их своим именем. Вы полностью соучастники, то есть вы продолжаете вот эту политику и полностью оправдываете действия русских, которые они проводили вот еще со времен там 90-х годов над нашим народом, и включая те, которые сейчас на Дудаева накидывают, что он исламист. Вы видели, сейчас ваш брат заходил сюда, русский? Вот точно вот этой вот пропаганде, да, вы полностью соответствуете. Все, кто там на Дудаева пытается накинуть, что он исламист, что он там террорист был, какой-то режим у него террорист. То есть вы через него полностью оправдываете, через вот эту пропаганду, да, против Дудаева, вы оправдываете весь террор, который русские устроили над чеченским народом. Да? Ну, если сейчас мы говорим, я именно говорю о чеченцах, да? Потом понятно, что это на нас не остановилось, что и грузины потом точно такой же террор испытали на себе и до этого, и после. И украинцы сейчас испытывают. Но я сейчас как бы хочу вот этим вот показать, да, на их место. То есть те, которые вот этим занимаются, то, что они делают. То есть вы вот деятели, да, которые вот это вот накидываете там на Дудаева, и потом и все остальные исламисты, которые соответствуете тому. Вот помните, Путин в 2002 году, после вот этих близнецы, когда долбанули там самолетов, короче, в 2001 году, вот эта серия терактов в Америке, когда вот этот ужас там такой, ну, террор, он же ужас, да, по-другому называется, террор.
когда весь мир перед вот этим стоял, после этого русских начали слушать. И Путин вот в Брюсселе там, кстати, Низам 2002, да, который мы вот в начале эфира читали, он как раз в преддверии путинской поездки, путинского круиза по европейским странам, в Брюсселе, в частности, в 2002 году, сентябрь или, если я не ошибаюсь, там сентябрь, октябрь месяц, он давал там пресс-конференцию, где грозился сделать обрезание одному из журналистов, и которого он пугал, что вы в опасности, вы являетесь представителем страны, которая там дружит с Америкой, вы в опасности. То есть после вот этого низама как раз у Путина появилась возможность, после низама и после вот этих взрывов, терактов в небоскребах, которые в Америке, то есть после этого его начали слушать во всем мире, вот эту мразь. И вы, говнюки, и там способствовали этому по знанию, по незнанию, всякие халимовцы, всякие удуговы, всякие вот эти мрази, да, которые со своим исламским порядком, короче, в чеченскую среду постоянно лезут, вы все способствовали вот этому. И тогда способствовали, и сейчас продолжаете, ничего не изменилось, вы продолжаете способствовать. А также те, которые приписывают там Дудаеву и вообще вот это до конца Первой русско-чеченской войны, то, что происходило, то, что вы приписываете там нашим, скажем так, Дудаеву и вот этой борьбе чеченского народа, вы такие же говнюки, которые полностью пытаетесь соответствовать русским, оправдать их деятельность, да, которые сейчас пытаются там из Дудаева исламиста задним числом сделать и террориста. Вы то же самое, вы бесплатно, я не знаю, платно вы, бесплатно, по тупости своей или по дурости, почему вы следуете, но вы полностью соответствуете, вы полностью являетесь соучастником вот этого. То есть вы то же самое продвигаете, как и вот эти вот исламистские говнюки. То есть вот то, чем вы все занимаетесь. Вместо того, чтобы полностью ясно, четко, без каких-либо вот этих как бы двойственных там или каких-то вот таких лицемерных действий, да, вместо того, чтобы там оправдывать или защищать свои идеологии религиозные, да, там, вместо того, чтобы взяться за ум и четко вот со стороны осознать, да, что происходит, и взяться за вот это, именно за ситуацию, которая в вашем народе, там, ну, в нашем народе, да, происходит, да, вот вы как раз-таки продолжаете способствовать. И мы сейчас вот здесь в эфире это показываем. Сейчас тут начнут, типа там Закаев какой-то, Закаевский какой-то бывший государственный министр, и теперь он, оказывается, стал вице-премьером его, вот этот Артаханов, который поехал, и русская бабушка, которого посадила на место, да, задав вопрос, ты исламское государство хочешь или светское? И вот этот строитель исламского государства, испугавшись эту бабушку, да, которая там сидит, то есть мы не занимаемся какой-то дискредитацией чеченского государства или чеченской государственности. И не пытаемся там этих людей, типа они там устанавливают, там все у них идет отлично, в гору, видите ли. Сейчас чеченцев хотят какие-то хорошие русские, видите, признать, а они, видите, специально не хотят, чтобы это произошло. Нет, здесь не такая тема. Ваши низамы, ваши исламские государства, ваши вот эти темы, да, они изначально, это карта, которую используют русские, чтобы не дать нам стать и государством, чтобы не понести ответственность за все преступления. И вот эта видимость, которую вы там создаете, какие-то переговоры, какие-то эти встречи вы там ведете, она полностью не отвечает, не то, что не отвечает, она противоречит интересам там, чеченского народа, чеченцам, государственности нашей в целом. Поэтому мы это озвучиваем, и это авторство этого исламского государства, этих низамов, вот этих всяких, то, что эта бабушка там говорит,
Представь, мы тоже сейчас должны, вот русские создали международный исламский терроризм, вот это, ваххабизм, вот эту тему, да, и нам ее взяли и подсунули, как кукушка подсовывает яйцо, да, там, другим птичкам, и потом те птички, бедные, огромную эту курицу пытаются взрастить, которая первая вылупляется, и все остальные яйца выкидывает из гнезда. То есть это такой механизм, да, там, ну, с Богом, скажем так, созданный, да. Природа вот так вот функционирует, вот этих птиц, как будто бы там назло это, да, все. И вот это вот яйцо вот этой кукушки, которая, представь, русские нам засунули это яйцо, а потом спрашивают, как у вас там с яйцом? После того, как вы государство будете устанавливать, это ваше яйцо, оно будет там вот так вот по-шариатски работать или как? И представь, мы здесь должны теперь сидеть, ну мы такие, я даже не знаю, как это вам ответить, как назвать вам, но мы же мусульмане, чеченцы. Алло, свое яйцо себе в одно место засуньте, ваш ваххабизм, ваш русский международный. У нас 43-я статья позволяет гражданину исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Вопрос закрыт, точка. У нас это четко прописано в законе нашего государства. И вот это продолжение, да, исповедовать религию, совершать любые религиозные обряды, не противоречащие государственным законам. Все, вопрос закрыт. Свои шариаты, свои исламские государства, свои 1600 мечетей, которые вы нам настроили, своих Удуговых, Халимовых, Дугиных, Джамаль Гайдаров, даже труп Джамаля Гайдарова, засуньте себе в одно место, русские. Не надо нам это навязывать. И вот этих своих исламистов себе поглубже, я извиняюсь уже, засуньте в одно место. Всех политических исламистов, которые паразитируют на чеченской трагедии. Полностью можете их засунуть. Я уже извиняюсь, да, там, перед слушателями нашими. Но об этих я как есть высказываюсь. Извиняюсь еще раз. Во втором или третьем съезде был дан вопрос признания Чеченской Республики оккупированной. Тогда Пономарев и его народные депутаты якобы не признали, не приняли повестку дня. А эти еще встречаются с ними до сих пор. Ходят на поклон, лижут их. Ens представь, что политики, бокола кайрта политики смерть. Вот что политикан, швош, милшвош. Представь, вот это шарикат, да, это исламское государство, которое Дугин все нам втюхнули, да. Я сейчас не говорю ваши ламазы, ваши посты, короче, рамаданы, которые вы в таких же демократических, светских, правовых странах. Вот Артаханов Абдул, ты живешь в Германии, да, в Берлине. Ты там нормально и молишься, и все, что угодно делаешь. И пользуешься правами светского государства. И ты еще мусульманин, безбородый ты еще. Закаев в Лондоне проживает. И все остальные, все исламисты, которые вы здесь проживаете, в западных кефирских странах, вам можно, вы нормально живете, оставаясь, будучи мусульманами, но всему миру вы нас преподносите, хотите преподнести, да, что мы строим какие-то исламские государства, шариат.
вот эту свою тему исламских государств, шариатов, русские, во-первых, ваши хозяева, в одно место полностью себе назад, туда, на место вставили, и всех своих исламистов с собой забираете. Все. Вот какая у нас тема. В остальном, что там ты молишься, ты мусульманин, христианин, ты буддист. Абсолютно наше государство, оно всем предусматривает права. Сколько угодно, только чтобы ты не нарушал закон, не говорил о каких-то отрубаниях, о каких-то обрезаниях, там, конечностей и так далее. То есть все, что входит в закон, да, вот, если ты не нарушаешь это, пожалуйста, молись, пожалуйста, там, юбку даже носи, да, если тебе морально как-то там общество будет это вписываться, ты будешь. Делай все, что угодно. Главное, чтобы ты не нарушал законы государства. Вот что у нас прописано. Вот эта бабка русская, которая села там и говорит, что в Конституции может прописано быть все, что угодно, а как вы там, а в государстве может по-другому все функционировать. Алло, русские, научитесь уже не вести двойные какие-то стандарты. Научитесь и своих вот этих учеников, там, Темишевых, всяких вот этих бабуинов, бля, которых вы вырастили, взрастили, да, там, в советской школе своей, научите их тоже там не вести двойные стандарты, научиться быть людьми, научиться соответствовать законам, которые вы прописываете. Вот то, что вы говорите, да, соответствовать этому, научитесь. И своих бабуинов, бля, себя назад заберите их, там еще доучите их уже старых речей, бля, некоторых. То есть нам это не суйте свой русский мир. Да ладно, представь, русская тема, которую нам Дугины втюхнули. Представь, вот мы теперь должны сидеть там, испугаться каких-то. Да я улажу вообще, тряпка сейчас. Я дюнал, я сама, бош, и твеш дахет, лил, да того, пять боч, да, Аллах, хиран, бош, да, дерьмо, да, арчел, вот сюда просто киета, да, да, какой-то дугинщица, какой-то, это, хочу тушил, пал, му лилур, царя кира куешь. Царя изалуш, короче, да? Царь идеологии, геюэллана, лил, да, способ? Вая и сама бож. Хай дин хо делах тиеш вала, хай ламаз ходаш вала, хай лил ваштак, хай на лил деш. Наван байли цадохш. Хопхома на цастак хилиншта, нах хилиншта, жим. Шай разные идеологии, и палец, шушаш цакиечел, ущу цаеч, ушнаяран халла цаеч. Это раска бабкова, вахахин, короче, там не один. Вы исламское государство. Акар полностью, вайн хочу тушил, тема инца вахахин. Хонаксан валах цутемите, конечно, исламское, вот ты, русские, вы все там, весь мир. Что бы это ни делал, мы за религию, за ислам полностью на этом будем стоять. Вот, как вот эти ваши братья, которых вы туда, в ИГИЛ, в Сирию куда-то отправили, да? Которым вы не дали даже возможности нормально жить там, где-то находиться, процветать. Взяли их туда, закинули своими вот этими вербовкой, да? Туда куда-то засунули, они там погибли со своими семьями, там. А эти здесь сидят,
на низамах где-то, короче, там встречаются, эти низамы пытаются прилепить, короче, к чеченскому народу, да, оправдать весь террор русских, который над нами проводится, вот как гнида сейчас заходила, там, Дудаев, террорист, там, исламистский режим, там, туда-сюда. То есть полностью пытаетесь оправдать деятельность вот этих вот говнюков. Еще сидят эти говнюки, короче, у вас какое государство? Ислам. Или говоришь, что ты, хоть вы все перевернетесь, да, мы вот за исламское государство. Вот хотя бы на этом держитесь. Но говоря, короче, что вы там Чеченская республика Ичкерия, что чеченский народ провозгласил какое-то исламское государство, да, и вот так то, что вы будете нежно на этом паразитировать, нет, конечно. Просто так нежно, безболезненно вы не будете этим заниматься, и будут люди, которые будут разоблачать это. Да, все сейчас затерроризированы, испуганы, да, большинство людей там вот это стадное чувство испытывают, да, как такой цепной страх, который во многом неоправдуемый, да, в какой-то степени он оправдуем, но не настолько. Поэтому всегда будут люди, которые не будут, скажем так, полностью безболезненно пропускать такие вещи. Короче, я все, передаю микро. Ибраим, соцанонных киеч. Хинт от хороший русский, воушал бехтлуш.
Церг и хяттерш дойч, и ху бахандулш лилорду, и ху я лилорду, вообще ху целых лешу, и лилу. Цер и хяттерш леш, цер хинцерн, тро и дагерч, дас, тро дагерч, дубох, шкамилш леш. Получается, инцер, хинц дик антрил, я обещаю, да, я честное слово, я обещаю, я буду хорошим мальчиком, трусиком, и около ичауич, так хокон замаршул, йол шум дуцигаца, лилош, я буду и сотяху швац, маршул, я лячул, стаг шиласк, шигар, чуй бяхки нüц ур камхалк деш, мохкалк беш, ци анош, хабяхкин бол мохк, церц, и камил шмодивду, маршул нет, я убошел, стаг, цуна мухки, хомухки цумнах. Со вообще цакиет цумнах. Цанна хороший русский цанци хука мялдивду, маршул нет, я ул, стаг, от хороший русский сцены вообще цахука мелдадишду. Европа, Запад, царь, он и хаташ, я понимаю, Запад, мировое сообщество, но хаулок, цуаскиш, я хай юкметик, решать, и рёш, он дирдош был, Запад, Европа, но хюк и хаташ, я понимаю, что хупа чалк я лерчду, что мершду, что гулил лерчду, молил лерчду, это я понимаю. Но ласкиш, сухудуется, да, и он сам цакает сумна. Мурат, маршу ешь на батюш, сама ешь батюш, заранее длина, по-русски был, сейчас дождешь был, сейчас ласка, Путин, что больше, чем бухкеш баш был, бухбах, вместо Кадырова. Ты молодец. Мершу ешь нах, ош там пособител, бой дабаган, Европе ваховщин, 20 лет проспали, сейчас проснулись, когда Украина началась. До этого где были? Какое общественное дело они вели? Только будулакское это дело вели, они все исламизировали всю Европу. И что, институт, вот я шел видимость, видите, типа мы не один. До конца, значит, я запутался, но я имею в виду, умышленно нет деятельность там, или как ведут, но полностью цураскишин интересен, соответствует личной словности. حاجة إبراهيم نسا حاجة حقيقي قيتت Хинц от России в данный момент от России на условия хок дюнену хуатуарилшу. Қиете ок дюнену хуатуарилш маю цу России условия. От и условия цар коч цая цантири санкции даёрилш яц. Чтобы снять эти санкции, дюнен условия, что я езарил в России.
Но Россия имели войну условиях босс. Кто он такой? Цюнгубела бы войгу адаться да. Нас просит мировое сообщество. Войгу дадох. Кулилу Да, в 500 клубах, да, в 500. То есть тебе какая разница, чтобы там, пускай даже все мы сдохнем, там, чеченцы с голоду, тебе главное о своих русских там париться надо, да, беспокоиться. С чеченцами у тебя какое дело вообще? Пускай мы, например, с голоду там все поздыхаем, еще что-то. Понятно. Просто там знаешь, что происходит? Помнишь, Ельцин в 97 году, когда сказал, что при встрече с Масхадовым там в Кремле, он говорил о том, что поставлена точка конфликта 400-летней давности. Когда шла какая-то против целого народа. Типа мы ставим на этом точку. И там же он потом дальше, мы с Масхадовым, президентом, поговорили, он говорит, что террористы будут остановлены, что с чеченской стороны будет как бы выполняться вот эти вот действия, да, которые будут предотвращать там бандитизм и так далее. То есть как бы заведомо он там высказал вот такое мнение, то есть те действия, которые очень важны, да, и которые, ну, это как бы проговориться о том, что вот смотрите, видите, вы там будете контролировать там бандитизм, терроризм. Вот мы же об этом договорились, да, вот мы, видите, об этом говорим. То есть тебе заранее заведомо как бы подсказка такая, да, те моменты, на которые они будут давить. То есть те моменты, которые они будут использовать, чтобы показать твою несостоятельность. Вот тут происходит то же самое. Когда они говорят, вот у вас там что будет, шариат или что, исламское государство у вас будет. То есть это заведомо уже. Вот Ходорковский видел, когда Кутаев вот эти призывы делал, да, там анти-ЛГБТшные, потом антисемитские и так далее. То есть сначала сам призывал, сидел полгода там, или год подряд всех чеченцев вот этим действиям, ненависть там к евреям пропагандировал, потом ненависть к ЛГБТшникам, которые вообще там никому не лезут, у себя где-то сидят и там своей задницей занимаются, извиняюсь, никому не мешают. То есть вот эту вот ненависть против них, то есть вот эти темы, короче, сам развивал их, а потом в итоге сел и говорит, это не я, это чеченцы, вот все это они. А потом Ходорковский сел и говорит, видите, мне даже нравится, что вот такие упыри у нас здесь и есть, в этом, в ПСР. Они как раз таки, через них мы можем вам показать, что если там будет независимое государство, вот что там, видите, вот такие настроения там будут. Это даже лучше, что эти упыри вот здесь среди нас под ногами у нас здесь мечатся. То есть это тут точно такая же примерная тема, да? Они вот этих дебилков туда сажают, которые и задают им вопросы, у вас будет там исламское государство? Что будет? И потом показывают, видите, у них вот это будет там, вот такая тема, он даже путается, ответить не может. Поэтому вы в опасности, как Путин говорил, поэтому мы должны вот этих обезьянцев держать полностью под контролем, под своим русским сапогом. Вы же понимаете, да, там, завуалированный посыл такой. Из до тебя, хотя К
кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата, говорят о необходимости убивать американцев и их союзников. Я думаю, что вы из страны, как раз которая является союзницей Соединенных Штатов, вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кефиров, всех немусульман. Значит, то есть крестоносцев, как они говорят. Если вы христианин, вы в опасности. Но если вы решите отказаться от своей веры и будете атеистом, вы тоже подлежите по их рассуждениям и по их установкам ликвидации. Вы в опасности. Если вы решите стать мусульманином, то и это вас не спасет. Потому что они считают, что традиционный ислам тоже враждебен тем целям, которые они перед собой ставят. Вы в этом случае в опасности. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Да, вот это как раз, вот там как раз Путина начали слушать. Потому что до этого все равно все выглядело не настолько, скажем так, ну, опасным, что ли, да, или не столь убедительно было. А вот после 11 сентября, кстати, американцы там, вы, наверное, тоже себе под носом, себе в подушку боитесь подумать даже, кто стоял за тем, кто подготавливал этих пилотов, что какие-то будулаки, бля, сами, чтобы пошли, подготовились к каким-то террористическим актам, да, выучили, как водить самолет, и сами пришли, короче, там в Америку, и ваши какие-то небоскребы там долбанули, какие-то тупые там талибы афганцы или какие-то вот эти с IQ там 30, 10, я не знаю, какие-то чуваки сами, короче, пошли, научились этому, откуда-то сами это все профинансировали себе, изучили в Америке, где взлетают самолеты, где находится Пентагон, где находятся небоскребы, как в них правильно ударить, бля, полностью сами как бы все, бабуины это все изучили вдруг и взяли, долбанули вам по небоскребам. То есть все боятся, бля, поляки боятся признать, кто их все правительство нахрен отправил, да, куда-то, в целый самолет, кто долбанул. Эти боятся там еще чего-то, другие боятся, других там каких-то террористов, которые им нападают, обозначить, кто за этим стоит. Все вот этим, короче, занимаются здесь. Да ладно, это другая тема. Я что хочу сказать? Только после вот этого действия с вот этими, с русским миром начали уже серьезно их пытаться реабилитировать. Там Буш, вот этот говнюк, реабилитировал вот этого русню через Путина, своего брата. Хотя у него потом интервью есть, где он извиняется, да, что типа это он там неправильную политику какую-то вел, я хочу извиниться туда-сюда. Если кто знает, это интервью, оно интересное там. Где-то нужно его тоже найти и опубликовать. Потому что он задал тон вообще миру, вот этот мелкий Буш, говнюк, когда с вот этим Путиным начал заигрывать и реабилитировал его в цивилизованный мир, и вместе с ним вот этот русский мир весь. Вот на этой теме, на теме после того, как небоскребы долбанули, Путин уже начал там рукопожатным быть, и вот это вот в 2002 году в Брюсселе то, что происходит, это произошло уже через год после вот этого.
И через несколько месяцев после того, как в кустах в Чеченской Республике группа арабов там и несколько чеченцев, с Масхадовым в том числе, да, приняли какой-то Низам 2002, исламское государство. Вот после этого вот этот говнюк едет туда, в Брюссель, и там начинает всему миру рассказывать: вы в опасности, они хотят на территории России. Да, чеченцы незначительные, очень смешно, ректор академии, да, ой, это все, да, чеченцы там ничего не значат, там никто ничего не сделал. Это вообще не, да ну, это не вообще случайно там что-то оказалось. Да, случайно. Случайно там в кустах встретились вот эти арабы русскоязычные, да, там, и еще там часть, 2-3, короче, чеченца там переговорили какой-то низам, и случайно Путину дали возможность говорить от их имени, да, что они там от моря до моря халифат устанавливают, короче, на территории России. И вот так вот реабилитировали русский мир, где вот Путин сидит и всех пугает: вы в опасности, видите, мы вас защищаем. Это мы вот этих террористов, которые вон потом еще через лет 5 Докка Умаров сядет и будет провозглашать джихад Америке, Израилю и Европе. Еще как бы ставили печать, провозгласив там исламское государство, вернее, Эмират Кавказ, исламское государство там и так уже есть, да, судя по вот этим Низаму 2002. То есть вот эта тема, ногчи, вайн худа вьешь бар, пал просто хаусенштик. Корт страусо сан писокчу бэлен черга душу наркомел. Шайол аудалял, хайрял исламистига до архамел, да? Пира цапьешь просто, ойле от суман, да? Цажим он хили, цаум хилевой, да? Архамел дирам дуэ кучва, да? Ну, не знаю, короче. Архамел хил просто дадер, ду? Амел хил дадел деш, амел иш деш, да? С такой целью. Архамелла, ой, масара, ойла еш. Ой, масара, дагадол, шиштан. Рум, ой, веш, хол, цанео, керлец, мадизи. Сгоен, охне, мел кегош, попали. Новый русский шкечлуш, цель лилош, такие, хэн, шу, хозтана, Европе, аж черетя, шу дюзл, уже пехотин шолш, ишкечуш мои. Шу дюзл, сайни шу цуюк, машая шу цуюк, юлш. Шу элари, ицабага, это человек будет цуюк, убечь. То есть, хэн йоч, короче, положение мои, позволяется. Сундел, каким-то образом там. Уэнтя и чахцадели, цаэо лило ешушуно. Просто так, исламистские темы, кудуне чахар, лило шулар политики. Массу урга, да, вот раскиш. Именно в этом, нет. В этой это полностью подняться до ногтя. Да, на юга дарешку. Вот с дынах кириллаш вообще, вообще нахер, даура, нормальный, еще шия кира, отмал ног, что он дисна швать, нормально, что при этом хотя бы кел ты чанс, нормально, при этом табелла, эмш цахул эоина, ой, да, скоропат, что он цей эоина, да. Сачтею, я хочу увидеть. Полностью от дына кира и нуая совалуешь мау, хавалуешь мау, зауна дына маду бош кирел. Хочу вая начать стоп. Идеологию чуирзен, дебил, шкара,
вообще قطعنا после خلي вообще пустотуешь сагават. Ше полностью отстемит, а что налилар большку. Куда течение их поведет, от сларанчу до большку, да, сейчас использовать то чисто. دين دحل بوش ونادنا دين تديسقن دين دحل ايربل جوكتش ايربل بوشونوش تا ونادنا بوشونوش تا вообще يلا اير دايل ها هو بايل بو تدينن даже تا دحل خلشي شو هو بايل بو شو دين عميات دي بيلش او شو تانا كافر شولчи кали яхкин جهادن масуман букатюан никогда я дин ахилла я шу Я цааш тем более сагат да шу хума мадас дин духал буй хунадин буй шук хуза шу дин духал ли шу бош вообще хума да шу эц Пакистан чентавенши тренировка Бангладеш Пакистан шварт юшун дин нахитта гайски бушун давай цутя всегда ой цутя паразитировать знаешь шу матов Ушу нагасан хар кам ишта полностью, да, использовать дагаешь вала вдоль и поперек. И безболезненно, дюсурма, да. Ничего себе. От овес, короче, вистаться хочешь. Хашеду кам, хачур неш, хай дергер, черер неш, массу, короче, массаря, дебилокш, хаяшу, да, пехотинчи, будулекши, короче, исламистчи, полностью. Маршал, май. Маша Ойл, добрый день, добрый вечер. Как ваши дела? Приветствую, приветствую. Нормально все. Вот. Информационно, просветительская деятельность. У меня чуть-чуть шумно, у меня дочка младшая поет. Я закрою микрофон, я с вами. Все. Аделька, подожди секундочку, какая тема мы? Какую тему поднимаем? Ну, у нас тут такая тема была, что вот в чеченской среде вот паразитируют, скажем так, на политической площадке вот эти люди, которые пытаются протолкнуть исламизм, исламистов, короче, вот эту исламистскую тему. И сейчас вот появились там хорошие русские, типа альтернатива, существующая в России, существующему правительству, которые с вот этими исламистами там вместе работают, короче, и нам пытаются навязать, да, уже идется такая заранее вот эта подготовка, что вот там чеченская политическая тема, она как бы зиждется на вот исламистских каких-то там религиозных ценностях. То есть пытаемся просветить и альтернативное мнение здесь высказываем. То есть что в нашем обществе есть люди вообще других взглядов, и то, что там политическая вот эта изначально там ситуация, которая в государстве, курс, скажем так, национальный курс, курс народа, короче, курс государства, он абсолютно расходится, да, с курсом вот этих вот деятелей. Это полная противоположность. То есть вот как-то так, то есть такая просветительская работа. Ну и в принципе тему можно уже, если хотим, там сменить, да, потому что достаточно уже в эфире об этом разговаривали, и короче, как бы в дальнейшем можно свободно микрофон сделать. Маршал Дума, Сергей. Дэл Маш. Ибраим, а кто они такие, эти вот гражданские, русские, чтобы там мы отчитывались перед ними? Эти вообще, кто такие вообще, левые вот это? Мы что, обязаны перед кем-то отчитываться, что ли? Нет, там тема не отчета, да, отчитываться, чтобы... Просто вот, когда у тебя спрашивают, вот смотри, ты какой-то гражданин, да, там, скажем так, один
из представителей чеченского народа, да, ну, просто представляющий там, скажем так, неофициально где-то представляющий, ну, вот ты представитель, просто чеченец, да, среднестатистический. И к тебе вот сейчас вопрос. Вот ты какой концепции или какой там идеи, чего ты вот придерживаешься в будущем? Вот к тебе вопрос, да? Что ваша республика в будущем, там, ваше государство, или вы, если вы сторонник там государственности, независимости, вы как видите в будущем ваше государство? Оно исламское или светское? Вот просто тебе вопрос сейчас. Простой. Чеченское демократическое суверенное государство Ичкерия и точка. Да, но вы его видите светским или религиозным? Конечно, светским. Как народ избрал вот в 91-м или 2-м году, и все. Все, больше нет никакой проблемы, да, вот для тебя ответить как есть. Но если ты других взглядов, если ты хочешь, чтобы было религиозное государство, вот у тебя есть какая-то концепция, да, Низам 2002, например, вот как у вот этих людей. У тебя официально, у тебя на сайте это висит, ты официально проводишь какие-то мероприятия, какие-то форумы, какие-то конференции, да, где ты закрепляешь именно вот эту концепцию среди каких-то своих религиозных там, ну, либо оппонентов, либо религиозных там единомышленников, да, вот, но вы как бы закрепили какой-то момент, что вы все должны стоять на теме, что Чеченская республика – это исламское государство. Окей, если ты вот этого мнения, ну, давай тогда подними свой флаг, там, черный или какой он у тебя, и отвечай, топи за это. Чего ж ты тогда, как бы ты вот пытаешься, смотри, тебе вот эти люди, вот мы тоже, да, такие же там чеченцы, среднестатистические, скажем. И вот мы тоже имеем слово такое же, как вот эти люди. И что, вот эти люди, которые нам впихивают, да, вот это исламское государство, у которых концепция зыждется на том, что, которые нам угрожают здесь там этими откручиваниями и так далее, которые подстрекают других каких-то людей к террору какому. Эти люди будут сидеть и от нашего имени, когда у них спросят, вы исламское государство хотите, они будут, ну, там какой-то этот, видите, у нас Джохар Дудай вот так говорил, а народ вот так говорил. Вы зачем такие какие-то вопросы у вас непонятные задаете? Мы всегда за права человека, туда-сюда. Потом ему опять спрашивают, алло, исламское государство, то есть шариат это будет у вас там, или светская система? Ну, вы видите, опять вы спрашиваете, у коммунистов было вот так, у этих вот так. То есть размазанно ты как-то себя ведешь, а вот мы, твои соотечественники, ты и я, мы прекрасно понимаем, что эти люди стоят на позициях исламского государства. У них так прописано в их концепции, мы же здесь это сейчас озвучивали, показываем всем. И эти как бы люди, чуваки думают, что мы, которые вообще не согласны с этим, да, ну, понятно, что там весь народ, там большая его часть с этим не будет согласна, но мы, кто имеет возможность это высказать здесь, как бы мы будем молчать, да, вот так вот. То есть мы будем сидеть, они там где-то будут нас представлять на каких-то площадках, там с какими-то хорошими русскими, с какими-то демократичными русскими и так далее, где-то встречаться. У них концепция исламское государство, нам они будут угрожать здесь террором, там будут сидеть, не отвечая вопросы, парировать где-то, да, там лоббировать, лавировать, короче, да, там пытаться как-то много чего-то наговорить и ни о чем. А мы будем вообще не реагировать на это, да, как бы, да, давайте вот паразитируйте там на нашей трагедии, на нашей теме. Вот так, что ли? Вот о чем у нас тема. Алло, это безболезненно не будет. Никакая исламистская тема, она безболезненно просто так, как бы здесь пропихиваться, проталкиваться, короче, это не получится. Хотите устанавливать слово Аллаха, там, в Коран, Сунну,
пожалуйста, флаг черный вам в руки, на все 4 стороны. Оставьте нас, да, вот нашу тему, нашу политическую ситуацию, нашу трагедию. Это оставьте, идите вон где угодно, в мечети там, я не знаю, даже можно скинуться и еще одну мечеть открыть здесь. Как бы абсолютно к этим людям нету никакой претензии, если они это будут делать, вон, тренироваться где-нибудь вон там на кошках. Вот в чем здесь как бы вся вот эта суть. Можно я задам пояснительный вопрос? Бригем, вы имеете в виду по поводу чеченской диаспоры в Европе, либо мы говорим сейчас о Российской Федерации и о Чечне? Да, а вот этой диаспоре, так называемой исламистах, которые там говорят, что они какая-то диаспора, но у них вот открыто на их официальных ресурсах полностью прописано, что они строят исламское государство. Вот такая вот у нас ситуация. Ну, тогда это двоякое воспринятие позиций, да, в общем-то, тут нет единого фронта абсолютно. Как бы люди одного народа, которые идут совсем с другой идеологией. У меня вопрос по поводу светского государства, светско-демократическое государство. В том случае, что ислам находится под контролем государства, да, и он является не фундаментальной религией, а, как это сказать, да, можно сказать, контролируемой службами более светским, как это можно сказать. Ну, я хочу взять, например, пример Азербайджана. А? Чтобы это находилось под контролем государства. Да. И есть, то есть, если мы соответствуем закону, да, который там общепринятая конституция, там, в нем также и прописано, то есть в статье 4, в 6 части прописано, что религиозные объединения отделены от государства, то есть секуляризм государственный, он подчеркнут. И в статье 43 прописано, что гражданин Чеченской Республики имеет право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. Ну, еще идет продолжение, да, вот то, о чем вы говорите. Совершать религиозные обряды, не противоречащие закону государства. То есть все, что не противоречит государству, пожалуйста. Нет, дело в том, что вся беда в том, что уже мы пробовали этот шариат, уже знаем его вкус, что она привело, куда она привело. Вот эти люди, повторно эти же люди хотят это снова создать. Создали они, затянули вот эти русских на Вторую войну, сами соскочили, и сейчас снова сидят вот так, трындят одно и то же. Вот что мы хотим достичь, мы не против там, то, что было, как Ибрагим сказал, там, лишь бы они не внедрялись вот так, чтобы первые лица государства, пускай они молятся, свои организации, муллов, там ничего страшного нету там. Но чтобы они не вмешивались в государственные дела. Вот что мы хотим. А эти, самое главное, знают, что эту Вторую войну именно за счет них они затянули и соскочили, и точно так же, и сегодня вот так сидят, они болтают. Вся беда в этом.
Просто в законе государства, да, если мы говорим о законах, о государстве, то в государственном законе, то есть в оригинальной конституции, без вот этих подтасовок, там, которые они в 96-м году господин Идигов сделал с господином Яндербиевым, и рядом вот этих лиц, с которыми они вошли в сговор, без вот этих вот подлогов в Конституцию, потом без того, что в 2002 году в кустах какие-то арабы там принимали. То есть без всего этого, вот именно государственный закон, который принимали всенародно в 1992 году, в этом законе вообще нету слова про какой-то ислам, вообще ничего подобного. Там сказано, что религиозные объединения отделены от государства. И также там сказано, что граждане республики имеют право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. Ну и дальше совершать какие-то свои религиозные обряды, не противоречащие законам государства. Все. То есть вот как это в международном праве везде. Демократия, да, подкреплена законодательством. Не говорится о том, что это государство, которое будет как-то, когда одна религия исповедуется, или нельзя ничего другого. Ну, есть это слово. Ну, у меня вылетело из головы. Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, Ибрагим, у вас есть какие-то точки соприкосновения с теми чеченцами, которые за мусульманское государство? Ну, как точки соприкосновения? Вот так вот в обыденной жизни я могу там на работе встретить людей, там где-то на улице, каких-то там... То есть, так, если о таких соприкосновениях, то да, у меня такие моменты бывают. Но если речь идет о какой-то деятельности, скажем так, общей, скажем так, или о каких-то совместной какой-то деятельности. Да, как раз это имею в виду. Да. Нет, абсолютно нету, потому что у нас интересы кардинально расходятся. То есть это политические исламисты, они полные антагонисты. Они являются антагонистами чеченской там, независимости, чеченской государственности, национальным интересам. Это полный антагонист. Если речь идет о раньше, то, что я вот там с этим Закаевым, в частности, который на исламском государстве сейчас полностью закрепился, стоит, да, я раньше с ним контактировал, не зная о той деятельности, которую они ведут. То есть я этого человека представлял как сторонником демократии, сторонником государственности, сторонником как бы политикам, отвечающим интересам чеченского народа, там, законам. Но, к сожалению, с какого-то момента они кардинально вот этот курс направил он, и в то, что впоследствии мне выяснилось, вот это его закулисье исламистское, то есть они в открытую как бы в преддверии русско-украинской войны они взяли вот этот курс, как будто бы они знали, что там произойдут вот эти действия, и чтобы чеченская тема, я как бы от себя делаю вывод, что их деятельность, она запланирована изначально, то есть они хотя могут сами там быть, скажем так, неумышленными в этой всей системе, да, вот в такой ситуации, неумышленно действовать. Я такое тоже допускаю. И также я допускаю, что умышленно там действуют люди. Но получается так, что вот в преддверии за год, скажем так, полтора
до того, как началась русско-украинская война, вот за год-полтора уже они начали вот эту исламистскую тему продвигать. И я это вижу как раз-таки, что вот на фоне русско-украинской войны, да, когда весь мир считал, что Россия спаситель цивилизованного мира там, от исламистов, и вот на фоне русско-украинской войны там люди начнут проводить параллели. Ага, вот с чеченцами, оказывается, то же самое происходило. И чтобы заведомо вот это вот исключить, да, вот такой фактор, нашу политическую, как бы чеченскую судьбу чеченского государства, чеченского народа, вот эти вот деятели, они переводят на рельсы исламизма, то есть исламского государства, шариата. И получается, что у нас не одинаковая ситуация с украинцами. То, что украинцы это совсем другое, это люди, которые стоят там на борьбе за свое государство, пытаются его удержать, пытаются его сохранить суверенитет, независимость. А мы это совсем другая тема. У нас, оказывается, вот была изначально тема там установления во всем мире слова Аллаха, халифата, шариата. Это полная ложь, это полный абсурд. Но я вот эту вот деятельность вот этих вот исламистов, я ее вижу именно, то есть это не может быть каким-то совпадением случайным. Я это вижу именно так. Здравствуйте, ребята. Приветствую, Машол, приходите свободно. Витаю. Привет, Ибраим, привет. Ты знаешь, Ибраим, я услышал, проходил и услышал твои слова, не мог не зайти, понимаешь? Вот. Мы уже когда-то слышали такое. Всемирный диктатура пролетариата, понимаешь? Всемирная. Вот. Ленина, идеи и Троцкого, и других там, это самые коммунистических лидеров. Ленин тоже был пророком, согласно исламу, его труп не гниет. Я извиняюсь, что перебил. Да. Хорошо сказано. Понимаешь, дело в том, что мы уже в истории человечества мы уже где-то слышали о каком-то, понимаешь, победе, вот, всемирной победе какого-то, понимаешь, течения, понимаешь. Вот. И там было течение, понимаешь, или коммунистического направления, построение коммунизма, то есть подобно Царству Небесному. Все там, все даром, все тебе все ты пришел, тебе нужно вот это, ты получишь, ты будешь сидеть, роботы будут за тебя работать, все остальное, ты будешь только наслаждаться жизнью. Понимаешь? Это мы уже, это тоже, это вот это самое, атеизм, который в Советском Союзе говорили, это тот же самый сатанизм, вот та же самая фальшивая религия, понимаешь, политическая религия. И сегодня очень много религий в мире, сект разных, которые каждый трактует по-своему, порабощая людей и, поработив их, использует их материальные блага для своего брюха. И с верой это никакого общего ничего не имеет. Это просто это самое порабощение людей. И все. Вот. И прикрываясь Аллахом, как они называют, я не знаю, кто там для них Аллах, вот, является он творцом вселенной или нет, или это какой-то там отдельный, это самая личность, я не могу узнать, потому что я не владею этим языком и их философию исламизма, поэтому я вообще не интересуюсь этим. Извиняюсь, то, что мы выяснили, да, вот сколько вот этих вот, скажем так, последователей вот этой идеологии, столько и Аллахов. У всех какой-то свой Аллах. То есть кого ты не спросишь, у одного какой-то он вот такой там злобный, у кого-то такой более либеральный,
у третьего он вообще там на троне где-то сидит, я не знаю, к нему на лошарике каком-то там кто-то прилетает. То есть у каждого он какой-то свой. Но это точно так же, как в христианстве появился сектизм, понимаешь, секты, вот, которые, вот, они, если Бог один, одна книга, Библия, но на основании даже этой книги, вот, идет раскол, идут отклонения разбежности, создаются секты или там какие-то кружки, и каждый доказывает, что он больше любит Бога и больше это самое праведно ходит перед Ним, понимаешь? Вот. Когда Всевышний говорит, что нету ни одного, вот, все грешники, ни одного святого человека нету, потому что все грешники, понимаешь? Вот. Ладно, это будет это самое, но дело в том, что главное, чтобы вот можно, но чтобы не было агрессии против человека. Вот я когда разговариваю с мусульманами, и они доказывают, что у них все это самая правильная религия, так я тогда задаю вопрос, так а какая она из этих? У вас же тоже есть раскол там. Вот, разные есть эти течения. Вот, когда приходите вы в мечеть, одни молятся, другие подкладывают бомбу и взрывают их, то где ж тогда это самое, та сторона, та часть, которая показывает, что она действительно миролюбивая и самая сердечная, самая такая святая религия, когда брат брата, как называется, братья-мусульмане друг друга убивают. В мечетях тем более. Это ж было.